исполняющей обязанности директора Национальной библиотеки Республики Коми Данчиковой Екатерине Леонидовне. Доброе утро, уважаемые друзья, коллеги, читатели, возможно. Хочется напомнить, что совсем недавно в этом зале у нас стартовал проект Федеральной библиотеки для местного сообщества. Совершенно буквально недавно. И этот, конечно, проект был инициирован в рамках 185-летнего юбилея нашей библиотеки. И уже в марте к нам приезжали наши коллеги из Российской исторической публичной библиотеки, и возглавлял эту делегацию Афанасьев Михаил Дмитриевич, президент Российской библиотечной ассоциации. В течение года к нам будут приезжать наши коллеги, друзья, наставники и делиться опытом из таких крупных федеральных библиотек, как Библиотека иностранной литературы имени Рудомино, Российской национальной библиотеки, научно-технической публичной библиотеки, библиотеки искусства. И вчера, как уже ведущая сказала о том, что к нам в гости приехали представители президентской библиотеки имени Ельцина. Наши коллеги представляют сегодня Уральский федеральный округ. Это очень интересный регион в плане проведения, в плане популяризации фондов, электронных фондов президентской библиотеки. На данный момент там создано 500 центров удаленного доступа к ресурсам президентской библиотеки. Из них в Тюменской области свыше 150, и 80% расположены в школах. С 2016 года Тюменский филиал президентской библиотеки, а он единственный, координирует проекты президентской библиотеки в Уральском федеральном округе. С 2020 года Тюменский филиал наделен полномочиями стажировочной площадки президентской библиотеки для представителей регионов Российской Федерации. На базе Тюменского филиала организованы и проводятся стажировки для специалистов системы образования и культуры из 25 субъектов России. Осуществляется масштабирование успешных практик Тюменской области и ведущих организациях системы образования Москвы. Сегодня мы открываем межрегиональный семинар, на котором представители сферы образования и культуры узнают о возможностях использования в своей работе информационных ресурсов президентской библиотеки. Уверена, что сегодня присутствие гостей с таким богатым опытом и огромным желанием поделиться им будет полезно не только для коллег-библиотекарей, а в том числе и для педагогов. И это для нас, для нашего региона, конечно, большая удача, и за это мы огромную выражаем благодарность нашим отзывчивым коллегам из президентской библиотеки. И хочу представить для начала, собственно говоря, конференции советника генерального директора президентской библиотеки имени Ельцина, директора филиала в Тюменской области Олега Леонидовича Шора. Прошу. Удачного дня, работайте плодотворно, успешно, не стесняйтесь коллегам задавать вопросы, потому что их доклады очень интересные и, надеюсь, помогут вам и в реализации ваших блестящих, надеюсь, будущих идей. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Прежде всего, мне бы хотелось от имени президентской библиотеки выразить слова благодарности правительству Республики Коми и потрясающей библиотеке, в которой сегодня мы находимся, работаем уже второй день, за гостеприимство и отличную организацию повестки нашего пребывания. Действительно,
у нас состоялись конструктивные переговоры на уровне правительства Республики Коми, министра образования и молодежной политики. И мы надеемся, что в понятной нам перспективе мы увидим определенные результаты этого переговорного процесса. Со своей стороны, конечно, тот факт, что Республика Коми является одним из старейших и наиболее значимых партнеров для президентской библиотеки, накладывает на нас определенную степень ответственности и значимости за то мероприятие, которое у нас проходит в настоящее время. Уважаемые коллеги, я бы хотел начать наш семинар с представления команды президентской библиотеки, которая сегодня будет выступать, специалисты, которые будут выступать с сообщениями. У нас на целый день расписана информационная повестка, и наши доклады, они должны друг друга дополнить. То есть в результате этой работы у вас, мы полагаем, должна сформироваться картина того, как президентская библиотека развивается на примере Уральского федерального округа, какие у нас есть успешные практики. Ну и начать, конечно, я бы хотел непосредственно с фонда и некоторых интересных решений, как этот фонд можно интегрировать в образовательный процесс, то есть представить информационные ресурсы президентской библиотеки в качестве образовательных. На экране вы можете видеть Ольгу Викторовну Кутерло, заместителя директора филиала президентской библиотеки в Тюменской области. Ольга Викторовна, уважаемые коллеги, познакомит вас с комплексом оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов по тематике Второй мировой войны. Это уникальный для нашей страны ресурс. Он создается с участием огромного числа партнеров. Я бы так сказал, это просто беспрецедентный по своему масштабу проект, и он идет по прямому поручению президента России. Также вы можете видеть Валерию Малаховскую, начальника отдела межведомственного и межрегионального сотрудничества. И к нам чуть позже подключится Максим Геннадьевич Теребилов, сотрудник научно-образовательного отдела, который познакомит нас с проектами, направленными на поддержку системы образования. Ну и в какой-то степени, опять-таки, эти проекты можно использовать и, я думаю, в библиотечной среде. Итак, можно попросить включить презентацию. Уважаемые коллеги, на сегодняшний день существует два способа работы с нашими информационными ресурсами. Первое. Сверху вы можете видеть интерфейс удаленного электронного читального зала. Таких площадок, которые на сегодня располагают доступом к нашему полному объему информации,
в России свыше 1380 центров. Для того, чтобы мы могли предоставить доступ в полном объеме, требуется соглашение о сотрудничестве. В нижней части слайда вы можете видеть интерфейс интернет-портала. Ну, как мы понимаем, интернет-портал, соответственно, мы можем работать с ресурсом с любого устройства, которое имеет выход в интернет. Там тот же самый смартфон. Но здесь есть определенные ограничения, связанные с действием закона об авторском праве. Если мы посмотрим на работу уже в электронном читальном зале, то в первую очередь нам представлен поисковый аппарат, достаточно мощный, и мы можем осуществлять поиск документов отдельно как библиотечной направленности, так и архивного типа хранения. И примерно 50% документов в фонде президентской библиотеки – это именно материалы, представленные нам из архивов. При работе в электронном читальном зале у нас доступен личный кабинет, в котором сохраняется история наших запросов, и мы в дальнейшем можем к этой истории всегда вернуться. Ну вот если мы посмотрим, например, одного из документов, это Лаврентьевская летопись 1377 года. Соответственно, в левом верхнем углу мы можем видеть основные инструменты работы в электронном читальном зале. Мы можем этот документ посмотреть, это вот просто одна из страниц Лаврентьевской летописи, можем повернуть, можем приблизить, а можем, коллеги, очень сильно приблизить. И таким образом обратите внимание на качество оцифровки. Я приближаю этот документ, но качество остается на очень высоком уровне. Надо отметить, что требования к оцифровке в президентской библиотеке, первой электронной национальной библиотеки России, являются одними из самых высоких в мире. И абсолютно понятно, почему это сделано, потому что библиотека сохраняет документы, связанные с историей российской государственности. Это электронное национальное хранилище. И обратите внимание, мы четко видим текст, мы видим графику и даже любые пометки. Соответственно, мы можем, увидев то, что нам интересно, оставить закладку на данном листе, которая в дальнейшем потом будет нам доступна. И для ускорения процесса работы с документом в электронном читальном зале мы можем оперативно перейти на нужную нам страницу. Такое качество оцифровки дает нам очень хорошую базу и нашим читателям, нашим посетителям для исследовательской научной деятельности. Что касается интернет-портала, уверен, что с этим ресурсом многие из вас уже знакомы. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что интернет-портал также представлен и в англоязычной версии. Соответственно, помимо использования этого ресурса, опять-таки, если мы говорим про систему образования, на таких классических предметах, как история, обществознание, в какой-то степени география или русский язык, мы можем и задействовать этот ресурс на уроках английского языка, когда нам просто необходимы материалы для прочтения, одновременно таким образом изучать материалы, связанные с историей нашей страны. Хотел бы обратить ваше внимание также на то, что в президентской библиотеке на постоянной основе проходят различные мероприятия. И так как библиотека у нас полностью электронная, то большая часть этих мероприятий, она транслируется посредством различных технических решений. Ну а вот сетку вещания и программу этих мероприятий также можно посмотреть на соответствующих страницах интернет-портала. Один из значимых проектов, который реализует президентская библиотека при поддержке администрации президента Российской Федерации, называется «Президентская летопись». Цель этого проекта – познакомить всех желающих с функционированием института президентской власти в России. И в данной коллекции, обратите, пожалуйста, ваше внимание, содержатся не только текстовые документы, но и мультимедийный контент, который может быть интересен и для широкой аудитории. Например, мы можем в 30-минутном видеоролике познакомить школьников, ну, опять-таки, я в большей степени в своей части выступления буду апеллировать именно к этой аудитории, так как у нас в регионе в большей степени компетенции сформированы именно на уровень системы образования. Вот Екатерина Леонидовна уже озвучила цифру 155 центров удаленного доступа, если быть точным, в Тюменской области, на юге Тюменской области, без учета автономных округов. Из них 130 – это школы. Это школы. Причем в этих 130 школах
примерно 1500 рабочих станций. То есть это, в общем-то, ну, достаточно такая солидная цифра, это дает нам возможность использовать этот ресурс непосредственно в предмете. Так вот, 30-минутный видеоролик в данном случае – это очень удобный хронометраж, потому что мы его можем вписать в библиотечный урок, в классные часы, в неурочные мероприятия, и таким образом не выйти за пределы классических 40-45 минут. Еще один из примеров видеоматериалов, представленных в коллекции «Президентская летопись», это личная библиотека главы государства. И давайте посмотрим небольшой, буквально минутный видеоролик об этом материале. Президентская библиотека имени Ельцина представляет проект «Президентская летопись». Цель этого проекта – рассказать об институте президентства в России с помощью видеолекций, виртуальных экскурсий и популярных фильмов. Фильм о личной библиотеке президента России один из первых. Московский Кремль – величайший памятник истории и культуры. Здесь, в самом центре нашего государства, находится официальная резиденция президента, рабочий кабинет, залы для совещаний и личная библиотека президента. Рядом с древними соборами и музеями Кремля, символами России, в личной библиотеке президента поистине историческое собрание книг и документов. Зритель узнает об истории создания библиотеки, ее задачах и главной единице хранения – экземпляре Конституции Российской Федерации, на котором избранный президент приносит присягу. Фильм рассказывает о том, как личная библиотека помогает президенту Российской Федерации в осуществлении его конституционных полномочий. Уважаемые коллеги, многолетнее сотрудничество президентской библиотеки с системой образования позволяет многим школьникам нашей страны включаться в уроки лучших учителей России, вступать с ними в диалог, обсуждать интересующие вопросы, спорить на актуальные темы. Конечно, мы исходим из того, что подобные мероприятия, они в первую очередь нацелены на снижение проблемы цифрового неравенства. Ресурсы и проекты президентской библиотеки дают нам возможность получить урок не только у лучших, но и у великих учителей. Например, урок владения словом от Сергея Александровича Есенина. Нарочно иду нечесанный, головой, как керосиновая лампа на свечах. Ваших душ естественную осень не нравится в потемках освещать. Не нравится, когда коленки брани летят с меня, как рад, рыгающих воды. Я только цепи жму тогда руками моих волос, качнувшихся. Коллеги, согласитесь, удивительно, не правда ли, какими возможностями сегодня мы вместе с вами располагаем. Вот, например, хорошо известный в профессиональной среде абсолютный победитель конкурса «Учитель года России» Артур Викторович Заруба прямо на Красной площади, в павильоне президентской библиотеки, в рамках крупного международного мероприятия «Спасская башня», в секторе, который был посвящен детям, проводит свои открытые уроки для школьников, ну, прежде всего, конечно, столичных образовательных организаций. Но посредством современных технологий мы ведь можем в перспективе, при наличии такого желания, подключать к этим мероприятиям и заинтересованные площадки в Республике Коми. Здесь, как говорится, главное наше с вами совместное желание. И опять-таки это к вопросу о снижении проблемы цифрового неравенства. Также на интернет-портале мы виртуально можем посетить экскурсии и выставки, которые представлены и находятся у нас именно в открытом доступе. Примером является виртуальный тур. Вот давайте посмотрим некоторые фрагменты виртуальных туров, также представленных на интернет-портале, которые можно отдельными мероприятиями демонстрировать для ваших посетителей.
Вот, например, фрагмент виртуального тура по зданию самой президентской библиотеки. Сейчас мы находимся в электронном читальном зале, а рядом с ним находится конференция, в котором проходят мероприятия, в том числе и высокого уровня. Раньше на этом месте был обычный питерский двор, сверху было небо, если мы обратим внимание. В результате реконструкции удалось найти вот такое уникальное архитектурное решение. Под ним, во многих, я бы сказал, в образовательных организациях этого ведомства. Плюс создан тур по крейсеру «Аврора». Мы можем посмотреть назначение кают, детально увидеть различные элементы крейсера. При этом надо отметить, что одним из самых востребованных для виртуального посещения является Музей обороны и блокады Ленинграда. Уважаемые коллеги, используя эти, подчеркиваю, открытые ресурсы, вы вместе с обучающимися, с посетителями, особенно увлеченными историей, можете разработать свои персональные экскурсионные программы. И если мы говорим о школьниках, то по принципу метода одного поколения транслировать. И по нашим наблюдениям это всегда очень хорошо воспринимается соответствующей аудиторией. Теперь давайте посмотрим на сердце библиотеки. Это наш фонд. С целью формирования фонда электронного национального хранилища президентской библиотеки мы осуществляем кооперацию с более чем 500 партнерами по всему миру. Общий объем фонда на сегодня превышает 1 миллион единиц хранения. Это свыше 88 миллионов сканов. И в центре слайда вы можете видеть основные виды документов. Если мы посмотрим отдельно на некоторые примеры, вот буквально сектор рукописей. Перед нами 2 единицы хранения. Сверху это Остромирово Евангелие. Это уникальный документ. Исключительная ценность этого документа, научная историко-культурная ценность, заключается в том, что это древнейшая из сохранившихся точно датированная рукописная книга 1056-1057 год нашей эры. Ну, а вот странно, да, я говорил про рукописи, и тут фотография школы. Это не случайно, коллеги. Дело в том, что мы проводим много разных мероприятий, в том числе имеющих выездной характер, и это обычная школа, расположенная в городе Тюмени. Ну, в ней, правда, обучается почти 4000 школьников, ну, а так в целом она обычная. Так вот, на 3-м этаже расположена вот такая портретная газетная галерея. И мы решили эту информацию вставить в данное выступление, потому что такие портретные и газетные галереи есть практически во всех образовательных организациях нашей страны. Что нас особенно заинтересовало? В частности, вот эта газета. Если мы внимательно на нее посмотрим, мы можем видеть дату выхода этой газеты. Во-первых, это всесоюзная газета. Во-вторых, дата выхода 23 июня 1941 года. Соответственно, на первой странице мы можем видеть текст выступления Народного комиссара СССР по иностранным делам Вячеслава Михайловича Молотова. И вот знаменитая фраза, которой он заканчивал свое выступление к нации. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Конечно, мы и наши школьники, в первую очередь, очень хорошо знаем эту фразу. Скоро мы будем отмечать День Победы, 9 мая. И эта фраза будет везде звучать. Но ведь в газете, уважаемые коллеги, мы видим перепечатанный текст. Это ведь не живой текст. А вот живой текст – это фрагмент записки, которая была у Молотова в момент обращения по радио. Если мы внимательно обратим наше внимание, то посмотрите, некоторые слова не зачеркнуты, а знаменитая фраза, дошедшая до нас через поколение, изначально была немного в иной редакции. «Наше дело правое, победа будет за нами». И формулировка «враг будет разбит» была вписана непосредственно перед выступлением. Анализируя эти документы вместе с обучающимися, мы, безусловно, фактически оживляем историю. А самое главное, делаем ее интересной для дальнейшего изучения подрастающим поколением. Подобного рода инструменты мы можем гармонично интегрировать в учебно-воспитательный процесс.
Также в фонде президентской библиотеки множество графических объектов. Например, фотографии из личных коллекций императорской семьи. Вот на данном фото мы можем видеть Николая II, планирующего играть в теннис. Соответственно, помимо официальной жизни, можем познакомиться с интересами и увлечениями императора. Фонд содержит документальную хронику, записи выступлений на конференциях и лекции, проходившие в различное время в президентской библиотеке. Особое внимание при этом вызывают атласы и карты, маршруты научных экспедиций и планы отдельных населенных пунктов. Уважаемые коллеги, вот на этом слайде мы справа можем видеть, назовем так, классическую физическую карту Аляски, Камчатки и Алеутских островов. А в левой части, в принципе, то же самое. Разница заключается в том, что слева – это первоисточник, он находится у нас в фонде, и это карта конца XVIII века. На основе анализа этих документов уже увлеченные географией школьники могут выходить на целые исследовательские проекты. Ноты. Жемчужиной нотного фонда является оцифрованная партитура 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича, которая посвящена героизму жителей блокадного Ленинграда. Уважаемые коллеги, а вот на этом слайде мы видим основной профиль комплектования президентской библиотеки. Это 4 ключевых направления. Российский народ, территория России, русский язык как государственный язык Российской Федерации и государственная власть. При этом для удобства работы с информационными ресурсами нашими специалистами также подготовлены 9 различных подборок коллекций. Давайте чуть подробнее познакомимся с этими материалами. Вот, например, в первой базовой коллекции народ представлен как источник власти, как население, как этнос, как движущая сила истории. Слева на слайде мы можем видеть структуру коллекции, общий объем документов, который превышает 30 тысяч единиц хранения. При этом особое место в коллекции занимают биографические материалы о различных деятелях российской истории и культуры. Тематика второй базовой коллекции, как мы можем понять из названия, связана с историей и формированием, современным состоянием территории нашего государства. Помимо планов, карт и атласов, которых действительно очень много в этой базовой коллекции, здесь также представлены учебники географии конца XIX – начала XX века. Опять-таки, это хорошая база для сравнения материалов современности и того периода. И это в чистом виде исследовательские проекты. Центральное место в этой коллекции занимают фотоснимки различных экспедиций, нацеленных на развитие территории. На основе документов именно этой коллекции мы также можем познакомить детей с историей, культурой и традициями жителей Крымского полуострова. Третья базовая коллекция – русский язык. Она, как вы можете видеть, самая немногочисленная, это немногим более 5000 единиц хранения, однако хронологический охват этих документов датируется периодом с середины XI века и до наших дней. При этом коллекция включает множество различных словарей. Вот среди особо ценных документов я бы хотел отметить азбуку гражданскую с нравоучениями, в которой содержится исправление, собственноручно внесенный Петром I в состав алфавита и форму букв. Вот это издание по своей сути, вот в нижней части слайда вы можете видеть даже цифры 1710. Это издание является первой опубликованной русской гражданской азбукой. 1710 год. Основу четвертой, самой многочисленной базовой коллекции составляют цифровые копии документов, а также материалов, связанных с развитием органов власти, с жизнью и деятельностью конкретных государственных деятелей, свыше 44 тысяч единиц хранения. Теперь давайте посмотрим на некоторые подборки.
Например, подборка событийного характера. В ней собраны коллекции, отражающие ключевые события, произошедшие в истории нашей страны. И, на наш взгляд, примером событийной коллекции может служить коллекция «Отечественная война» 1810 года. Уверен, что эта коллекция в год 210-летия, она может быть более чем актуальна. Обратите внимание, в центре слайда мы можем видеть опять-таки структуру коллекции, общий объем документов, который составляет почти 1000 единиц хранения. При этом, уважаемые коллеги, мы говорим про 1812 год, но мы затрагиваем значительный временной пласт до, чтобы было понятно, как так случилось, что эта война стала возможной, и после, какие последствия были по итогу Отечественной войны 1812 года. И вот некоторые интересные, на наш взгляд, документы. В левой части экрана вы можете видеть, это фрагмент, это два разных документа, я сразу хочу сказать. Фрагмент письма Александра I Наполеону I о вступлении французских войск в пределы России. Это июнь 1812 года. И его перевод, то есть к этим документам есть переводы, официальные переводы, они также приложены. Очень интересен этот перевод. Вот давайте представим, то есть фактически вражеские войска, они находятся уже на нашей территории, это в чистом виде война, военный конфликт, и тем не менее, как начинает обращение Александр I в адрес Наполеона? Я зачитаю только первое предложение и последнее. «Государь, брат мой, вчера я узнал, что, несмотря на добросовестность, с которой я выполнял мои обязательства по отношению к вашему величеству, ваши войска перешли границы России». Далее там большой текст. И последняя строка, она очень важна. «От вашего величества зависит избавить человечество от бедствий новой войны». Уважаемые коллеги, мы, анализируя опять-таки эти документы, вот эти первые источники, дополняя учебный процесс вот этими уникальными материалами, очень яркими, содержательными, которые, безусловно, подрастающему поколению очень, они очень востребованы при правильной подаче. Мы значительно расширяем возможности учебно-воспитательного процесса, используя эти материалы. А справа мы можем видеть уже документ от апреля 1814 года. Это фрагмент ратификации договора об отречении от французского престола Наполеона I династии. То есть можно посмотреть, на каких условиях состоялось это отречение. Также, что дети любят больше всего, это альбомы карикатур, на которых мы можем видеть, в каком свете представлялись силы противника. Конечно, такие материалы в 1812 году, когда еще действовало крепостное право, и значительная часть населения была, скажем так, относительно безграмотная, вот такая графическая передача информации, она имела очень глубокий смысл. Фактически являлась сплачивающим элементом вокруг армии и оперативно информировала о том, что происходит на театре боевых действий. Школьникам очень нравится работать с подобного рода графическими объектами. Это всегда в 100% случаях интерактив, динамика, соревновательность и возможность включить их в активную фазу учебного процесса. Особое место занимают портреты русских генералов из знаменитой военной галереи Государственного Эрмитажа. Уважаемые коллеги, 20-й, 21-й и даже в какой-то степени 22-й год во многом заставили нас найти новые форматы и инструменты работы с нашей аудиторией. Когда мы помним этот период, мы просто физически все находились в своих домах, квартирах и вынуждены были соблюдать условия самоизоляции. Использование таких технологий – это реальная возможность донести точную, достоверную и безопасную информацию до обучающихся. И мы прекрасно с вами понимаем, к сожалению, не все из более чем 16 миллионов обучающихся нашей страны
будут иметь такую возможность выехать в культурную столицу нашей Родины и своими глазами увидеть эти полотна. Поэтому в данном случае это в определенной степени решение этой проблемы. Следующая подборка документов персоноведческая. В ней представлены коллекции о выдающихся государственных, политических, общественных и церковных деятелях, деятелях науки, культуры и искусства. Надо отметить, что структура этих коллекций, как правило, состоит из описания места рождения, информации о семье, образовании, профессиональной деятельности и увековечения памяти. Вот, например, в коллекцию, посвященную Петру Ильичу Чайковскому, вошли по определению цифровые копии автографов, нот, фотографий и книг с дарственными подписями. Вот интересный документ, который есть именно в этой персоноведческой коллекции, это записка собственноручно написанным распределением ролей в опере «Чародейка». Слева мы можем видеть роль, справа фамилия, а в верхнем правом углу подпись самого Чайковского. Безусловно, уникальные материалы хранятся в коллекции, посвященной великому русскому поэту и писателю Александру Сергеевичу Пушкину. Давайте просто посмотрим небольшой, это просто отрезок, небольшой видеофрагмент о последних минутах жизни Александра Сергеевича. В дни Жуковскому Пушкин просил передать царю: «Жаль, что умираю, весь был бы его». И благодаря Жуковскому, который нарисовал план, Пушкин нарисовал план этой комнаты, мы смогли воссоздать эту комнату. Пушкин говорил слова «на этом диване». Бюро судебно-медицинской экспертизы Ленинградской области профессором Юрием Александровичем Молиным. Он пришел в музей, и когда он представился, то я подвела его к дивану и спросила, не могут ли они в бюро судебно-медицинской экспертизы вот заняться этим удивительным объектом музейным. Он сказал, что шансы равны примерно нулю, потому что очень большой срок. Но все-таки, поскольку кожа не реставрировалась, можно попробовать. И вот они, как эксперты, пометили диван в нескольких местах, где с их точки зрения могла сохраниться кровь. Взяли эти смывы, потом несколько месяцев ожидания, потом звонок и сообщение о том, что удивительно, но найдены следы гемоглобина человека, причем именно человека, не животного, и человек этот мужского пола. И ясно, что кровь это 19 века, но такую старую кровь даже и не изучали. Выяснилось, что кровь на диване, кровь на жилете, волосы и в ковчежке, и в медальоне Тургенева принадлежали одному и тому же человеку. Поэта праведная кровь, она осталась на диване, и мы можем говорить о том, что, лежа на этом диване, Пушкин прощался с друзьями, прощался с книгами. В какой-то момент Жуковский спросил его: там очень много людей в передней, кого ты хочешь видеть, кого позвать? А он помолчал, обвел глазами книжные полки и сказал: прощайте, друзья. Уважаемые коллеги, конечно, с учетом глубин творчества Александра Сергеевича в рамках школьной программы, да и за ее пределами, использование подобного рода материалов в рамках библиотечных уроков, на базе школьных информационно-библиотечных центров или на базе библиотек системы культуры, в рамках сотрудничества с школьными библиотеками, это, безусловно, очень мощное подспорье. И это тот материал, который, подчеркну, востребован со стороны системы образования. Тем более в Сыктывкаре есть замечательная гимназия имени Александра Сергеевича Пушкина. Мы уверены, что эти материалы могут быть там в приоритетном порядке востребованы. Следующая подборка тематическая. В ней представлены коллекции по актуальным темам. Ее примером, на наш взгляд, является коллекция из истории Московского Кремля. Например, вот в эту коллекцию, в нее вошли документы конца 19-го, начала 20 века, рассказывающие об истории Кремля и его достопримечательностей. Среди документов, вошедших в коллекцию, вот мы всего 3 тут выделили, мы можем видеть, во-первых, фотографию Красной площади в дни коронационных торжеств, это 1896 год, планы и чертежи, а также альбом старинных видов Московского Кремля. Причем я хочу подчеркнуть, вот эти планы и чертежи, это документ на иностранном языке 1600 года. А альбом старинных видов Кремля – это 19 век, и этот альбом был подготовлен по поручению Московской городской думы.
Также примером тематической коллекции служит коллекция Россика, в которой включены сочинения иностранцев о путешествиях в России в период с X по XIX века. И в зависимости, кстати, от цели визита, она могла быть совершенно различная. Это и дипломатические задачи, военные, купеческие, даже разведывательные. Меняются и те акценты, которые сделаны в данных сочинениях. Но здесь чрезвычайно важно отметить следующее. До середины XVII века эти документы являются важнейшими источниками по социальной истории, понимания общей картины общества того периода. Еще одна коллекция посвящена театральной тематике. Это достаточно большая коллекция. В ней отражены различные аспекты развития театрального дела в нашей Российской империи. Современные поиски новых форм и жанров, нормы и правила для актеров и других связанных с театром специальностей, а также оформление и проведение спектаклей и как выглядела в целом театральная жизнь в регионах. В отдельный раздел выделены материалы персонального характера. Это биографические сведения о режиссерах, актерах и других представителях театра. Также мы можем посмотреть, как выглядели первые театральные афиши. Вот прямо сейчас они у нас на экране и представлены. В регионоведческой подборке собраны материалы, отражающие социально-экономические и общественно-политические аспекты истории всех 85 субъектов Российской Федерации. И вчера, кстати, мы достаточно подробно разговаривали с представителями фонда держателей Республики Коми на предмет содержательного усиления республиканской коллекции по Республике Коми, которая представлена у нас в фонде президентской библиотеки. В подборке России и страны мира размещена информация об истории взаимоотношений России с другими государствами. И собранные здесь документы позволяют взглянуть на эти отношения сквозь призму дипломатических контактов, экономического, культурного и научного сотрудничества. Также в фонде президентской библиотеки присутствует свыше 180 наименований газет и 160 наименований журналов. Здесь представлены юридические, общественно-политические, литературные, географические, краеведческие, фронтовые и другие издания. Ну вот, например, журнал «Мурзилка» для детей младшего школьного возраста. Мы вот в 100% школах в разных регионах России за 10 лет не встретили еще ни одного ребенка, который бы этот журнал не знал. Но я про начальное звено, конечно, говорю. Это очень здорово. И это говорит о том, что в принципе, даже в рамках начального звена мы можем организовывать коллективные прочтения этого журнала, представленного в фонде президентской библиотеки. Или литературно-художественный подростковый журнал «Костер». Еще очень интересный периодический экземпляр – это иллюстрированный журнал «Русской миграции», издававшийся в 1926 годах в Берлине и Париже на иностранном языке с целью поддержки наших соотечественников за рубежом. Уважаемые коллеги, вот говоря про региональный опыт, я могу назвать несколько цифр. У нас Тюменская область является одним из ведущих региональных поставщиков ресурсов в президентскую библиотеку. Ну, всего две цифры. При участии филиала свыше 85 тысяч единиц хранения передано, и это более 1 миллиона сканов. То есть если единицы хранения там свыше 8% от общего объема фонда, если в ЕХА считать. Но это значительная часть периодики. И эта периодика очень эффективно встраивается, опять-таки, в учебный процесс. Простой пример. Вот сидят в одной школе ребята. Значит, мы даем им задание, учитель дает им задание. Открыть региональную газету, и там, например, 15 рабочих станций, 15 компьютеров, соответственно, за 15-летний период. Вот сегодня у нас 13 апреля. Соответственно, ищем газету за 13 апреля, 1931, 1932, 1933, то есть у них разрыв 1 год. И задача выделить ключевые информационные ресурсы и сделать краткое тезисное выступление. То есть что, на его взгляд школьника, который смотрит ресурс, является наиболее значимым. Вы знаете, помимо того, что это исследовательская, проектная деятельность,
чрезвычайно важным является другое. Ведь раз это региональная газета, то зачастую там описываются события, которые происходили на той территории, где проживают дети или проживают их родители. И вы представляете, насколько мощный эмоциональный всплеск, когда школьник или школьница увидят информацию о своем близком, о родственнике, о знакомом. Эти эмоции, их практически не остановить. Но после этого восприятие этой информации конкретно у этого ребенка и у его окружения идет на совершенно ином уровне, потому что здесь включается уже элемент сопричастности. Поэтому наличие регионоведческого компонента в фонде президентской библиотеки для нашего региона является очень мощным инструментом в продвижении информации в целом, и я бы даже сказал, не только информации, мощным инструментом для интеграции нашего ресурса в учебно-воспитательный процесс. Вот. Без периодики, конечно, это было бы сделать значительно сложнее. У нас буквально вчера был День космонавтики, и надо отметить, что теме космоса посвящена отдельная коллекция, это тоже тематическая коллекция. В один из таких дней, 12 апреля, у нас было интересное мероприятие. При поддержке Роскосмоса и Ростелекома, двух крупных федеральных партнеров, была организована видеосвязь, полноценный телемост, то есть это была не запись, я хочу отдельно на этом остановиться, с космонавтами, которые в это время находились на Международной космической станции. И школьники и студенты, которые физически располагались на Сенатской 3 в головном учреждении в Санкт-Петербурге, имели возможность задать космонавтам определенное количество вопросов. Ну и тут же там, с понятной нам задержкой получить на них ответы. Это в том числе те проекты и те возможности, которые на сегодня реализует президентская библиотека при поддержке крупных партнеров. А вот как интегрировать информационные ресурсы именно этой коллекции в учебный процесс начального звена, мы можем посмотреть на примере наших коллег одной из школ региона. Сначала ребята, а это первоклассники, то есть я на это хочу сделать особый акцент, это примерно 7 плюс-минус лет, смотрят кадры кинохроники, примерно 5-7 минут. Давайте посмотрим небольшой отрезок из того, что смотрят ребята. Утро 12 апреля 1961 года. Космодром Байконур. Один вопрос. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто считает, что детям это нравится. Прекрасно. Практически 100%, мне кажется. Так вот, при том, что детям это нравится, самый главный эффект здесь еще заключается в том, что кадры кинохроники, являясь живой историей нашей страны, это же первоисточник, это подлинник, это абсолютно безопасный ресурс. Запоминаются ребятам на многие годы. И основой для этого служит соответствующий ассоциативный ряд с реализованным своими руками мультипликационным проектом. Вот так очень просто и легко. Уважаемые коллеги, продолжая тему начальной школы, хотел бы обратить ваше внимание на сайт президента России kremlin.ru. С главной страницы этого государственного ресурса мы можем перейти на детский сайт главы государства. Вот если посмотреть на левое изображение, то там прямо на главной странице есть переход. Либо можем перейти на детский сайт президента России с интернет-портала президентской библиотеки, но либо по прямой ссылке. Официально этот ресурс называется «Президент России гражданам школьного возраста». Данный ресурс призван кратко, доходчиво и занимательно рассказать учащимся о демократическом институте президентства в России, об истории власти в России, о месте работы главы государства и многое другое. И мы начинаем с выбора проводника. После того, как ребенок выбрал, с кем ему интересно, он может познакомиться с текстом присяги президента, причем в переводе на детский язык. Вы видите соответствующее оформление, оно для соответствующего возраста, естественно, адаптировано. Обращение главы государства, и мы можем поступить в школу президента. Вот, например, в понедельник
пятидневка у нас. У нас на втором уроке мы изучаем 3 вопроса. Что такое субъекты федерации? Наше государство называется Россия или Российская Федерация. И зачем нам нужны федеральные округа? Если мы посмотрим, то вот в таком текстовом формате представлен этот ресурс. Во вторник мы можем на первом уроке познакомиться с географией России. На интерактивной карте сопоставить название федерального округа и его фактического расположения в границах страны. Как только мы это сделали, нам доступно таких различных материалов для соответствующего возраста, их там достаточно для того, чтобы сделать вот такой первый шаг. Уважаемые коллеги, и в завершении своей части выступления по первому нашему блоку в течение сегодняшнего семинара я бы хотел передать слово Ольге Викторовне Кутерло для подробного представления коллекции комплекса оцифрованных архивных документов по тематике Второй мировой войны. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо, Олег Леонидович. Сейчас я включу презентацию. Минуточку, пожалуйста. Так. Угу. Так, если видно и слышно презентацию, то я познакомлю вас подробнее с проектом, который был создан в 2020 году в соответствии с перечнем, в соответствии с пунктом 4К перечня поручений по реализации послания президента Федеральному собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года. Звучит оно следующим образом. Обеспечить создание комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне. Необходимость этого проекта обусловлена тем, что в последнее время в западной историографии предпринимаются активные попытки переписать историю, в том числе историю Второй мировой войны. И единственная возможность сохранить правдивую память о войне и ее причинах, которая не будет подменяться в угоду чьим-либо политическим соображениям, это обращение к историческим источникам. Федеральными и ведомственными архивами была проделана огромная работа по выявлению, отбору, оцифровке и описанию документов по данной теме. И как результат межведомственной работы год 75-летия Победы на портале президентской библиотеки был открыт онлайн-доступ к уникальному информационному ресурсу. Он так и называется «Вторая мировая война в архивных документах. Комплекс оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов». Ссылка на этот ресурс размещена на главной странице, и материалы коллекции, все без исключения материалы, находятся в свободном доступе. Первая часть проекта была открыта, как я уже сказала, в 2020 году, и туда было включены почти 1800 архивных документов, фотографий и фрагментов кинохроники, которые раскрывали предысторию Второй мировой войны за период с 1933 по 1939 год. А в сентябре прошлого года этот комплекс дополнили еще более 3500 документов периода 1 сентября 1939 года, 22 июня 1941 года. В целях популяризации проекта для иностранной аудитории совместно с Росархивом выполнен перевод ресурса на английский язык. В настоящий момент оцифровано и представлено в электронной среде более 5500 документов. И участниками проекта являются 8 федеральных архивов нашей страны, ведомственные архивы, такие, например, как Центральный архив Министерства обороны, архивы службы внешней разведки, Федеральной службы разведки,
Федеральной службы безопасности, простите, архив внешней политики Министерства иностранных дел и так далее, а также национальные архивы Республики Беларусь и Федеральный архив Германии, Бундесархив. Настолько представительный состав участников является огромным преимуществом проекта и большой удачей для пользователей, поскольку впервые на одном ресурсе представлен огромный массив документов, которые взаимно дополняют друг друга, позволяют раскрыть историю Второй мировой войны. Кроме того, у пользователя есть возможность, воспользовавшись данным ресурсом, восстановить хронологическую цепочку того или иного исторического события. Работая с коллекцией, можно сформировать комплексное представление об историческом контексте. Это достигается благодаря тому, что в ресурс вошли разнообразные документы, как текстовые, так и материалы фото и кинохроники, которые наглядно показывают, как же все происходило. Поскольку ресурс включает большое количество документов, то выстроить их тематически, как это обычно принято в президентской библиотеке, не представлялось возможным. И по согласованию с Росархивом решено было идти по хронологическому пути. Каждый год в коллекции выделен в качестве самостоятельного раздела. Вот на слайде вы можете видеть структуру коллекции. Подробное описание каждого документа включает заголовок с указанием на вид документа, автора, адресата и основную тему, дату создания документа, указание на место хранения и шифр хранения оригинала, а также примечания, которые отражают основные особенности документа. Основные темы, отраженные в коллекции, это, конечно, главные вопросы европейской истории, важнейшие события в жизни Европы 30-х, начала 40-х годов. Прежде всего, поэтапный отказ Третьего Рейха от условий Версальского договора, ускоренная милитаризация страны, переход германского руководства к политике активных завоеваний на европейском континенте, а также международная ситуация на Дальнем Востоке и в Японии. Пополнившую коллекцию в 2021 году документы рассказывают о вторжении вермахта в Польшу и начале Второй мировой войны, так называемой странной войне на западноевропейском театре, а также о польском походе Красной армии. Один из самых интересных разделов – донесения советской разведки. Большой блок документов посвящен торгово-экономической деятельности СССР в условиях войны в Европе, военно-промышленному комплексу нашей страны и проблемам его развития. С нарастанием международной напряженности в Европе в 1940-1941 годах количество документов также возрастает, и в последние предвоенные месяцы ход событий можно восстановить буквально по дням, по часам. И проект заканчивается документами за 22 июня 1941 года. А теперь очень коротко я познакомлю вас с каждым из разделов ресурса. 1933 год – это год прихода к власти нового канцлера Германии Адольфа Гитлера, который сразу же выступает с речью на совещании с руководителями Рейхсвера и излагает программные установки нацистов по так называемому спасению Германии и преобразованию Европы под ее началом. В этот же год Германия объявляет о выходе из Лиги наций. В 1934 году в европейских государствах растут профашистские настроения, подписывается германо-польская декларация о ненападении, начинается установление германо-японских контактов на антисоветской основе. Во внешнеполитической ориентации СССР происходят серьезные перемены. Советская власть окончательно отходит от лозунгов мировой революции и начинает выступать с идеями создания эффективной системы коллективной безопасности, которая могла бы ограничить агрессора. В 1935 году милитаризация Германии продолжается. Гитлер подписывает декрет о введении в Третьем Рейхе всеобщей воинской повинности и создании массовых вооруженных сил вермахта, что является прямым нарушением военных статей Версальского договора и, соответственно, пересмотром итогов Первой мировой войны. В этом же году начинается военная агрессия фашистской Италии против Эфиопии, которая тогда называлась Абиссинией. Советский Союз выступает в Лиге наций с резким осуждением военного вторжения.
Большое число документов 1936-1937 годов посвящены гражданской войне в Испании, которая разгорелась летом 1936 года после начала антиправительственного мятежа правых сил. СССР был единственной страной в Европе, которая оказывала всестороннюю помощь законному республиканскому правительству. На слайде представлены кадры фотохроники о добровольцах и военных специалистах, которые участвовали в гражданской войне, а также постановление об оказании продовольственной помощи детям Испании. Одним из ключевых моментов 1938 года стало Мюнхенское соглашение между Францией, Великобританией, Италией и Германией, которое предусматривало передачу Третьему Рейху Судетской области Чехословакии. И не случайно это соглашение носит название Мюнхенского сговора. Помимо Германии, осенью 1938 года в расчленении чехословацкого государства приняли участие Польша и Венгрия. В коллекции можно познакомиться как с текстом соглашения, так и с кадрами фотохроники с мюнхенских переговоров. Летом 1939 года проходили переговоры между Советским Союзом, Францией и Великобританией, которые были, в сущности, последней попыткой создания антигитлеровской коалиции. Увы, эта попытка оказалась неудачной, и в коллекции можно увидеть материалы о том, как проходили эти переговоры, как процесс затягивался европейскими странами. И вот в этой непростой ситуации Советский Союз остался с гитлеровской Германией 1 на 1 и вынужден был 23 августа 1939 года заключить договор о ненападении. Фактически сделал это последним из стран Европы. В коллекции представлен как сам договор, известный сегодня как пакт Молотова-Риббентропа, так и тексты дополнительных секретных протоколов к нему. После вторжения Германии в Польшу и начала Второй мировой войны в сентябре 1939 года был заключен договор о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. В коллекции он впервые представлен факсимильным вариантом из архива внешней политики Министерства иностранных дел. Также были заключены договоры с правительствами прибалтийских стран. Вот на слайде вы видите советско-литовский договор о взаимопомощи и передаче Литве исторической столицы города Вильна, который ранее был захвачен Польшей. В 1940 году большое внимание уделено развитию военно-промышленного комплекса СССР в предвоенный период, укреплению обороноспособности Советского Союза. Это документы о производстве и принятии на вооружение новых видов военной техники и оружия, статистические показатели и справки о торгово-экономической деятельности СССР накануне войны. Документы 1941 года – это в основном документы о подготовке Красной Армии к отражению возможной агрессии, а также, в частности, докладные записки руководства Наркомата обороны СССР и Генерального штаба Красной Армии в ЦК ВКПБ с предложениями по планам стратегического развертывания вооруженных сил СССР на случай войны с Германией и ее союзниками. Также директивы Наркомата обороны СССР, командующим войсками военных округов. В полном объеме размещены протоколы заседаний Главного военного совета Красной Армии периода апреля-июня 1941 года. Одни из самых интересных архивных документов – это записи журнала регистрации посетителей Сталина в его кремлевском кабинете. Вот на слайде вы можете видеть, как они выглядели. Это такие узкие длинные листочки, на которых секретари фиксировали время входа и выхода каждого посетителя. На слайде представлены записи за 22 июня. Мы можем видеть, что время 5 часов 45 минут утра. В кабинет Сталина входят Молотов, Берия, Тимошенко, Мехлис, Жуков. Начинается принятие первых решений в условиях только что начавшейся войны. Основной массив русскоязычных документов коллекции дополнен документами на иностранных языках. Это материалы трофейного характера, которые при посредничестве Федерального архивного агентства были переведены на русский язык. И в коллекции представлены сначала на языке оригинала,
а затем тот же самый текст в официальном переводе. Причем перевод зачастую оформлен в виде научной публикации, то есть он включает примечание к тексту документа. Таким образом, у пользователя не возникает никаких проблем с восприятием. В коллекции также представлены оригиналы документов и их переводы на русский язык в современный оригинал. Вот, например, директива номер 21 о войне с СССР, всем известный план Барбаросса от 18 декабря 1940 года из фондов Федерального архива Германии. И в наших архивах сохранились переводы на русский язык этого же времени. Такие документы тоже были включены в проект. На слайде, вот, например, вы видите перевод плана Барбаросса, специально сделанный для Нюрнбергского процесса. Более половины документов в коллекции публикуются впервые, а та часть, которая опубликована ранее, зачастую публиковалась с измененным текстом. Вот, например, на слайде вы можете видеть документ со штампом, который говорит нам о том, что данная шифр-телеграмма была опубликована в 18-м томе документов внешней политики СССР с перефразировкой. То есть при печати текст документа был изменен. В данном ресурсе все документы воспроизведены абсолютно точно, поскольку это электронные копии. И большое количество документов связано с агентурной деятельностью, поэтому, конечно, далеко не все из них возможно было публиковать в полном объеме. Вот, например, на слайде одна из шифр-телеграмм относительно реализации Восточного пакта, часть информации на которой скрыта до сих пор, потому что с документа окончательно не снят гриф «секретно», либо информация на нем относится к личным персональным данным. Но тут стоит отметить, что эти умолчания никоим образом не препятствуют анализу содержания документов. Большое место в коллекции занимают фотодокументы, как трофейные, так и снимки советской истории. И очень значительное количество из них вводится в научный оборот впервые. То же самое касается и фрагментов кинохроники. А вот такие интересные и уникальные документы, как карты, они пополнили коллекцию в 2021 году в значительной части. Вот среди них, например, политическая карта Европы с личными пометами Сталина из его личного архива. Или, например, карта с предложением по обмену территорий с Финляндией от 1939 года. Как мы можем видеть, предложения эти приняты не были финской стороной. Или вот, например, схема стратегического развертывания вооруженных сил СССР на случай войны с Германией и ее союзниками. Обратите внимание, что это карта от 15 мая 1941 года. На сегодняшний день комплекс содержит более 5500 оцифрованных архивных документов, фотографий и кинохроники. Работа над выявлением и рассекречиванием архивных документов, их оцифровки и размещению в составе комплекса продолжается, и предполагается, что в 2022 году это будут документы за период с 22 июня 1941 года по ноябрь 1942 года. Уважаемые коллеги, я призываю вас обращаться к порталу президентской библиотеки для более детального знакомства с этим уникальным ресурсом. В нем впервые собрано такое большое количество документов из самых разных учреждений. И причем это архивные документы, то есть это история от первого лица. И серьезная возможность для проведения научных исследований самого разного уровня, начиная от школьных аттестационных работ до монографических исследований. И в конце концов это большой вклад в развитие исторической науки. Хочу также напомнить вам еще об одной коллекции президентской библиотеки, посвященной теме Великой Отечественной войны. У нас
впереди 9 мая, День Победы. Вот. Не секрет, что в рамках особенно школьного курса истории изучение такого объемного сложного материала из-за ограниченного времени требует привлечения комплексного информационного ресурса, и коллекция президентской библиотеки «Память о Великой Победе» может стать таким ресурсом. На данный момент ее объем составляет более 30 тысяч единиц хранения. Целью коллекции является максимальное раскрытие темы, предоставление пользователю объективной картины события в историческом контексте и в наиболее удобном для восприятия виде, а также привлечение к изучению Великой Отечественной войны как можно больше различных групп пользователей. Этому способствует структурная организация коллекции. Все представленные в ней документы сгруппированы в нескольких разделах с иерархическими уровнями различной глубины. Безусловно, жемчужиной коллекции являются аудиозаписи ветеранов, благодаря которым мы можем увидеть картину войны глазами очевидцев. Вот, наконец, я получаю этот хлеб. Было желание это довесочек съесть, но нет. Сама себе сказала, нет, нельзя. Мама распорядится этим хлебом. Уважаемые коллеги, у меня на этом все. Спасибо, Ольга Викторовна, за очень подробную информацию о комплексе оцифрованных архивных документов по тематике Второй мировой войны. Уважаемые коллеги, ну и теперь давайте мы переместимся из Уральского федерального округа в Северо-Западный федеральный округ в Санкт-Петербург. Пожалуйста, Максим Геннадьевич, сотрудник научно-образовательного отдела. Добрый день, уважаемые коллеги. Надеюсь, меня хорошо слышно. Я приветствую всех. Меня зовут Максим Геннадьевич Теребилов. Я специалист научно-образовательного отдела президентской библиотеки. И сегодня я расскажу вам о просветительских проектах, которыми занимается наше учреждение. Я думаю, что многим знаком наш портал президентской библиотеки, на котором можно найти подробную информацию о наших фондах, о коллекциях, о деятельности учреждения, ну и, конечно же, о различных проектах. Если мы прокрутим бегунок до конца, то в нижней части мы увидим раздел «Образование и наука», где представлен перечень соответствующих проектов. Президентская библиотека имеет максимально широкий охват аудитории, поскольку ее образовательные, просветительские, научные проекты ориентированы на различные категории населения, то есть как на взрослых, так и на детей. Ну, например, для учащихся у нас проводятся мультимедийные уроки, Олимпиада «Россия в электронном мире», конкурсы студенческих работ. Для специалистов и ученых у нас есть конференции, круглые столы. Для всех интересующихся видеолекции, мультимедийный конкурс «Взгляд иностранца» и многие другие проекты. Основными просветительскими проектами являются Олимпиада «Россия в электронном мире» по истории, обществознанию и русскому языку, видеолектории «Знания России», ну и, конечно же, мультимедийные уроки. На этих мероприятиях мы и остановимся поподробнее. Начнем мы с Олимпиады «Россия в электронном мире». Она проходит у нас с 2010 года, ну и, по сути, она стала первым просветительским проектом президентской библиотеки. Изначально она проходила только по истории, однако впоследствии были добавлены также такие дисциплины, как обществознание, русский язык и впоследствии русский язык как иностранный. Если первые три предмета предназначены для всех желающих, то последний, четвертый, медрусский как иностранный, ориентирован на иностранных участников, соответственно, для которых русский язык не является родным. Олимпиада «Россия в электронном мире», как правило, начинается осенью и проходит около полугода. Она включает в себя 3 этапа. Первые 2 тура, они отборочные, они проводятся в дистанционном формате. Это обусловлено возможностью расширения как общего количества участников Олимпиады, так и географии ее проведения, которая охватывает при этом все регионы России, а также страны ближнего зарубежья. Третий же этап Олимпиады, он заключительный. Он проводится уже в очном формате, либо в Санкт-Петербурге, либо в филиале президентской библиотеки в Тюмени, или же на региональных площадках, имеющих статус центров удаленного доступа в наше учреждение. Но стоит отметить, что в последней Олимпиаде, которая закончилась в марте 2022 года, буквально вот только что, совсем недавно, принимало участие несколько человек из Республики Коми.
Одному из них удалось пройти финальный этап Олимпиады и получить диплом 3-й степени. Очный тур он проходил на базе муниципального бюджетного учреждения культуры централизованной библиотечной системы города Инта. И мы хотели бы еще раз поблагодарить наших коллег за участие в Олимпиаде и предоставление площадки для ее проведения. Ну и буквально пару слов про предмет русский язык как иностранный. Как уже было сказано, он предназначен специально для тех, кто изучает, собственно, русский язык как иностранный, то есть для кого он родным не является. Задания в нем несколько проще, чем в стандартном русском языке. И принцип проведения и проверки заданий абсолютно аналогичен таковому для Олимпиады России в электронном мире, для остальных 3 предметов. То есть часть заданий проверяется автоматически, часть сотрудниками библиотеки, то есть уже живыми людьми. Многие задания ориентированы на документы, содержащиеся в фонде президентской библиотеки. Ну и также стоит отметить, что часть участников этого предмета, Олимпиады, русский язык иностранный, пребывает за рубежом, поэтому для организации и проведения этого 3-го очного тура, соответственно, мы сотрудничаем, взаимодействуем с представительствами Россотрудничества в разных странах мира. Наш следующий проект – это видеолектории «Знания о России». Это, пожалуй, одно из наиболее масштабных просветительских мероприятий президентской библиотеки. На лекториях подробно освещаются вопросы, связанные с отечественной историей, российской государственностью и культурой. Как правило, видеолектории президентской библиотеки приурочены к значимым памятным датам и юбилейным событиям истории России. Ну или же ставят своей целью заполнить существующие лакуны в нашем фонде. Кроме того, в 4-м квартале, как правило, мы запрашиваем информацию регионов об интересующих их темах, чтобы иметь возможность осветить последствия на лекциях предстоящего года, включить их в план. Ну и также стоит отметить, что для проведения видеолекторий президентская библиотека часто приглашает видных специалистов по освещаемым темам. Деятелей науки, искусства, культуры. Ну так, например, на наших лекциях в свое время выступали Николай Максимович Цискоридзе, Иван Сергеевич Цышевский, ну и многие другие известные деятели. План видеолекторий формируется, как правило, заранее и дополняется в течение года. Как раз сейчас перед вами предстоящий план лекций на 2022 год. У нас тут несколько слайдов. Как уже было сказано, это, естественно, не все. Это пока то, что у нас стоит в плане. Но я думаю, что эти лекции еще будут дополняться впоследствии в течение ближайших месяцев. Отмечу при этом, что видеолектории, наши лекции, они ориентированы, по сути, на взрослую аудиторию, то есть это студенты, это специалисты, это просто интересующиеся освещаемой темой люди. Однако президентской библиотекой также разработан специальный формат под названием «Видеолекторий в школе». Он ориентирован уже на школьную аудиторию, соответственно. В отличие от стандартных лекториев, эти мероприятия длятся всего около 1 часа. Информация на них подается в более доступной форме. Для выступления на таких лекциях приглашаются школьные учителя, имеющие определенную квалификацию. Ну, к примеру, звание «Учитель года», почетный работник среднего образования Российской Федерации и так далее. То есть, как правило, это учителя, которые могут подтвердить свою квалификацию чем-либо. Ну, вот, например, проект «Истоки петербургского гостеприимства» является примером такого видеолектория, ориентированного на школьников. Он организован президентской библиотекой совместно с партнерами из Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Посвящен он истории петербургской культуры и охватывает широкий спектр тем, входящих в это понятие. Как раз в правой части слайда мы сейчас видим перечень уже прошедших мероприятий, то есть этих мультимедийных уроков. Ну, по сути, этот формат лектория, он ближе именно к мультимедийным урокам для школьников. Как раз о них сейчас и пойдет речь. Это наше следующее мероприятие. Одно из наиболее востребованных, наиболее массовых, скажем, проходящих чаще всего, это мультимедийные уроки президентской библиотеки. Этот формат разработан специально для учащихся средних и старших классов российских школ и ставит своей целью познакомить их с историей России, ее государственностью и культурой, но в более доступной форме, чем видеолектории.
Под каждый урок подбираются материалы из фондов президентской библиотеки, вследствие чего школьники учатся работать с историческими документами. Уроки также включают в себя интерактивные элементы, вроде онлайн-тестирования, ну и часто проводятся в формате диалога при использовании вопросно-ответного метода изложения и так далее. Как раз сейчас перед вами на экране часть уроков, которые проводятся в президентской библиотеке на сегодняшний день. Обращаю внимание, что это не все, что у нас есть. Такие, пожалуй, наиболее интересные, наиболее востребованные уроки, ну, одни из, по крайней мере. Также стоит отметить, что на сегодняшний день у нас находится в разработке еще один тоже мультимедийный урок, посвященный Петру Первому и приуроченный к его 350-летию в этом году. Уже совсем скоро он будет завершен и запущен, соответственно, в программу. Специально для некоторых уроков создается мультимедийный контент, который способствует более глубокому погружению в тему и ее усвоению обучающимися, соответственно. При этом в 2021 году, к примеру, президентская библиотека создала свой первый дистанционный урок. Это такой совершенно новый тоже для нас формат был. Это было связано с тянувшейся пандемией коронавируса. То есть, по сути, урок такой для дистанционного обучения, дистанционного применения. Он был посвящен важнейшим войнам 20 века, а именно Второй мировой и Великой Отечественной войнам. Соответственно, он двухчастный, он состоит из двух частей, можно сказать, охватывающих периоды с 1931 по 1941 годы. Это, собственно, первая часть. И вторая часть с 1941 по 1945. По сути, решающий этап Второй мировой войны, Великой Отечественной. Отмечу также, что этот урок прошел аккредитацию Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования и был рекомендован к использованию в педагогической работе и в учебе. Этот урок, как и многие другие материалы, можно найти на портале президентской библиотеки. Находится он в разделе «Выставки» и там же в подразделе «Онлайн-проекты». Это не случайно, он находится именно там, поскольку он основан на мультимедийной выставке под названием «Великая Отечественная», определившей исход Второй мировой. Это еще один виртуальный проект президентской библиотеки. И как дистанционный урок, так и мультимедийную выставку можно использовать, адаптировав их под учебный процесс. Причем также стоит отметить, что этот опыт постоянно развивается. У нас в библиотеке есть выставочные залы, где проходят временные выставки. В год около 4-5 таких масштабных выставок у нас организовываются. Все они, по сути, тоже приурочены к значимым памятным датам, юбилейным событиям, как и видеолектории. И с конца 2017 года президентская библиотека оцифровывает эти выставки, которые проходят в наших стенах в формате 3D. Впоследствии они доступны на портале учреждения, в разделе «Выставки» также. Они отличаются высоким качеством цифровки экспонатов и предоставляют также возможность совершить, такую виртуальную прогулку по выставочным залам библиотеки, чтобы познакомиться с содержанием той или иной выставки. На данный момент на портале доступно более 20 виртуальных туров, которые освещают те или иные темы, то есть выставки, проходившие в президентской библиотеке. Сейчас перед нами на экране скриншот из зала Конституции, где проходит наша постоянная экспозиция, посвященная истории развития Конституции в России за последние 100 лет, с начала 20 века и вплоть до нашего времени. И кроме того, также в связи с все той же пандемией коронавируса, в 2020 году президентская библиотека временно перешла на виртуальный формат мероприятий, среди которых также были и экскурсии, проходившие в дистанционной форме через платформу Zoom. Некоторые виртуальные экскурсии записаны и доступны на портале президентской библиотеки как часть просветительских проектов учреждения. Например, у нас есть экскурсия по зданию библиотеки, то есть такой виртуальный тур, можно сказать, обзорная экскурсия по нашему зданию. У нас здание историческое, 19 века, здание Святейшего Правительствующего Синода, здесь есть на что посмотреть. И кроме того, недавно была записана экскурсия по прошедшей, буквально предыдущей виртуальной выставке под названием «Морским судам быть», которая была приурочена к юбилею военно-морского и подводного флотов России. И кроме того, опять же, можно использовать и сами виртуальные туры по нашим выставкам для различных нужд образования, просвещения. Таким образом, в президентской библиотеке проводятся различные образовательные, просветительские мероприятия для всех категорий населения страны.
Часть проектов носит виртуальный характер, что позволяет получить максимально широкий территориальный охват, ну, вообще охват аудитории. Для получения более подробной информации о просветительских проектах президентской библиотеки можно связаться со специалистами научно-образовательного отдела. Расконтакты сейчас выведены перед нами на экране. Телефон и электронная почта. Пожалуй, на этом у меня все. Я благодарю вас за внимание и желаю хорошего дня. Спасибо, Максим Геннадьевич. Уважаемые коллеги, на моих часах ровно 11:00, а это значит, что мы абсолютно четко уложились в отведенное нам время. Тем не менее, если есть какие-либо вопросы, мы с удовольствием на них ответим, тем более пока наш специалист в Санкт-Петербурге и в Тюмени находится еще на связи, и у нас сейчас запланирован 30-минутный перерыв, поэтому любой из удобных вам вариантов. Если есть вопросы, вы можете задать их сейчас. У нас возник такой вопрос по поводу подборок, которые вы показывали. Они где-то доступны в открытом доступе или они у вас в презентации только есть? Почему? Они, естественно, есть на портале, мы можем зайти и посмотреть эти подборки. Хорошо. Уважаемые гости, мы вас приглашаем, если нет вопросов, мы вас приглашаем в отдел краеведческой национальной литературы на кофе-паузу. А в 11:30 ждем вас снова в зале на продолжение.
Радость.
Сейчас, давайте. Я думаю, может, по трибуну вообще отодвинуть. В принципе. Слайдик, вам нужен слайдер. Слайдик мне нужен, да. Телефон я оставлю, чтобы за временем следовать. Сюда поближе. Так, уважаемые коллеги, собираемся потихонечку или быстренько. Мы начинаем. Итак, уважаемые коллеги, давайте мы продолжим. И в ближайшие 90 минут я познакомлю вас с тем, какие проекты реализуются на территории Тюменской области. Тюменская область является одним из лидеров
по части присутствия президентской библиотеки, по статистике, по эффективности использования ресурса. И на некоторых слайдах вы сможете в этом убедиться. Для того, чтобы все это стало возможным, я расскажу о некоторых проектах, которые мы реализуем. Итак, хотел напомнить, что президентская библиотека была открыта в 2009 году, 27 мая. Вот мы... Прошу прощения, я забыл, что мне нужно находиться обязательно в фокусе камеры. И вот буквально через 1,5 месяца мы будем отмечать наше 13-летие. На сегодняшний день почти 1380 центров удаленного доступа открыто во всех 85 субъектах Российской Федерации. И также в 31 стране мира действуют центры удаленного доступа. Как правило, они функционируют при поддержке Россотрудничества и нацелены на поддержку русскоговорящего населения, проектов, которые реализуются с нашим контентом. Президентская библиотека инфраструктурно на сегодня это 3 города. Основное здание, как вы уже хорошо знаете, находится в Санкт-Петербурге по адресу Сенатская площадь 3. Основной наш комплекс, где проходят ключевые мероприятия, где функционируют наши основные службы. Также в президентской библиотеке есть резервный центр в Москве, который выполняет функцию дополнительного хранилища, полностью идентично тому, которое развернуто в Санкт-Петербурге, на случай каких-то нештатных ситуаций. И если так происходит, что какой-то сбой, именно сбой, то автоматически идет перенаправление трафика на Московский резервный центр. И филиал в Тюменской области. Мы являемся структурным подразделением президентской библиотеки и работаем в первую очередь по тем задачам, которые перед нами ставит головное учреждение. Инфраструктура президентской библиотеки на момент создания была одной из лучших в мире. Сейчас эти комплексы функционируют и, конечно, позволяют нам организовывать мероприятия, в том числе достаточно высокого уровня, международного и мирового уровня. Ну и теперь уже непосредственно про филиал. Наш филиал торжественно был открыт 23 мая 2011 года. Мы располагаемся на базе ведущей региональной библиотеки, занимаем часть этажа. Чем уникален Уральский федеральный округ? Ну, в первую очередь, он уникален тем, что УРФО – это единственный федеральный округ в стране, в котором открыты, и не просто открыты, а оснащены на достаточно высоком уровне, имеют хорошую, сбалансированную штатную численность и эффективно функционируют региональные центры президентской библиотеки. Последнее такое открытие состоялось у нас в 2020 году. Мы успели еще до пандемии в Курганской области. И, конечно, для того, чтобы нам эффективно развиваться, мы осуществляем такую комфортную кооперацию. В первую очередь с точки зрения профессиональных компетенций. Результат этого сотрудничества на сегодняшний, практически на сегодняшний день открыто 511 центров удаленного доступа на территории Уральского федерального округа. При этом я хочу подчеркнуть, что на территории УРФО проживает порядка 12,5 миллионов человек. То есть можем посчитать, что если в пересчете на население, то, конечно, эта цифра, она такая достаточно значительная. И при этом мы прирастаем. Каждый год мы существенно прирастаем. Но важно даже не количество, а качество. Поэтому ключевой вектор приложения наших усилий, в том числе и в формате переговорного процесса с людьми, принимающими решения на уровне муниципалитетов и субъектов Уральского федерального округа, это модернизация наших уже открытых центров удаленного доступа.
Ну вот на этом слайде, например, можем видеть, по каким основным направлениям у нас идет взаимодействие с региональными центрами, функционирующими в границах УРФО. Это, конечно, пополнение фонда, когда специалисты филиала, являясь штатными сотрудниками Санкт-Петербурга, главного учреждения, производят описание оцифрованных материалов, переданных нам из библиотек других субъектов. И таким образом эти документы в более ускоренном формате появляются на портале или в электронном читальном зале учреждения. Конечно, масса просветительских проектов. У нас есть такая уже традиция. Здесь вот мы двигаемся вместе с Свердловским региональным центром Анастасией Васильевной Русиной по части проведения методических мероприятий, дополняют друг друга. И вот эти методические мероприятия, направленные на обмен профессиональными компетенциями, наработками, опытом, мыслями, какими-то идеями, вот он, конечно, дает очень мощный мультипликативный эффект, потому что в споре рождается истина, и когда мы встречаемся, даже посредством ВКС, как правило, исход всегда этих встреч — генерация каких-то новых проектов. Ну и, конечно, для нас очень важно это повышение, опять-таки, эффективности функционирования уже открытых центров доступа. Я хочу здесь сказать и отдельно отметить, что у нас очень хороший контакт выстроен с аппаратом полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Мы чувствуем эту поддержку, и мероприятия, когда проводим в границах УРФО, как правило, они идут под определенным патронажем именно полпредства. Ну и вот этот слайд, он в какой-то степени ключевой. Библиотека у нас, коллеги, как вы уже прекрасно понимаете, электронная, поэтому мы не можем просто взять с полки книгу, приступить к чтению. Нам по определению нужны какие-то устройства, которые позволят нам этот процесс осуществить. Будет это планшет, смартфон, моноблок, ноутбук, неважно. Но он должен быть защищен определенным каналом шифрования. Он должен, если мы говорим про доступ к удаленному электронному читальному залу, конечно, он должен иметь хороший канал связи, иметь техподдержку, специалиста. То есть это целый комплекс задач, которые нам нужно решить, если мы хотим, чтобы этот центр был не на бумаге, а реально был интегрирован в профессиональную жизнь той организации, на базе которой он осуществляет свое функционирование. И не менее важно, мы сколько угодно можем строить этих центров, вкладывать ресурсы, изыскивать эти ресурсы, в том числе обращаться к бизнес-сообществу для оказания соответствующей поддержки. Но если у нас не будет достаточно уровня знаний у специалистов, которым доверено администрирование этими комплексами, КПД, эффективность этих инвестиций будет не та, на которую мы хотели бы рассчитывать в момент принятия решений о создании той или иной площадки. Поэтому для нас чрезвычайно важно понимать, по крайней мере, по вновь открываемым центрам, каким образом, если мы говорим в первую очередь про образовательные организации, каким образом этот ресурс будет вписан в деятельность этой структуры. Ну и вот карта Юга Тюменской области, 155 площадок, каждый 9-й получается центр по России. Причем, обратите внимание, коллеги, я бы хотел особо остановиться на том, что это именно высокотехнологичные центры доступа. Не все, но большая часть. Вот в 2016 году, 15 июня, вышел такой документ «Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров». Это документ на тот момент Министерства образования. И в этом документе четко сказано, по каким параметрам школьная библиотека должна трансформироваться в школьный информационно-библиотечный центр. Поэтому, когда к нам стали обращаться специалисты, представители различных систем образования из разных территорий,
Мы, используя этот документ, вместе с ними вышли на некоторые технические решения. Подчеркну, это была совместная деятельность, которая в дальнейшем вылилась вот в порядка 20 открытых таких комплексов. Это некий вариант центра удаленного доступа. Ну, я не хочу говорить модель, что это не модель, но вот подчеркну, у нас почти 20 таких площадок. Единая стилистика оформления, светодиодное освещение. Вы можете видеть полностью безопасное для глаз. Значит, в зоне работы учителя, потому что, как правило, это именно школы, 2 интерактивных системы на разных высотах, потому что рост у детей все-таки разный. Короткофокусные проекторы, чтобы минимизировать засвет, и, естественно, система видеоконференц-связи. То есть у нас есть возможность работать в формате единого рабочего стола с удаленной аудиторией, видеть при этом удаленного собеседника, слышать его. При этом мебель, она трансформируется из лекционного формата в такой вот практикоориентированный, то есть стул фактически становится, выполняет функцию стола, и это дает нам возможность посадить уже 30 ребят, при этом каждому дать планшет. Это именно планшет. Дальше мы можем использовать это помещение для проведения различных совещаний с участием глав территории, бизнес-сообщества, каких-то лекционных форматов. Я бы хотел отдельно здесь еще сделать акцент, почему планшет. Дело в том, что планшет требует минимального энергопотребления. Соответственно, нам хватает зарядки на 2 смены работы в школе. Соответственно, нам не надо прокладывать вот эти вот высоковольтные кабели по всему периметру класса и таким образом ограничивать возможности зонирования помещения под те задачи, которые стоят в настоящий момент. Вот видите, мы не смогли бы так сделать, если бы у нас трубки с проводами торчали из пола. Поэтому планшет – это бюджетно, бюджетно в том числе потому, что расходы на монтаж очень сильно сокращаются. И второе – это мобильность, трансформируемость, то, что прописано в соответствующих документах. Ну и кроме рабочего места учителя, мобильность, трансформируемость, то, что прописано в соответствующих документах. Ну и кроме рабочего места учителя, и кроме этого, что еще очень важно в планшете, раз он сенсорный, то каждый ребенок, это же персональное устройство доступа, может увеличить документ под комфортный ему масштаб и работать фактически персонально. Ну вот, как я уже сказал, 130 центров открыто в школах только. Юг области – это чуть более 1,5 миллиона человек у нас проживает на юге региона. И обратите внимание, разные модели. То есть в 11 территориях вот такая модель, которую я вам показывал. В 7 территориях у нас, значит, это модель 1-2, то есть это одно рабочее место на 2 посетителя, ну или, по крайней мере, 15 ребятишек можем здесь посадить. И по 8 территориям у нас индивидуальные программы, там разная везде специфика. Вот где-то несколько, где-то там до 10, поэтому там есть еще где поработать. У нас, что очень важно, в открытии таких центров доступа принимает участие правительство региона, губернатор, депутатский корпус, даже вот высокопоставленные представители МВД, администрации президента, ну, если мы говорим про аппарат полномочного представителя президента. Это совершенно разные города, районы, но что очень важно, вот многие из этих территорий, там проживает всего несколько тысяч человек. Вот берем, например, там, Сорокинский район, это почти 400 километров от Тюмени. Там во всем районе проживает, ну, дай бог памяти, порядка 9 тысяч человек, а в самом селе порядка 3-4, если не ошибаюсь. То есть вы представляете, открывая такой современный центр на базе школы этого населенного пункта, он фактически становится ядром интеллектуального развития всего населения этого населенного пункта. Давайте посмотрим на открытие, как оно выглядело в одной из территорий. Это, кстати, библиотека, системный импульс.
Мы рады приветствовать вас на церемонии открытия Центра удаленного доступа к информационным ресурсам президентской библиотеки в Галышманово. Открытие центра – это важное культурное событие, потому что открывает новые возможности для каждого жителя нашего поселка. В пункте удаленного доступа к фондам президентской библиотеки одновременно смогут работать 27 человек. Здесь трансформируемая мебель, которая позволит организовать пространство для мероприятий разных форматов. Для работы с документами каждый пользователь получает планшет. Представить свою исследовательскую работу можно на интерактивных досках. Но самое главное, что все пункты завязаны в единую сеть, что позволяет организовать совместную работу из разных уголков большой страны. Президентская библиотека проводит очень много мероприятий просветительской, культурной, исторической тематики. И так как эта библиотека электронная, то практически все наши мероприятия, они транслируются. Соответственно, у ребятишек, у педагогов, у граждан Галышмановского района есть уникальная возможность включиться в диалог, включиться в этот образовательный процесс и задать вопрос, вступить в дискуссию с ведущими учеными нашей страны. Таким образом, мы стираем вот эту проблему цифрового неравенства. Центральная библиотека – это уже давно не просто хранилище книг и читальные залы. Это инновационный, мультимедийный и культурный центр. А доступ к ресурсам президентской библиотеки значительно расширит перечень услуг населению. Авторитет этого заведения безупречный у населения. Население просто любит это заведение. Они ходят не просто в читальный зал. Тут много есть чем заняться. И вообще все культурные массовые мероприятия и для взрослых, и детей проходят в библиотеке. И авторитет нашей библиотеки вот с этого момента будет расти еще больше. Я думаю, привлекет внимание не только ребятишек, учеников, учителей, но и взрослое население. Появление такого центра открывает новые возможности для всего населения, но прежде всего для студентов и школьников. Здесь они смогут найти уникальную информацию для исследовательских работ и прямо в электронном читальном зале создать мультимедийную презентацию. Нам очень понравился портал президентской библиотеки тем, что здесь собраны уникальные материалы, которых нет на других сайтах. Разделили все коллекции, нашли открытый космос, где доступно намного больше материала, чем на сайте. Здесь есть больше возможностей работы с материалом. Можно приближать, отдалять, поворачивать, получать информацию, отправлять страницу на печать и добавлять материал закладки, чтобы его не потерять. Сеть пунктов удаленного доступа постоянно расширяется. Так сегодня вместе с открытием зала в Центральной библиотеке возможность пользоваться фондами появилась в первой и второй школах районного центра. Во вторник мы узнали, что такое власть. Представляете, она похожа на дерево и имеет 3 ветви. Фонды президентской библиотеки насчитывают 650 тысяч документов. Датируются они не просто разными годами, а веками и даже эпохами. Уважаемые коллеги, ну это просто пример. Вот таких площадок уже достаточно много. Вот пример открытия. Это небольшой населенный пункт. И что очень важно, вот вы видите библиотеку в Галышмановском городском округе. В самом Галышманово проживает порядка 15 тысяч человек. И было принято решение, что именно в библиотеке населенного пункта создается такая инфраструктура. А мы с вами понимаем, что это приличные средства. Но при этом существует договоренность, что школы, которые находятся в транспортной доступности от этого учреждения, в системном режиме проводят мероприятия с использованием этой инфраструктуры. При этом в самих школах, в библиотеках тоже доступ есть. Но просто он там, вот, как обычно у нас там бывает, 2, 3, 4 рабочих места. Это не дает нам возможность использовать его в предмете. Что очень важно, мы отмечаем такую положительную тенденцию, что и частный бизнес, малый бизнес, и крупные компании, в том числе представители топливно-энергетического комплекса,
активно инвестируют, помогают через различные проекты в создании данной инфраструктуры. Это не все примеры, ну, вот просто такие примеры они есть. Кстати, вот комплекс Галышманова, который вы видели, он был открыт 5 октября 2018 года, то есть вот 3,5 года назад. И мы сейчас уже на протяжении примерно лет 3 отмечаем очень хорошую тенденцию, которая нас убеждает в том, что эти значительные ресурсы были вложены эффективно. Тенденция заключается в том, что наши центры удаленного доступа все больше и больше реализуют проектов на горизонтальном уровне. То есть кто-то что-то придумал, связался с аналогичными площадками, причем не только в Тюменской области, но и в соседних регионах, в соседних субъектах с Тюменской областью. И идет как точка-точка, так и точка-многоточка мероприятия, которые идут без нашего участия. Но они идут с использованием инфраструктуры, центров удаленного доступа, специалистов, которые осуществляют там свою деятельность. И эти проекты направлены на взаимное обогащение всех участников, которые в них принимают участие. Поэтому мы, конечно, положительно реагируем на такие активности. У нас одна из задач на сегодня, потому что техника есть техника, она устаревает, она требует обновления. С учетом и волатильности курса, это задача очень чувствительная, поэтому мы нацелены на то, чтобы в системном режиме с нашими партнерами проводить консультации на предмет своевременной модернизации действующих инфраструктуры действующих центров удаленного доступа. И также на предмет того, чтобы их оформить в едином стиле. Вот у нас уже есть хорошая практика, когда, например, новая школа строится, то открывается одновременно с открытием школы современный высокотехнологичный центр удаленного доступа. Я пример просто приведу. Вот мы видим до, вот здесь вот средняя картинка, и как после стало. Это школа в 300 километрах от Тюмени. Сейчас там 44 ноутбука подключены к ресурсам президентской библиотеки. Конкретно там всего 300 детей обучается. Очень сильно нам помогает Тюменский цифровой форум. Я бы даже так сказал, что не менее трети результатов, которые на сегодня имеет Тюменская область, филиал, в частности, президентской библиотеки, в симбиозе с нашими партнерами, это результат нашего ежегодного участия в рамках Тюменского цифрового форума. Почему это важно? Во-первых, практически в 100% случаев у нас есть возможность донести информацию о деятельности президентской библиотеки и структурного подразделения филиала президентской библиотеки до правительства региона, то есть непосредственно до губернатора, до заместителя губернатора, до главного федерального инспектора, до депутатского корпуса в комфортной нам обстановке. Это очень важно. Второе. На этом форуме мы проводим целый цикл встреч, переговоров. То есть мы к нему очень интенсивно готовимся. Для нас само экспонирование не есть цель. Для нас намного важнее все, что вокруг этого мероприятия. Переговоры, всегда какие-то круглые столы, совещания, в том числе по Уральскому федеральному округу, различные соревнования и так далее. И в том числе открытие, пусть и в дистанционном режиме, центров удаленного доступа. Вот еще очень интересный пример. Ну, мало ли, вот нас смотрят еще некоторые территории. Очень интересный пример, когда вот если вы посмотрите на верхний макет, вон в середине, это наш стенд. Но это не только наш стенд. С одной стороны, это стенд президентской библиотеки, а с другой стороны, ровно половина, это стенд нашего ведущего партнера по линии системы образования в регионе, Заводоуковской школы номер 2. То есть мы даем теорию, а наши коллеги, которые вот один шаг, и гости оказываются на их части экспозиции,
дети и педагоги рассказывают уже практику. Они доносят информацию, как они используют ресурсы и проекты президентской библиотеки в своей деятельности от мала до велика. То есть с теории мы переходим на практику. И получается такое, знаете, комплексное представление, и нам это очень сильно всегда помогает. Ну и, как я уже сказал, мы всегда эту площадку, для нас эта площадка, она явилась стартовой, потому что с 2013 года мы, даже вот это 2012 год, если быть точнее, мы первую конференцию провели, но с 2013 года, обратите внимание, у нас сидят, это директора школ, у них в руках планшеты у всех, и мы их учим. И вот на протяжении, в первый год мы обучили директоров школ, во второй год мы обучили заместителей директоров школ, в третий год мы обучили школьных библиотекарей и учителей истории. В практикоориентированном формате. На стенде, на стендах. Вот здесь, вот видите, 100 планшетов единомоментно было подключено не к электронным читальным залам, хочу подчеркнуть, ЭЧЗ у нас в форме демонстрации шел, а к интернет-порталу. Мы хотя бы знакомили наших коллег из системы образования с тем, что мы включаем в понятие президентской библиотеки. И почему важна именно такая последовательность? Ну, мы же прекрасно понимаем, если это не супер одаренный с точки зрения каких-то профессиональных достижений, успехов в профессиональной деятельности педагог-библиотекарь, то не всегда просто донести свою позицию, информацию до руководителя школы. То есть не всегда проекты специалистов из библиотечной сферы, они в какой-то степени являются приоритетом в принятии решения по распределению тех же самых ресурсов, в том числе и временных, кадровых. Поэтому, когда мы начинаем с директора, мы понимаем, что у директора глаза загораются, после этого встает вопрос, что нам дальше делать? А дальше давайте мы познакомим с этим ресурсом заместителя по учебно-воспитательной работе, который непосредственно будет координировать этот процесс. Ведь он формирует расписание, он управляет этим процессом, как операционный управляющий. Директор – это все-таки большой хозяйственник. А операционный процесс по линии учебно-воспитательной деятельности – это зам. И дальше, когда у нас административно-управленческий персонал в теме, мы переходим уже непосредственно на учителей истории и школьных библиотекарей с пониманием того, что у них препятствий на уровне управления школы не будет. Ну и теперь по части просветительской деятельности. Конечно, наш главный союзник – это Тюменский областной государственный институт развития регионального образования. Впрочем, как и в любом другом субъекте, институт – структура, которая находится в видении регионального органа управления образованием и отвечает за развитие образования, в целом за развитие кадрового потенциала, за повышение квалификации. Это наш ключевой ресурс, ключевой партнер. И, конечно, с институтом выстроены соответствующие отношения, подписано соглашение, открыт центр доступа и подписан план мероприятий, что очень важно. По этому плану мы двигаемся. Ну и вот некоторые просто направления – это на перспективу, но по факту эти в отдельной степени элементы, они уже отработаны. Просто где-то на уровне муниципалитета, где-то на уровне субъекта. Сейчас мы ставим цель выйти, в том числе и с этими инициативами уже на уровень границ всего федерального округа. А именно, во-первых, необходимо обучить специалистов, которые готовят учителей, андрогогов, для того, чтобы они через повышение квалификации могли знакомить педагогическое сообщество с возможностями ресурсов президентской библиотеки. Далее, классные часы, мы их можем проводить еженедельно. Библиотечные уроки мы можем проводить ежемесячно с классом. Различные соревновательные активности среди подрастающего поколения, ну и родительские собрания. Для того, чтобы проинформировать в тезисном, конечно, формате родительскую общественность. Естественно, нам необходима поддержка муниципальных методических объединений учителей, об этом я еще скажу пару слов. У нас, вот если брать опять-таки Звадуковский городской округ, нашу главную площадку, там уже
по-моему, 9 лет проходит конкурс педагогического мастерства, в котором соревнуются учителя, и мы смотрим на уроки с использованием ресурсов президентской библиотеки. Ну и создание методических пособий на перспективу. Вот мы не стали, когда начинали свою деятельность в субъекте, размывать ресурс. Что я имею в виду? Мы не стали сразу же работать со всеми школами единомоментно. Мы бы не получили нужного нам результата. Но у нас есть, как и у вас, у всех, понятные нам ограничения. Мы же люди, то есть мы не можем работать 24 часа в сутки, мы не можем одновременно находиться в разных локациях, точно так же, как у нас есть даже и экономические ограничения. Мы не можем щелкнуть пальцем, и вот такие достаточно серьезные центры доступа будут открыты во всех, если не ошибаюсь, 309 школах Республики Коми. Поэтому мы выбрали площадки, опорные площадки, и приложили наши усилия именно на формирование нужных нам компетенций на уровне разных участников образовательных отношений внутри этих организаций. А дальше эти организации стали делиться опытом на горизонтальном уровне среди своих коллег. И мы получили такой, знаете, в хорошем смысле шквал обращений, запросов. И результат вот 155 центров на сегодня. И самая высокая статистика по использованию ресурсов в стране электронного читального зала. Это факт. Так вот, конечно, сейчас очень важно, чтобы формировалась вот эта копилка методических наработок по разным урокам, по разным предметам, по разным урокам, по разным темам. Но это процесс долгий. Я хочу, уважаемые коллеги, я никогда этого еще не показывал. Вот вы прям вот впервые здесь, можно сказать, дебют. Я сейчас включу видеоролик, попрошу вас только об одном. Он длинный, например, где-то на 9 минут, по-моему, 45 секунд, если не ошибаюсь. Наберите, пожалуйста, терпение. Что это за ролик? Это в укороченной редакции, фактически урок с использованием ресурсов президентской библиотеки. Как он происходит в боевых условиях? Единственное, это не прям урок, это классный час, но нам же принцип главное увидеть. Вы этот принцип увидите. Вот представьте, что по такому алгоритму во многих образовательных организациях идет работа. Вот давайте реально посмотрим, как это выглядит. Я хочу отметить, что это не постановочный урок. Музыкального фрагмента. Какие образы перед вами нарисовала эта музыка? Вот что вы увидели мысленно перед глазами? Пожалуйста, Никита. Образ чего-то легкого, приятного. Хочется продолжать слушать музыку. Замечательно. Хорошо. Еще, пожалуйста. Что вы себе вообразили, пока слушали этот фрагмент? Какие-то вечера, светские встречи, балы какие-то. То есть знать собирается и проводит вместе время свободное. Знать собирается, балы. А какое отношение это может иметь к Елуторовску, маленькому городу? В Елуторовске некоторое время проживали декабристы. Они жили у нас, как вы думаете? Оставили они след в истории города? Вот сегодня мы поговорим о них. За этот урок нам надо разрешить найти ответы на несколько вопросов. Обратите, пожалуйста, внимание на экран. Что объединило столь разных людей в одно это восставшее общество? Какие качества личности помогли им пережить поражение восстания, суд, каторгу и ссылку? Какую роль сыграло присутствие декабристов в Елуторовске и какие качества характера декабристов, по вашему мнению, могут быть востребованы в наши дни современными людьми? Безусловно, нам трудно было бы ответить на эти вопросы,
если бы у нас не было доступа к уникальным ресурсам электронного читального зала президентской библиотеки, в пункте доступа, в котором мы сейчас с вами находимся. И для начала нашего разговора я хочу вас попросить зайти в свои личные кабинеты в электронном читальном зале. Любое значимое историческое событие со временем обрастает множеством слухов и легенд, может быть сфальсифицировано. И только сухие строчки исторических документов не позволяют какие-то события оболгать и исказить. Ресурсы электронного читального зала как раз выполняют эту миссию. Они не позволяют исказить историю, события давно минувших дней. В электронном читальном зале сейчас, пожалуйста, наберите в строку поиска записки Ивана Дмитриевича Якушкина, 1908 год. Сейчас мы постараемся с вами с помощью этого уникального ресурса найти ответ на первый вопрос. А что же объединило декабристов в одно общество? Что привело их к одной и той же мысли восстать против царя Александра I? Для этого на страницах вот этой монографии записки Ивана Дмитриевича Якушкина, на страницах 7-8-9, поищите мысли самого Якушкина. Ответ на этот вопрос содержится в его записках. Посмотрите, пролистайте данный ресурс. Кто-то нашел что-то интересное? Дима, пожалуйста, что ты нашел? Зачитай нам прямо, пожалуйста, цитату. До слуха всех безстранно доходили из речи императора Александра, в которых выражалось явное презрение к русским. Так, например, при осмотре Певертю во Франции на похвалы Веллингтона русских войск император Александр во всеуслышание отвечал, что в этом случае он обязан иностранцам, которые у него служат. Генерал Авитян Ожеровский, родственник Сергея и Матвея Муравьевых, возвратившись однажды из дворца, рассказал им, что император, говоря об этих русских, вообще сказал, что каждый из них плут и дурак. Какой вывод ты делаешь из этого отрывка? Но я сделаю вывод, то, что император русских войск называют дурачками. А иностранцев более лучше считает. Вот, то есть он унижал русских, да, народ свой в присутствии иностранцев, высказывался о народе плохо. Спасибо, Дима. Очень хороший отрывок. Кто-то еще что-то нашел? Один раз Трубецкой и я, мы были у Муравьевых, Матвея и Сергея. К ним приехали Александр и Никита Муравьевы с предложением составить тайное общество, цель которого, по словам Александра, должна была состоять в противодействии немцам, находящимся в русской службе. Я знал, что Александр и его братья были враги всякой немчизне, и сказал ему, что никак не согласен вступить в заговор против немцев. Но что, если бы составилось тайное общество, членами которого поставлялась бы обязанность всеми силами трудиться для блага России, то я охотно бы вступил в такое общество. Вот что я нашел. Я попрошу вас в электронном читальном зале сейчас найти еще один интересный ресурс. Наберите, пожалуйста, в строке поиска Головачев Петр Михайлович. Декабристы, запятая, Москва, 1906. Значит, сейчас я вам предлагаю поработать по группам. Почему по группам? Сколько у нас декабристов проживало, помните? Да. Сколько? 11 человек у нас декабристов проживало. О каждом из них в рамках одного классного часа мы не успеем поговорить. Поэтому говорить будем пока только о 4. Когда вы заходили в кабинет вот, на перемене, каждому из вас я дала жетончик определенного цвета. Каждый цвет у нас будет привязан к фамилии одного из 4 декабристов, которого, простите, я выбрала сама для сегодняшней беседы. Значит, те, у кого красные жетончики, вы будете работать с источниками, в которых говорится о Евгении Оболенском. Отметьте себе, пожалуйста, Оболенский у вас будет. Те, у кого зелененькие жетончики, вы будете работать с информацией о Матвее Муравьеве Апостоле.
желтенькие жетончики о Якушкине Иване Дмитриевиче и беленькие жетончики о Пущине Иване Ивановиче. И сейчас, поскольку мебель у нас великолепная, легко трансформируемая, давайте создадим рабочие зоны для каждой группы. Мы готовы. Пожалуйста. Иван Дмитриевич Якушкин родился 29 декабря 1793 года в Жуково, в Вязанском уезде Смоленской губернии. В семье Дмитрия Андреевича Якушкина и Прасковьи Филагреевны Станкевич. Учился у Мерзлякова и Качевского, русскому и истории. В 1816 году был организатором Союза спасения и членом Союза благоденствия. Участвовал ли Якушкин в войне 1812 года? Участвовал. Участвовал в том числе в Бородинском сражении участвовал. Он был мужественным, очень, был терпеливым. Также он был очень образованным. В самом начале, вот родился, у него было 2 учителя, которые его обучали. Можно немножко дополнить, когда он родился, он был немножко болезненным ребенком, и родители думали, что он уже не сможет чему-то научиться. Но к 10 годам он окреп, стал развиваться физически и умственно. Хорошо. Спасибо большое за работу. Я надеюсь, что вы на этом не прекратите использование вот этих вот источников. Разговор о декабристах будет продолжен на следующих классных часах. На этом мы с вами завершаем наше занятие. Спасибо всем. Сегодня и дети, и учителя, и родители школы номер 4 не представляют себе полноценного учебного процесса без использования возможностей точки удаленного доступа к электронному читальному залу президентской библиотеки. Он стал не только местом проведения тех или иных мероприятий, это связующая нить, скрепляющая несколько важнейших процессов: формирование информационной культуры, культуры чтения, исследовательская деятельность, творческий подъем, мотивация к обучению, коммуницирование участников. Все это и носит название современный образовательный процесс. Уважаемые коллеги, это просто небольшой фрагмент занятий, подчеркну, которые проходят в системе, в разных образовательных организациях нашего региона. Знакомить представителей системы образования с ресурсом, с актуальными документами для нас это очень важно, поэтому когда комплекс оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов по тематике Второй мировой войны впервые появился у нас на портале, а появился он в преддверии 9 мая 2020 года. Мы обратились в аппарат полномочного представителя президента с просьбой распространить, оказать содействие, если быть точнее, в распространении этой информации в рамках августовских педагогических совещаний, конференции работников системы образования. Такая поддержка была оказана, и вот результат одного из мероприятий — это 45 тысяч педагогов Уральского федерального округа в рамках, в том числе пленарной части этих совещаний, узнали об этом ресурсе. Поэтому через разные форматы мы имеем возможность доносить информацию и знакомить специалистов. На сегодняшний день, конечно, потенциал информационных ресурсов президентской библиотеки с позиции системы образования, с точки зрения именно учебно-воспитательного, на слово «воспитательное» бы хотел бы сделать здесь особый акцент, этот потенциал колоссален. Но чтобы им воспользоваться в полном объеме, надо знать как. Поэтому мы сделали вот такой вот семинар, который назвали «Образовательный потенциал информационных ресурсов президентской библиотеки» по приглашению ряда территорий. Вы их здесь все видите, это и столица, и Чеченская республика. Провели эти мероприятия, пока точечно. Мы увидели обратную связь от педагогов. Мы поняли, что это чрезвычайно востребовано. И
том числе нас в этом убедила презентация данного семинара в рамках финала конкурса «Учитель года России» в Грозном в 2019 году, когда по приглашению структуры Минпросвещения мы это мероприятие проводили для представителей всех 85 субъектов Российской Федерации. И после этого, абсолютно убедившись в том, что мы на верном пути, мы в период, в активную фазу пандемии, я бы так сказал, вы видите эти даты, это ноябрь 20, март 21, провели 101 такое мероприятие, соответственно, для 101 школы Юго-Тюменской области. То есть одно мероприятие, одна площадка. Для чего мы так сделали? Для того, чтобы у нас была возможность по окончанию этого мероприятия поговорить. Мы понимаем, что все школы, лицеи, гимназии, которые открыты, функционируют с нашими центрами доступа в регионе, они все уникальны по-своему. Где-то очень мощный кадровый потенциал, где-то, но при этом может быть не очень хорошая инфраструктура. И за счет высокого уровня профессионализма и какой-то определенной инфраструктуры мы получаем хороший эффект. Где-то суперинфраструктура, но нам есть над чем работать с точки зрения компетенций. Поэтому все территории, каждая образовательная площадка уникальна по-своему. И так как мы почти 10 лет уже осуществляем, больше 10 лет, если даже быть точнее, осуществляем свою деятельность на территории региона, мы, в общем-то, немного имеем представление о специфике работы каждой отдельной школы, и поэтому нам всегда есть о чем поговорить в привязке именно к конкретной образовательной организации. Мы считаем, что с учетом огромного объема источников информации, который на сегодня свалился и уже много лет как сваливается, увеличивается этот объем в геометрической прогрессии на, в первую очередь, детей, которые обучаются, в том числе и на педагогов, несмотря на то, что они профессионалы, но согласитесь, когда вы в поисковой строке поисковика забиваете какую-то нужную вам информацию, заносите эту информацию, и у вас миллион этих источников, у вас всегда встает вопрос, где истина? И тратить свое бесценное время, которого и так нет, на просмотр всего, и потом брать на себя ответственность за достоверность этой информации, но это очень смелый шаг. Поэтому, конечно, ресурс президентской библиотеки, он уникален тем, что это 100% достоверный, подлинный, а значит безопасный для воспитания нашего будущего информационный ресурс. Поэтому специалисты библиотечной сферы в какой-то степени навигаторы, цифровые навигаторы в мире вот этого огромного объема информации, это, конечно, специалисты высочайшего уровня, деятельность которых с каждым днем будет только значимость которых и деятельность будет возрастать, в том числе в надпредметной сфере. Поэтому, конечно, работа с педагогами-библиотекарями, с специалистами библиотечной сферы для нас это безусловный приоритет. Поэтому эти семинары мы вынесли за пределы системы образования, помимо системы образования. И с начала этого года, вот что происходит и в настоящий момент здесь, работаем с разными регионами России, транслируя этот опыт. Ну, хотя бы вот такой для начала первый шаг. Немного цифр. Значит, вот проекты, о которых я буквально через несколько минут еще более подробно скажу, которые позволяют нам доносить информацию до обучающихся, позволили нам говорить абсолютно уверенным, что на сегодня свыше 100 тысяч граждан Юго-Тюменской области знают о президентской библиотеке и умеют работать с нашим ресурсом. Это ученики, школьники, студенты, педагоги, ну и отдельные разные специалисты.
Через какие проекты? Ну, самый первый, самый базовый. То есть, когда начал работать филиал, все, мы красиво его открыли. Дальше стали думать в 2012 году, а что с этим всем делать? Ну вот нам доверили этот филиал. А дальше что? Люди не идут, они не знают, что есть филиал. То есть одного информирования в прессе недостаточно. Поэтому первое, что мы сделали, подписали соглашение с Департаментом образования между Центральной региональной библиотекой, я хочу подчеркнуть, и Департаментом образования, не между президентской библиотекой. У нас соглашение с правительством региона, этого достаточно. И выстроили системную работу, в рамках которой в течение учебного года все 100% школ города Тюмень и близлежащих территорий по четко разработанному графику направляли бы к нам своих школьников, которых мы радушно встречаем, показываем вообще, ребят, что такая библиотека создана, вы об этом знаете. А второе, прям садим за компьютер и учим работать с ресурсом. Для школ это очень интересный проект. Это возможность вывести на территорию социального партнера, потому что мы социальный партнер в целом президентской библиотекой и региональной библиотекой для образовательной организации. И у нас в среднем порядка 200-300 мероприятий, вот таких групп каждый год. Но пандемия, понятно, она внесла свои правки, но это вот системная работа. Понедельник у нас библиотека на выходном, поэтому вторник-пятница, выходной служебный день, я имею в виду, для посещения. Вторник-пятница – это школы, суббота – это студенты разных вузов, которые на нашей базе проводят свои лекции с доступом к ресурсу. И воскресенье, мы, правда, уже всех отучили, это курсанты военного училища, которые находятся в структуре Минобороны. Воскресенье. То есть у нас вот 6 дней библиотека работает для посещения. Все 6 дней в свое время были заняты. Сейчас мы от этого просто отошли. Почему? Потому что у нас очень много центров открыто, и работа идет на местах в основной своей массе. С 2015 года у нас пошел очень интересный проект, назывался он «Агроцивилизация». Сейчас мы его чуть притормозили, но я думаю, что мы его реанимируем. С этим проектом мы даже успели поработать и на территории Крыма. Целый десант вылетал туда, в Черноморский район, наша подшефная территория. И в чем уникальность проекта? У нас же идет очень сильный отток. Ну как, он может быть в Тюменской области может чуть поменьше, чем в целом по России, в силу просто социально-экономических параметров. Деревня укрепляется, это факт. И в 2015 году аграрный вуз, который в структуре Минсельхоза, это очень важно, то есть это партнер вообще, но он как бы не совсем наш, это не культура, это не образование, это даже не департамент, это не Минцифры, это вообще сельское хозяйство, причем тут библиотека. Тем не менее, они говорят, нам надо что-то сделать, чтобы школьникам просто рассказать, что сейчас с учетом современных информационных технологий у вас есть много возможностей развиваться, проживая на своей малой родине. При этом вы быстрее там сделаете карьеру, но это факт, по крайней мере, если мы говорим про наш регион. Вы будете дышать чистым воздухом, у вас там нет пробок и так далее и тому подобное. А в кооперации с множеством различных программ это, в общем-то, даже и экономически выгодно. Но вот эта тенденция, когда мы должны обязательно из малого населенного пункта уехать покрупнее пункт, из села в Тюмень, из Тюмени там, в Москву, в Петербург, из Москвы еще куда-нибудь и так далее, вот ее надо было переломить. И я, конечно, не готов говорить, что мы переломили, но то, что она точно в какой-то степени была замедлена, это факт. И самое главное, другое. Студенты, пройдя через этот проект, достаточно массово стали принимать решение, что они хотят связать свою жизнь, это осознанное решение, с сельским хозяйством, поступить в аграрный вуз. Это мощнейшая профориентационная кампания вуза. И целенаправленно, не потому, что они не поступили там, в нефтегаз или там, в какой-то иной, ну, назовем так, экономически более развитый вуз, а потому что они хотят быть полезны своему селу, они хотят быть ветеринаром, животноводом, кем угодно, целенаправленно. Так вот, суть проекта в том, что были подготовлены студенты, это лучшие студенты вуза, победители различных олимпиад, мы их обучили, и они направились в сельские школы, небольшие школы, это не городские школы, это именно село. И там знакомили школьников
с ресурсами президентской библиотеки, и в том числе представляли свои вузы, что очень важно. Школьники на них смотрели как на своих. Метод одного поколения. Это значит сразу же доверие к тому, о чем говорит этот студент. А когда это лучший студент, когда у него прекрасная речь, когда он уверен в материале, школьник, в общем-то, смотрит на него и говорит: а я хочу быть на него похожим. А что мне нужно сделать для того, чтобы через энное количество лет на его месте здесь был я и то же самое рассказывал учащимся той или иной школы. Поэтому 20 тысяч детей прошли вот такое обучение. Давайте тоже посмотрим небольшой 4-минутный сюжет, ну как это все, в общем, проходило, в том числе и в бытовом плане. Соглашение между Государственным аграрным университетом Северного 2012 года. За этот период были выбраны главные стратегические направления работы – популяризация научных знаний и создание видеолекций. Совместный проект вуза и библиотеки стартовал весной 2015 года в школах Нижнетавдинского района. Наш проект направлен на то, чтобы поднять уровень престижа как самих сельских поселений, так и сельской местности. Для возвращения молодежи на село необходима четкая и последовательная работа. Ранняя профориентация школьников на сознательный выбор работы в сельском хозяйстве – верное решение поставленной задачи. Где, как не в сельской местности, можно себя проявить с точки зрения карьерного роста, благосостояния. Главное – получить правильное образование, не лениться. Слушатели проекта – ученики с 1 по 11 класс, наставники, студенты и магистранты аграрного университета. Перед выездом в школы старшекурсники учились работать с сайтом президентской библиотеки, посетили лекции и тренинги по основам психологии учащихся. Меня привело в агроцивилизацию. И я ничуть не пожалела, так как я сама из села, мне это интересно. Мы, как аграрный университет, понимаем всю важность этого процесса, потому что мы подключаемся потенциально наши студенты. И, соответственно, когда мы для поступления к нам в университет. Меня привлекла специальность зоотехнии. Потому что, во-первых, это связано и с животными, как бы, с одной стороны, и с другой стороны, как бы, я считаю, мне было бы, по сути, очень интересно. Агроцивилизация знакомит и с президентской библиотекой. Выбор литературы очень широк. Он дает возможность узнать историю российского государства, прочитать старинные книги и рукописи. Ресурс президентской библиотеки – уникальное явление для нашей страны. Он объединяет материалы библиотечного хранения и архивные материалы. Вот у нас задача. Как ты думаешь, какие из этих товаров русские купцы везли в Византию, а какие привозили домой? Россия отвозила мед в Византию, да? Хорошо. Хорошо. Форма реализации проекта – социальное волонтерство. Проект «Агроцивилизация» является для наших сельских школ очень ценным, потому что ребята получают возможность говорить со своими чуть более старшими, почти сверстниками, на одном языке, об одних интересующих темах. Но при этом они видят совершенно другой мир, в котором более старшие ребята-волонтеры оказались. И для них уже не со слов родителей или старших, допустим, учителей или еще кого-то, открываются новые перспективы в жизни, а вот от ребят-волонтеров. Во время выездов муниципальные органы власти помогают с питанием и проживанием студентов-тьюторов. Замечательный дом. В доме тепло, комфортно. Питание трехразовое. Проект «Агроцивилизация» расширяет свою географию. В 2015 году волонтеры посетили школы Нижнетавдинского и Тюменского районов. В этом году к проекту присоединился Сладковский и Ишимский район. Уникальная возможность ребят услышать о нашем. Сегодня вот этот стереотип отношений к деревне не просто можно, нужно менять, потому что деревня становится более индустриальной, более интересной для специалистов, более привлекательной. Волонтеры проводят лекции не только в общеобразовательных учреждениях. В качестве эксперимента студенты посетили и детский дом. Схема работы та же. С малышами играют, а более взрослые узнают о библиотеке и возможностях агропрома. За период сотрудничества было прочитано 122 публичные лекции, создано 5 видеолекториев. Благодаря проекту «Агроцивилизация» о президентской библиотеке, будущем села и аграрных профессиях узнали более 13 тысяч школьников и их родителей. В планах дальнейшее формирование гражданской идентичности и привлечение аграрных бизнес-структур к проекту. Уважаемые коллеги, это на 16-й год. Понятно, что цифры сейчас совершенно другие. То есть фактически... И еще очень интересное сотрудничество у нас близкое к агроцивилизации, называется «Культурная инициатива», но здесь уже партнер Тюменский государственный институт культуры. В рамках практики студенты точно так же, но здесь
совершенно другая специфика, потому что вот эти студенты Института культуры, они люди очень творческие. И они поют, они танцуют, они какие-то там представления делают. Главное сфокусировать внимание ребенка и донести до него после этого информацию. Помимо обучающих, здесь 10 тысяч школьников, но это только города, преимущественно город Тюмень. Вот помимо уроков, очень интересный формат, который мы, безусловно, будем развивать, просто он сложен и с точки зрения экономики, и с точки зрения организации. Но вы сейчас увидите, о чем идет речь. И это очень интересное решение, когда мы хотим донести информацию прямо до фактически начального звена, до первоклассника. То есть вот с 1-2 класса начать формировать информационную культуру будущего поколения. Вот посмотрите. Сегодня к вам приехали. Сегодня к вам приехали, уважаемые школьники. Давайте вместе со студентами нашего института совершим это уникальное путешествие в мир президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина. Вот это ничего себе вопрос. Ребята, а кто из вас хочет стать президентом? Поднимите руки. Ничего себе, как вас много. А на детском сайте президентской библиотеки есть целая школа президентов. И сейчас в нее мы вместе все и поступим. Но прежде мы проверим свои способности и ответим на несколько вопросов. Как вы думаете, кто выбирает президента? Бабушки? Дедушки, все, кто выбирает? Правильно, ребята, президента у нас выбирают взрослые люди и ребята, которым уже исполнилось 18 лет. И нажимаем «История власти». Перед нами открывается несколько направлений, но мы с вами выберем богатырский век. И вот стартовая страничка игры, где Аленушка отправляется в путешествие. На ее пути встречаются преграды, но она их с легкостью обходит. И вот у нас первая станция, на которой Аленушке нужно выполнить задание. А задание заключается в том, что нам нужно решить, что же купцы отправляли в Византию, а какой товар везли домой. Чайки на просторе кричат, помахали морю, и еще разочек. А на море чайки на просторе, и пришли к чаечкам, помахали морю. Молодцы, ребята, похлопали себе. Боже вы, представьтесь. Я персонаж из прошлого, веселый и находчивый Мурзилка. Моим именем назван популярный детский литературно-художественный журнал. И если честно, мне бы очень не хотелось, чтобы нынешние школьники забывали о моем существовании. Медленно, а за ними задом наперед, а за ним на воздушном. Умнички, молодцы, ребята. Между прочим, это стихи Агнии Барто и Корнея Чуковского. Можно найти в журнале «Мурзилка» и в самых первых его изданиях. А первое издание можно найти на взрослом сайте президентской библиотеки. Мурзилка, покажи, как это можно сделать. Ой, друзья, все предельно
Уважаемые коллеги, ну, в общем, это понятно, что это нарезка. То есть это мероприятие идет там 60 минут примерно, уроки по 40, а сам спектакль 60. Но это начальное звено, это дворец культуры или дом культуры, это 150-500 детей. Понятно, что пандемия нам все это притормозила, но мне просто хочется, чтобы вы видели, в каком направлении, какие технологии, инструменты, в общем-то, они в какой-то степени уже отработаны, и мы однозначно будем в этих направлениях развиваться. Еще интересный проект, здесь уже сотрудничество с централизованной библиотечной системой города Тюмени, тоже очень близкий по смыслу проекта, причем, опять-таки, запрос пришел от ЦГБС, было подготовлено более 20 специалистов, то есть там в штате, по-моему, 260 специалистов, 20 не отобрали, и самые креативные. Мы подключили Тюменский государственный институт развития регионального образования. С этими специалистами была произведена очень интересная работа там, с точки зрения риторики, с точки зрения психологии. Их подготовили. И дальше мы уже здесь помогли, направились в школы. Вот в принципе это весь Тюмень. Я просто хочу, чтобы вы видели, что абсолютно все районы, они охвачены. И центры, и окраины. И это крупнейшие школы. И получается, библиотекари провели там библиотечные уроки в школах, но опять-таки с информацией, первое, о президентской библиотеке, а второе, о тех материалах, которые есть у них, персональных. То есть, что агроцивилизация, что культурная инициатива, что вот этот проект, это всегда два урока. Первый урок посвящен президентской библиотеке, а второй урок посвящен той организации, которую представляют либо сотрудники, либо студенты. Если это вуз, это мощнейшая профориентационная кампания, и вузы больше нас заинтересованы в том, чтобы эти проекты реализовывались, потому что есть очень простая формула, но она очень действенная. Чем выше качество абитуриента на входе в вуз, тем выше качество абитуриента на выходе из вуза. Поэтому они заинтересованы в четкой профориентации. И все, что касается повышения качества вот этого студента, который абитуриента, целенаправленно принимает решение поступить в вуз, вот здесь всегда будет очень много работы и креатива. Ой, это я назад. Вот, еще очень интересное взаимодействие у нас идет по линии организаций силового блока, образовательных организаций, сотрудничества и с Тюменским высшим инженерным командным училищем, и с кадетским училищем. Очень мощное сотрудничество, надо сказать, у нас вот, причем только год, всего год. Вы не поверите, мы не могли пробиться туда 9 лет. Вот в итоге нас все... Это просто очень такая вертикально организованная структура. Там был принцип такой, да, все здорово, но вот нам надо, чтобы из Минобороны у нас поступило поручение, тогда мы будем что-то делать. А так у нас, извините, по секундам все прописано. Надо сказать, там, конечно, уникальные дети, потому что вот эти кадеты, они, в общем, много где побеждают. И Олимпиада России в электронном мире, и соревнования по информационной безопасности и так далее, причем побеждают на федеральном уровне. Поэтому, конечно, да, мы понимаем их чаяние на этот счет, но тем не менее, каким-то чудом мы смогли договориться, у нас подписан целый план мероприятий. Вот, открыли центр доступа, очень современный, обучили педсостав, там большой педсостав. И вот ребята не успели открыть центр доступа, уже заняли из 150 команд первое место в России по вопросам, ну, назовем так, в области информационной безопасности. Там были соревнования. Вот, 100 лет криптопроб, квиз, посвященный столетию криптографической службы России. И работа сейчас идет в системе, нам просто опять-таки немножечко мешают ограничения, но потенциал мы видим колоссальный. Работа с МВД. В Тюмени наравне как с Москвой, всего 2 вуза, по моей информации, по крайней мере, повышение квалификации. То есть есть юридические институты, а есть в ведении МВД, есть именно институты повышения квалификации. Что это значит? Это значит, что
Тюмень, и в Москву приезжают люди, сотрудники Росгвардии, УФСИН, сотрудники МВД, естественно, со всей страны. Со всей страны. И получается, что они, вот если говорить про Тюмень, они приезжают, и потом у них запланировано, они же там на 2-3 недели приезжают на повышение квалификации, а они в какой-то из них выезжают к нам в библиотеку. Прямо их садим за компьютеры и работаем. Это в системе, это одно из направлений, не говоря уже там про то, что они нам контент передают, там, конференции мы вместе проводим и так далее, тоже план подписан. Но сам факт, что они потом разъезжаются по всей стране. И вот благодаря этому проекту в 2018 году непосредственно главки МВД об этом узнали и порекомендовали иным юридическим институтам подключиться. Поэтому мы на сегодня имеем более 20 институтов в ведении МВД, которые подключены к ресурсам президентской библиотеки. Еще очень мощный проект, беспрецедентный проект, это действительно факт, идет с Тюменской воспитательной колонии. Коллеги, я просто хочу, чтобы вы понимали, например, в каких направлениях, может, это напрямую не связано с вами, но это же, вы понимаете, это самый тяжелый проект. Дети, которые там находятся, 14-19 лет, 85% статей – это очень тяжелые статьи. Я их даже называть не буду. Но самое интересное, когда мы начинаем с ними разговаривать, в целом-то нормальные дети. И уполномоченный по правам ребенка, вот он нас завел в эту колонию, он такую фразу сказал, которую нас зацепила. Он говорит, понимаешь, вот от того, что они совершили правонарушение, они по определению не перестали быть детьми. И тут надо разбираться, а почему это правонарушение состоялось. И когда мы вот, просто немножечко в некоторых моментах погрузились, да, здесь недоработка очень многих, в том числе и служб, зачастую бывает, и где-то семья и так далее. Здесь комплексная большая проблема. Но если с этими детьми не работать, они же выйдут. А риск рецидива, вернее, когда они выйдут, риск рецидива. Так вот, наша задача из всех орудий так ударить, в хорошем смысле этого слова, интеллектуальных орудий, чтобы этот риск рецидива свести к минимуму. Поэтому отличившиеся ребята, кто зарекомендовал себя, выезжают в библиотеку. Я даже не говорю про то, что мы корректируем наш график работы под их возможности, потому что они же выезжают не сами по себе, не на автобус же сели, поехали. То есть это же сопровождение. Во-вторых, естественно, мы работаем плотно с педсоставом школы, подписан план мероприятий. И, Мария Николаевна, я, Гоша Вицин, по-моему, это вы. Вот там вот. Мне кажется, это вот прям точно вы. Посмотрите, мы вас не обманываем. На вас смотрят 85 воспитанников этой колонии, которые из разных субъектов. И что, и там открыт, кстати, центр доступа. И что? Это единственная структура УФСИН России, где открыт центр доступа в стране. Вот. И я хочу показать просто небольшой, тоже минутный видеофрагмент. Это труд вот этих вот детей, когда они стали изучать наши материалы, смотреть наши лекции, мы выезжали туда на лекции. Вот у них был такой позыв сделать, опять-таки, определенный ролик. Я покажу только фрагмент. Он посвящен безопасному нахождению в интернет. Но, коллеги, вы, пожалуйста, не судите строго. Мы же понимаем, во-первых, это дети, во-вторых, в каких условиях они, в-третьих, ну вот, тем не менее, давайте посмотрим, что они делают. И эту работу мы будем усиливать. В некотором царстве, интернет-государстве, жил-был Смайл-царевич Тьютор-королевич, который правил славным городом, соцобразом. И была у него невеста прекрасная, Смайл-царевна, онлайн-королевна, день и ночь проводившая в виртуальных забавах. Сколько раз предупреждал ее царевич об опасностях, подстерегающих в сети.
Но не слушалась его невеста. Не покладая рук, трудился Смаил-Царевич, возводя город свой, соцобраз. Он заботился об охране своих границ и обучал жителей города основам безопасности жизнедеятельности в интернет-государстве. Кому интересно, может там потом будет дальше посмотреть. Но это опять-таки, чтобы вот концептуально. Конечно, у нас есть определенные обязательства раз в квартал выезжать туда на площадку и проводить мероприятия. И вот один из последних визитов мы познакомили ребят с комплексом оцифрованных архивных документов по Второй мировой войне. И здесь я хочу вот поделиться своим впечатлением, потому что, вы знаете, я никогда так не уставал от лекций за все свои там энное количество лет. У меня была одна программа. Вот, я думал, я выйду, значит, эту программу каким-то образом реализую. Нет. Вот с ними в течение 3 часов постоянный интерактив. Постоянный интерактив. Иначе они просто, вот они уходят в другой мир. То есть их надо постоянно держать в активности. Ну и вы представляете, да, насколько их 85, плюс охрана, они тоже сидят, слушают. И вот вы, 1, 2, 3 человека. И 3 часа вот этой постоянной, без передых активности. Вы только сели, все. Парты на стол, мы отворачиваемся, еще что-то. Поэтому работа с этим партнером – это очень тяжело психологически и морально. Это мнение всех, кто там бывает, в том числе по нашей просьбе. Ну и еще один из инструментов – парламентские уроки. Здесь мы благодарны нашим коллегам из областной думы. Хочу подчеркнуть, это не наша инициатива, абсолютно, но мы ее поддержали. И головное учреждение президентская библиотека подготовила прекрасный видеоролик на 27 минут. Вот то, о чем сегодня нас познакомила Ольга Викторовна Кутерло по документам касаемо Второй мировой войны, вот это есть в видеоролике, который, в общем-то, ну, имеет такой мощный визуальный ряд, мощное сопровождение в части документов, и вот прослеживается вся цепочка с 1933 года и, по крайней мере, по 1939. Это видеоролик именно. Поэтому идет парламентский урок. Вот тоже давайте посмотрим, потому что эту практику наверняка мы будем развивать и в дальнейшем. Я знаю, что соседние субъекты подхватили. Дан старт общественности знаний по инициативе заместителя председателя Тюменской областной думы Виктора Александровича Рейна с целью продвижения в регионе на уровень школьной общественности знаний об исторических фактах начала Второй мировой войны дан старт парламентским урокам. Парламентские уроки реализуются при организационной поддержке Департамента образования и науки Тюменской области, а также Тюменского филиала Президентской библиотеки. В рамках состоявшегося парламентского урока представитель депутатского корпуса региона в своем вступительном слове подчеркнул особую важность в изучении истории своей страны. Первое, я несказанно рад, что у меня есть возможность сегодня на встрече с вами, наверное, рассказать о главной сегодня составляющей воспитания нашего подрастающего поколения, потому что вы все, сидящие здесь, согласитесь, что самой главной скрепой сегодня в нашей этой жизни есть победа в Великой Отечественной войны, потому что она касается каждой семьи, и очень важно сегодня сохранить эту историческую память. И на сегодня самая главная основа встреч, я уже очень много с молодыми людьми встречался, это правда. Откровенный совершенно разговор. Если мы на вас делаем ставку на вас делаем на будущее, мы прекрасно понимаем, будущее будет таковым, какими будете вы на сегодня. После вступительного слова в качестве ключевого содержательного элемента парламентского урока прошла демонстрация видеоресурса, специально подготовленного президентской библиотекой. В основе презентационных материалов
находится созданный в 2020 году по поручению президента России Владимира Владимировича Путина комплекс оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне. Организаторами создания в нашей стране такого комплекса документов выступают Росархив, Управление делами президента Российской Федерации и Президентская библиотека. В процессе подготовки материалов также участвуют архивные службы Министерства иностранных дел России, Минобороны России, ФСБ России, службы внешней разведки России и многие другие структуры. Комплекс документов формируется на основе отечественных, трофейных и зарубежных архивных фондов, отражающих предысторию Второй мировой войны, ее ход и итоги. Президентская библиотека в этом проекте выполняет функцию интегратора ресурсов и предоставляет широкий доступ к данному контенту со своего интернет-портала. В конце каждого такого урока предполагается общение депутата с учащимися. Что здесь очень важно? Важно даже для понимания того, что происходит сегодня в мире. Вот как человек такой, как Гитлер, пришел к власти сегодня, как он смог подчинить своей воле вот ту скрытую, хитрую политику, которая привела к этой трагедии, к Великой Отечественной войне. Как вели себя союзники. Сколько было непорядочности во взаимоотношениях, и вот эти вот хитрые политические сплетения, они позволили потом самой Европе вкусить в полной мере то, что было недосказано во встречах, то, что было недоговорено, то, что было официально не зафиксировано. Это важно даже понимание того, что происходит сегодня. В форме диалога школьники могут задать любые интересующие их вопросы, а также поделиться впечатлениями от просмотренного видеоматериала. Организации парламентских уроков предшествовала большая работа по знакомству педагогической общественности региона с образовательными возможностями президентской библиотеки. В период с ноября 2020 по 22 марта 2021 в дистанционном режиме состоялось 90 просветительских семинаров, в которых приняли участие свыше 1500 учителей Тюменской области. Такая просветительская практика стала возможной благодаря поддержке правительства региона, областного департамента образования и науки, а также ТАГИРРО. Сейчас, глядя на лица ребят, я еще раз для себя осознал, и у меня есть полное понимание, что ребятам это было интересно. Неподдельный действительно интерес. И еще раз, наверное, помогая ребятам окунуться в настоящую правду, в историю, мы помогаем им стать взрослыми. Работу нужно продолжать, и я верю, что эта команда будет, находясь в постоянном поиске, работать с архивными документами, выдавать на гора все новые и новые материалы для того, чтобы мы вели эту воспитательную работу, просветительскую работу, помогать учителям правильно строить учебный процесс и помогать взрослому населению еще раз, наверное, осознать то, что происходит сегодня и что нужно сохранить. Это очень важно. Поэтому еще раз респект и огромные слова благодарности президентской библиотеке. Уважаемые коллеги, ну и продолжая тему, дети очень хорошо воспринимают информацию через игровые форматы, поэтому, конечно, различные квесты, я даже об этом здесь не говорю, различные игровые активности, в том числе требующие задействования разных площадок, разных сред. Это где-то коллаборация социальных сетей, физических объектов. Вот такие проекты, опять-таки, в допандемийный период у нас очень активно реализовывались и при поддержке разных партнеров, потому что игровое восприятие информации через игру, особенно если мы говорим про начальное звено, но это ключевой элемент работы с детьми. Еще интересная такая практика, вот на этом слайде буквально просто пару слов скажу. Частно-государственное партнерство, вот есть у нас теплоход, у вас, я смотрю, тоже достаточно много теплоходов есть, и у нас получилось так, что представители бизнес-сообщества, они сказали, у нас мы вложили огромные ресурсы, и он просто простаивает, потому что мы хотели бы какую-то социальную активность проявить, чтобы школьники из разных территорий, даже не Тюмени, а близлежащих территорий, что греха таить,
дети любой столицы, любого региона, они все равно имеют больше возможностей, они привыкли к каким-то большим благам, чем их сверстники из населенных пунктов, отдаленных от более экономически развитых территорий. Поэтому, конечно, здесь мы договорились с рядом муниципальных образований, и школьники, там символические деньги были, но они просто в разы меньше, фактически на компенсацию топлива. Вот, потому что это же штука-то серьезная, вот ее по реке направить. И там был экскурсовод. Тоже программа, она была связана с фондом президентской библиотеки. Вот через такой вот интересный формат, такой полуигровой. Но то, что для детей это событие, да, безусловно. Дети счастливы, родители довольны, школы безмерно счастливы. Поэтому вот ну, такие вот инструменты, их очень много на самом деле. У вас можно смело такое сделать. Главное, чтобы здесь поддержка была по линии образования, и владельцы плоходов, они проявили бы социальную активность. Ну а библиотечная сфера может выступить вот таким вот оператором этого всего. Ну, немного из результатов вот, всего этого процесса. Понятно, что это как бы просто, чтобы нам попытаться хотя бы войти в регламент. Далеко не вся информация, но вот у нас есть Олимпиада России в электронном мире. 48 тысяч участников, это в целом по стране, из них 18 проживает на юге области. Я подчеркну, у нас чуть более 1% населения в целом, если по стране смотреть. Вот. И что самое ценное для нас, мы видим, у нас снижается количество участников первого тура, но при этом мы значительно прирастаем, это вот эти синие квадратики, это победители, это те дети, которые не просто прошли даже вот в третий тур, а они стали победителями, получили дипломы. И мы очень надеемся, что у нас эта Олимпиада, она в какой-то понятной перспективе все-таки войдет в соответствующий реестр, пока ее там нет, и это уже будет совершенно другая картина, совершенно другая мотивация. Но даже без этого мы видим совершенно осознанный выбор в принятии решения участвовать в Олимпиаде и качественно иной результат. Как говорится, результат, который можно замерить. Уважаемые коллеги, ну и воспитание. В 2020 году по инициативе главы государства в Государственную Думу был внесен законопроект, сейчас это уже закон, 304-й федеральный закон, который возвращает в образовательную организацию понятие воспитания, фактически наравне ставит воспитание с понятием образования. Если мы посмотрим из этого же 304-го федерального закона определение понятия воспитания, вот просто выделил красным. Это в том числе деятельность, направленная на формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества. Ну, как нам представляется, исходя из тех задач, которые стоят перед президентской библиотекой, того огромного массива информации и проектной деятельности, это в чистом виде поддержка воспитательного процесса. Ну, это по поводу фонда, то, что я говорил, у нас неплохое присутствие. И мы очень хотели бы верить, что от Республики Коми тоже будет значительно усилен массив документов республиканского характера. Плюс у нас к разным событиям, это в открытом доступе, все находится на интернет-портале без проблем, без каких-либо ограничений. Можно посмотреть выставки, электронные выставки в преддверии значимых событий. Это фактически PDF-файл, в котором гиперссылки на ресурсы. Ну, единственное, какие-то ресурсы, большая часть, конечно, она открывается, а на какие-то ресурсы, возможно, потребуется все-таки выход в электронный читаемый зал. Но сам текст и большая часть контента, она доступна. Это просто готовый ресурс, его можно брать и на уроке прям вот использовать по тем или иным персонам. Еще вот очень интересный опыт мы попробовали в одной гимназии города Тюмени, такой топовый достаточно, в период пандемии, когда были ограничения, попросили детей принести с собой свои устройства. Ну, кто смартфоны, кто планшеты. Главное, чтобы у каждого ребенка был именно свой, не школа дала. Дальше что произошло? Значит, наш специалист, прям вот это ровно 2 года, это год назад, да, ровно, вот как раз 12-го. Значит, во-первых, была выставка сделана соответствующая, и наш специалист, то есть разные локации, там, несколько километров между гимназией и нами,
познакомила с коллекцией, познакомила с выставкой, специально сделанной нашим специалистом. Но дети знакомились на своих устройствах виртуально в режиме ВКС, следуя указаниям нашего специалиста. То есть, опять-таки, кому как комфортно. А дальше, как проверить, насколько они усвоили материал? Вот такой вот кроссворд, пожалуйста. Опять-таки, в форме кроссворда мы с ними восстановили определенный понятийный аппарат. Поэтому, ну вот такие все вещи, они очень хорошо заходят, потому что это что-то новое, это какое-то новое дыхание. И, конечно, школы очень охотно идут на такие эксперименты, на такие решения. Ну, будем, наверное, мы пробовать и в дальнейшем. Вот. По поводу теперь опорных площадок. В самом начале я сказал, мы не стали размывать наш ресурс. Вот Заводуковский городской округ – наша главная площадка. Главная площадка, не побоюсь этого слова, если среди школ брать вообще в целом по стране. Мы с ней работаем очень много лет. Здесь просто вы можете видеть некоторые направления. Это и конкурс педагогического мастерства, и, конечно, формирование определенных методических наработок, соревнования по информационной безопасности. Там дети сами создают мультимедийные продукты на основе нашего ресурса, постоянно выезжают к нам, вот, мы туда выезжаем. Ну и вот как результат Троицкая Алена Юрьевна, диплом за подписью Нарышкина, первое место в России. Это учитель истории. Это 100 километров от Тюмени, это небольшой населенный пункт, 20 тысяч населения. Ну так, для понимания. А школа находится на окраине, вокруг частный сектор. Ну, может, так сказать, в какой-то степени менее благополучный район, чем другие школы. И вот эта школа, благодаря проекту, который у нас начался в 2013 году, там просто развился необходимый уровень информационной культуры всех участников образовательных отношений. Они сейчас побеждают везде, где только можно. На следующем слайде мы увидим. Но вот в 2016 году впервые в регион были заведены соревнования по информационной безопасности. Чем тоже они нам интересны? Интересны тем, что в вопросах по принципу своей игры зашиты материалы, имеющие отношение к президентской библиотеке, к ресурсам президентской библиотеки. Вот небольшой маленький ролик. Давайте посмотрим. А он не запустится? Можете включить на 2 минуты? Соревнования для Заводуковской и всего Тюменского региона. Старт 6-часовому марафону дал глава территории Александр Анохин. Он обратился к участникам по видеосвязи с площадки 9-го Всероссийского форума «Инфотех», который стартовал в областной столице. На данной площадке играла и одна из команд участниц соревнований, остальные 8 в Заводуковске. Мы не делали строгий отбор, значит, опираясь только на один фактор, что он занимается хорошо информатикой или нет. Если ребенок проявил любознательность, если он захотел почувствовать, что вообще это такое, что это за игры, мы приглашали его в команду, подавали заявку. Нет, не все ребята занимаются целенаправленной информатикой. В переводе с английского «сетев соревнования» означает «захвати флаг». Он дается за правильный ответ и равен определенному количеству очков. Выигрывает тот, кто наберет больше баллов. У каждой команды по 50 заданий. Формат проведения соревнований устроен по принципу своей игры, то есть задачи разбиты на категории, в каждой категории у задания есть своя стоимость. Простые подешевле, сложные подороже. Они выбирают, решают, сдают ответы, получают очки. Задания разработали студенты Томского вуза. Они включают все, что должен знать и уметь специалист по кибербезопасности, но адаптированы для школьников. Прежде всего, участникам соревнований предложили зашифровать и расшифровать информацию, обеспечить ее защиту. Чтобы справиться с заданием, достаточно и базовые знания по информатике. Всего мы сделали заданий 6. Ну, конечно, сложно. Типа, у нас это вообще первый год проводится, мы первый раз все это видим. Тут стоит Linux, а не винда, и мы такие, что делать вообще? Ну, нормально, сойдет, потихоньку разберемся. Педагоги намерены закрепить опыт. Учиться защищать информацию заводуковские школьники теперь будут на постоянной основе. В школе организуется специальный клуб, записаться в который сможет любой желающий. Оксана Тыщенко, Павел Ушаков, телекомпания «Заводуковское время». Ну, вот, коллеги, это результат присутствия таких соревнований, результат нашего, в том числе, сотрудничества. Это не мы их создаем, наши партнеры. Но у президентской библиотеки много партнеров. Мы очень гордимся нашими партнерами. И мы ресурс партнеров стараемся заводить в образовательные организации. И вот вы видите, тут и не только мальчики, тут и девочки. И больше хочу сказать, это 16-й год. На сегодня очень многие из тех, кого вы сейчас видели, уже заканчивают обучение
на факультетах, связанных с информационной безопасностью наших ведущих вузов. То есть они после этих соревнований целенаправленно пошли на эти направления и связали свою жизнь. Это конкретный результат, который, как говорится, можно замерить. Ну и по поводу этой школы, вот это просто вот, там такая стена большая, вот что первое мы взяли. Топ-100 лучших школ России, первое место, значит, там по части урока истории, первое место лучшее школьное телевидение, по соревнованиям и так далее. То есть, повторюсь, это небольшая школа в маленьком населенном пункте в 100 километрах от Тюмени. Тем не менее, на сегодня, да, это очень крупная площадка, которую знают, и десятки субъектов там уже побывали. Что касается филиала, ну вот Екатерина Леонидовна в своем приветствии озвучила, что мы действительно стажировочная площадка, 25 субъектов нас уже посетили, и мы надеемся, что в дальнейшем эта практика будет распространяться. Когда к нам приезжают гости на стажировку, как выглядит эта стажировка? Или, скажем так, как она в идеале должна выглядеть? Вот она перед вами. Это 2 полных дня. То есть что значит полных? Это когда вы в 9 утра готовы уже начать воспринимать информацию. И, ну, наверное, часов 18, может 19 следующего дня готовы перестать ее воспринимать. То есть примерно вот так. Потому что это 250 километров, это 3 города, это 9 площадок. И вы видите, эти все площадки, тут нет повторяющейся информации. Они друг друга дополняют, фактически знакомят вас с методикой и опытом использования ресурсов и проектов в боевых условиях, в рамках учебно-воспитательного процесса. Ну и вот в завершении уже, я думаю, что многие, мне хочется в это верить, по крайней мере, площадки в течение этого года обзаведутся вот такими информационными стендами. Мы разработали макет, он на сегодня утвержден. И вот этот макет мы, конечно, хотели бы, были бы очень признательны, если бы на базе разных организаций, системы культуры, образования, разных ветвей, обучающиеся, сотрудники, специалисты могли бы видеть информацию на этом стенде. Потому что здесь на одном стенде тезисно очень представлено, что такое президентская библиотека. Далеко не все, но хотя бы для того, чтобы вот первое такое знакомство состоялось с QR-кодами. Фонд, ключевые проекты, интернет-портал, ну и несколько слов о просветительской деятельности. Его можно, кстати, скачать без проблем с нашего портала, ну или здесь он точно есть. Это что касается статики. Теперь что касается мультимедиа. 15-секундный ролик. То есть для нас задача-то какая? Нам важно, чтобы наши граждане, в первую очередь подрастающее поколение, ребята, они знали об этом уникальном ресурсе. Для начала знали, задача номер 1. Задача номер 2 – умели использовать этот ресурс. Но они не будут его уметь использовать, если не будут по определению знать. То есть это вот как педагог говорит, иди обратись в президентскую библиотеку, а школьник говорит, а что это такое? Я не знаю, что это такое. Поэтому, чтобы вот этого не было, вот хотя бы вот начать можно с этого. И посмотрите, 15-секундный ролик. Это вот как вариант транспорт. У нас в многофункциональных центрах он крутится. 2 миллиона человека посещений. Тоже очень почти 40 филиалов по его области. Вот. Вроде бы такой небольшой коллектив, но такое огромное количество реализованных проектов. Мы сегодня просто сидим в зале, не устаем удивляться, восхищаться и вдохновляться вашим примером. А кроме того, сегодня во время паузы ко мне уже подходили коллеги и интересовались, как получить доступ к президентской библиотеке. Поэтому я думаю, что это уже такой тоже как один из маркеров того, что вам сегодня удалось нас вдохновить, восхитить и впечатлить, и тоже захотелось получить доступ некоторым к президентской библиотеке. Большое вам за это спасибо, что вы нашли в своем тесном графике время для того, чтобы поделиться своими практиками. Спасибо, Наталья Ивановна. Уважаемые коллеги, мы всегда открыты для всестороннего сотрудничества. Наш визит в Республику Коми, целой делегации, яркое этому подтверждение. Мы действительно хотели бы видеть в республике
коме продолжения наших таких вот добрых исторических традиций, когда, подчеркну, ваша республика стала одной из первых среди наших партнеров, но сейчас очень важно это сотрудничество наполнить соответствующим содержанием, соответствующими действиями. Со своей стороны мы готовы этот формат сотрудничества обсуждать. Соответствующие предложения на уровне республиканского правительства сделаны, ждем обратной связи. Поэтому очень надеюсь, что у нас что-то из того, или все из того, или что-то новое помимо этого будет реализовано на вашей замечательной территории. Спасибо. Так, мы уходим на обеденную паузу, и в 2 часа здесь же ждем вас в общем читальном зале. У нас будет практикум, закрепим все на практике. Будет очень интересно, ждем.
2, 3. Угу. Говорите, всё. Уважаемые коллеги, мы начинаем. Я хочу представить вам руководителя Свердловского регионального центра президентской библиотеки Русину Анастасию Васильевну. И дайте ей слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Да, прошу запустить презентацию. Во-первых, хотела бы поблагодарить организаторов за возможность участвовать в столь значимом и важном для республики мероприятии. Очень приятно побывать в вашей библиотеке. Конечно, это поразительное совершенно место. Гордость жить в городе с такой библиотекой. И хочется от всего сердца высказать благодарность коллегам за приглашение, за эту возможность и пожелать процветания, всего самого доброго. Доклад мой сугубо практикоориентированный, поэтому действительно не зря мы сразу посадили вас за компьютеры. Так, сейчас, секундочку, листалочку. Спасибо. Давайте сначала коротко по регламенту. У нас с вами 2,5 часа на весь мастер-класс. Перерыв посмотрим по обстоятельствам, думаю, объединим его с практикой. 2 практических блока и несколько блоков теоретических, но по сути они тоже практика. У вас у всех на компьютерах открыт вордовский файлик, 4 странички, и в нем огромное количество ссылок. Можете прямо сразу смотреть, сразу ходить по порталу, сразу посмотреть на ссылки, которые у вас там есть. Все, о чем я говорю, так или иначе, в этом файле представлено, все ссылки есть. В принципе, в определенном там логическом порядке все это можно найти, поэтому вы можете как смотреть на экран, так и самостоятельно, параллельно что-то открывать. Ольга Васильевна Криворотова, спасибо ей огромное, она мне очень помогает. Сейчас, если что-то у вас получаться не будет, то подойдет, да, поможет, подскажет. Работаем мы только на портале сегодня. Все-таки ресурс книжной полки требует и оборудования, и работы в электронном читальном зале. Портал позволяет получить представление о той верхушке айсберга, о которой мы говорили вчера, поэтому я думаю, что начнем с него. И сначала для того, чтобы немного познакомиться, у меня сначала к вам несколько вопросов, потом расскажу о нас. Поднимите руки, пожалуйста, те, кто работает в системе образования. Угу. Вот из вас педагоги, библиотекари школьные, культура, муниципальные библиотеки. Ага, спасибо большое.
Сейчас, наверное, я попрошу первый видеоролик. Свердловский региональный центр открыт 4 года назад, и я предлагаю вспомнить, как это было, ну и своеобразный мостик между выступлением Олега Леонидовича и моим перебросить. Добрый день, уважаемые гости. Мы рады приветствовать вас на торжестве Свердловского регионального центра президентской библиотеки. Это действительно дополнительная возможность, очень серьезная, очень весомая возможность проникновения в современное библиотечное информационное пространство. Это возможность быть сопричастным к тому, что происходит сегодня в общественной жизни, в научной жизни, в культурной жизни. Библиотека сегодня больше, чем просто библиотека. Потому что Министерство культуры, потому что это еще один очередной шаг, которым мы гордимся в нашей библиотеке имени Белинского. До 38 стран открыты центры удаленного доступа к нашим ресурсам. Специально. Мы будем, думаю, все вместе работать на благо граждан Свердловской области, потому что вот такой региональный центр, как наш, это тот прекрасный ресурс и инструмент для формирования настоящего гражданина. Профиль комплектования президентской библиотеки – это 4 основных направления. Территория, власть, народ и русский язык как государственный язык Российской Федерации. Ну вот, собственно, небольшая экскурсия. По видео видно, что библиотека наша другая. Это классическая библиотека, закрытый фонд, отдельный зал для научных работников. Это, да, вот эти интерьеры. Библиотека заметно младше, нам 120 всего лет, 123 в этом году исполняется. Центр Екатеринбурга, 250 примерно сотрудников, 2 миллиона 300 единиц хранения, из которых 6,5 тысяч – это бумажный фонд регионального центра президентской библиотеки. У нас уникальность в том числе и в том, что есть свои книги. Я являюсь бессменным руководителем центра на протяжении 4 лет, и очень короткой строкой, прежде чем перейти к тем реальным кейсам и практикам, которые вы можете заимствовать, транслировать, все-таки позволю себе показать несколько фотографий, остановиться на некоторых ключевых направлениях нашей деятельности. Здание библиотеки не так давно пережило реконструкцию, длительную, масштабную, и можно видеть, как пространство оживает, меняется, наполняется. В центре ежегодно проходит порядка 90-100 мероприятий. Это и различные встречи, уроки, обзоры, экскурсии, книжные выставки и представительские события. Это и то, что связано с краеведением. Это и традиционные, всеми любимые библионочи, фестивали и тому подобные
События на протяжении 4 лет мы проходили путь от простраивания имиджа, от привлечения первых наших читателей до выхода уже на некий самостоятельный путь развития. И на самом деле какие-то первые итоги в преддверии 5-летия, они уже подводятся. Показывать статистику всегда несколько своеобразное решение, потому что она очень зависит от города, от госзадания, требований. Но некоторые цифры я все-таки считаю возможным продемонстрировать. Вы видите, насколько высокий удельный вес у нас методических мероприятий. Мы очень много работаем с коллегами. На сайте президентской библиотеки, на портале, в колонке «Региональная сеть» регулярно появляются наши новости. Мы буквально вот с Пензой, с Ольгой Владимировной, да, все время занимаем эти лидирующие строчки в рейтингах. Постоянно идет новостная повестка, упоминания в средствах массовой информации, в социальных сетях. Ну, количество событий вы видите сами. Сегодня уже прозвучало, что одна из первейших задач президентской библиотеки – это информационное сопровождение деятельности органов власти. И отрадно, что в последние годы это направление набирает все больше вес и в работе именно регионального центра в первую очередь. В 2020, 2021, уже 2022 годах прошло значительное количество событий при поддержке Министерства иностранных дел, представительства в Екатеринбурге, Министерства юстиции, прокуратура. Сотрудничаем, это чаще всего выставки, выставки партнерские, наши книги, какие-то экспонаты от коллег, становимся площадкой для мероприятий, соединяем. И вот, в общем-то, уже переходя к некоторым практикам, да, я прокомментирую чуть более подробно. Мы помним, что ключевое слово в понимании деятельности президентской библиотеки – это интеграция, это соединение на одной площадке ресурсов, архивов, музеев, библиотек, общественных организаций, бизнеса, власти. И, безусловно, для нас это также очень важно. И те же партнерские выставки, те же мероприятия при поддержке различных структур – это, конечно, ключевое направление. Если возвращаться к теме, как она была заявлена в программе, у нас порядка 120 постоянных партнеров. Перечислять, ну, в принципе, потом увидите, это и Росгвардия, и крупнейшие наши торговые центры, это и общественные организации и так далее. Важнейшее направление, безусловно, это патриотическое воспитание, и мы на площадке центра реализуем его, ну, можно сказать, на всех этапах. От работы с самыми младшими, с воспитанниками Екатеринбургского Суворовского военного училища, с кадетскими классами, так и с Росгвардией. Вот буквально в эти часы, да, еще рабочий день в Екатеринбурге не кончился. Коллеги готовятся к событию, которое у нас пройдет в субботу. Около 100 солдат, бойцов Росгвардии, которые участвуют в параде Победы в Екатеринбурге, придут к нам в центр, чтобы послушать обзор ресурсов об Александре Невском. Вот это партнерство, оно на самом деле мощное, интересное, очень живое направление. Но говоря о патриотизме, мы понимаем, что это не только специализированные структуры и сферы, это, в принципе, каждый из нас. И заходим в эту тему через личную историю, через те форматы событий, которые вызывают действительно живые эмоции, проникновение, желание делиться этим, ну, тоже подробнее дальше. Безусловно, Олимпиада президентской библиотеки сегодня тоже звучала. В этом году у нас 4 победителя, 1 первое место, 1 второе, 2 третьих. Мы входим, опять же, в 5 регионов лидеров по числу участников Олимпиады в этом году. Несколько лет мы работали над этим. И это действительно мощный ресурс, потому что, собственно, Григорий Разумович на фотографии, победитель прошлого года, наш единственный. По истории, по-моему, 3-е место у него было. Он поделился с нами своей историей успеха. Сейчас он живет и учится в Москве в Высшей школе экономики. И Олимпиада президентской библиотеки была одной из ступенек на пути к выбору того университета, где он будет продолжать свой путь. Собственно, он очень подробно нам это все рассказал, описал, как Олимпиада, в том числе он участвовал в нескольких, повлияла на его жизнь. И вот эти живые примеры, они, собственно, могут быть и в ваших городах, в ваших населенных пунктах.
Мы всегда подводим, ну, собственно, у меня такой коллектив, они у меня чаю без концепции попить не могут, поэтому все, что делается, все имеет под собой какую-то сверхидею, сверхзадачу, мы об этом тоже сегодня поговорим. И группа ВКонтакте, на которой, в общем-то, и происходит основная часть нашей методической, информационной работы составляющей, она называется «Космос начинается с тебя». Прошу прощения. Ну, у большинства центров группа называется региональный центр, да, президентской библиотеки у нас космос, потому что, ну вот, собственно, есть описание, идея моих коллег младших в том, что космос — это открытие, это вселенная знаний, это то, что происходит с тобой, когда границы твоего мира немножко расширяются. И это, конечно, про президентскую библиотеку тоже ссылочка у вас в вордовских файликах есть. Можете сразу открыть, на нее посмотреть, и если подпишетесь, то в Екатеринбурге 2 девушкам прекрасным будет очень приятно. Вот, поэтому так вот. Переходим, собственно, к кейсам, практикам. Вообще слово кейсы, ну, мы стараемся, конечно, не заимствовать, но тут сложно, кроме практики, что-то еще подобрать. С нами с начала пандемии. Вы помните этот момент, я думаю, все, февраль-март 2020 года, когда резко сломалась привычная картина мира. Мы оказались дома, и, ну, собственно, на любой стресс есть 3 реакции, да, замирание, убегание и нападение. Мы, безусловно, решили нападать, и, наверное, такой активной работы, как в те месяцы, я даже не припомню. То есть тут не тратилось время на дорогу, мы просто круглосуточно были на связи и очень много делали того, что можно делать онлайн. Поэтому удельный вес онлайн-разработок сейчас тоже будет очень большим. Все, что делалось тогда, было описано в своеобразном методическом ресурсе. Ссылочка у вас тоже есть, и вы тоже можете ее открыть, если захотите. Вот так вот он называется. Там 15 историй про то, что можно делать на удаленке, как продвигать ресурсы президентской, и не только ресурсы, в принципе, вести коммуникационную активность, деятельность. Строго говоря, сейчас очень сложно назвать его методичкой, потому что, когда я к нему возвращаюсь по работе, я понимаю, насколько большой путь уже проделан и насколько эти советы, они, бывшие для нас актуальными тогда, может быть, уже не совсем интересны сейчас, но, тем не менее, советую посмотреть. Раздел «Коллегам», он 2-й у вас в файлике, можете туда перейти. Ну и, собственно, возвращаемся, да, по кругу. То, что касается работы с органами власти. Безусловно, сразу оговорюсь про одну практику, которая не имеет к региональному центру отношения, но она очень хорошо транслируема. В Свердловской области есть такой праздник — День чтения. Он есть только у нас, как я понимаю, отмечается он в сентябре. Ежегодно библиотека Белинского в День чтения проводит большую программу, и одно из наших обязательных событий — это выставка в здании правительства Свердловской области. Выставка книжная, выездная. Честно говоря, я по складу характера очень люблю такой формат. Мне, ну, нравится стоять со стендом, рассказывать что-то о том, что у нас интересного есть. Каждый год есть какая-то тема. Собственно, мы встаем с утра, и члены правительства, сотрудники, они идут на работу, встречаются с нами, смотрят книги, какие-то вопросы задают, полдня работает. Вот это то, что, в принципе, несложно делать и дает очень интересный эффект, потому что, ну, прямое знакомство. Буклеты президентской берем. Это я проговорила вот так вот в сторону, да, можно записывать, фиксировать. То, что касается, собственно, работы на площадке регионального центра. Фотографии, которые вы видите, они вперемешку. Здесь выставка, подготовленная совместно с представительством Министерства иностранных дел в Екатеринбурге. Выставка, посвященная 75-летию со дня Первой Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Выставка из личного архива. Но там действительно удивительная история, потому что человек, у которого сохранились эти документы, он живет в Екатеринбурге, у него просто остались артефакты, которые помогают представить картину, что происходило на Первой Ассамблее. Это оригинал речи Молотова с его поправками, это засушенный цветок, подаренный королем Георгом русской делегации, там подобные совершенно уникальные
вещи, да, документы, собственно, при поддержке представительства Министерства иностранных дел они были экспонированы. С нашей стороны, естественно, это работа с электронным фондом, это презентация коллекций наших России, стран и мира, это предоставление площадки внедрения своего лекционного компонента во встрече, лекции. Ну и говоря о том, насколько это важно, тут я немножечко позволю себе, да, переключиться. Примерно аналогичная выставка проходила у нас в партнерстве с Министерством юстиции, точно так же с нашей стороны книги, документы. И очень важно было нашим партнерам из министерства, чтобы фигурировал на открытии выставки журнал Министерства юстиции. Вот если посмотреть на серединку, да, верхняя фотография — это портал президентской библиотеки, тот же номер на второй фотографии. Вот в таком виде он у нас есть в библиотеке. Сами понимаете, что из соображений сохранности давать его в руки, ну, как бы не хотелось бы, учитывая, что на презентации там, да, человек 70, и пока журнал пройдет по всем, что у нас потом будет храниться веками, президентская библиотека позволяет решать этот вопрос сразу, электронная копия на всех компьютерах, ну вот, совершенно доступна. Точно те же механизмы работают при организации любой представительской встречи. Всегда в фонде президентской есть что-то, что будет интересно вашим коллегам, вашим партнерам именно из структур власти. Всегда вы что-то найдете. И отрадно, да, что... Безусловно, мы всегда спрашиваем, когда приходят коллеги, что они знают о президентской, знают ли. И очень часто у нас оказывается, что в министерствах работают люди, у которых уже есть читательские билеты, нередко полученные в Санкт-Петербурге. Но, тем не менее, разговор практически никогда не начинается с нуля. И это та культура цифровой информационной грамотности, которая, конечно, важна абсолютно принципиально. Ну вот некоторые фотографии, да, вот тот самый цветок. И хотела показать еще вот этот момент. Это подписание соглашения с Оренбургским казачьим войском. Также достаточно уровневая интересная встреча. Это начало уже этого года. И точно так же по казачьей теме в электронном фонде президентской библиотеки огромное количество интереснейших материалов. С Оренбургским там чуть сложнее с нашим, да, зато большая коллекция по Донскому. Но тем не менее по Оренбургскому мы тоже много чего нашли. И как вы видите, интерес это, разумеется, неизменно вызывает. Работа эта, в принципе, начинается с молодежи, потому что кадровый резерв, он формируется в общественных организациях, мы знаем, и один из наших постоянных партнеров — это «Молодая гвардия Единой России», Свердловское региональное отделение. Огромное количество каких-то интересных событий, мероприятий партнерских они нам предлагают. Ну, собственно, фотография с их отчетно-выборной конференции этого года, представительская с участием заместителя губернатора Свердловской области. Безусловно, это всегда и экскурсия по центру, это и представление ресурсов, возможностей, форматов президентской библиотеки в начале, до открытия самой отчетно-выборной конференции. Антикоррупционный форум Свердловской области, молодежная площадка также проходила у нас в режиме онлайн, то есть они здесь снимаются, такая своего рода телестудия, но у нас позволяют интерьеры, и, разумеется, в кадре постоянно звучит, что вещание идет с площадки регионального центра. Безусловно, это и студенческие отряды, это и какие-то волонтерские организации. И сегодня, между прочим, День мецената и благотворителя, один из наших любимых праздников. История складывалась так, что открытие регионального центра было представительским в 2018 году. Нам очень хотелось сделать некую презентацию для читателей. Мы ее приурочили к 13 апреля, месяц прошел. Нам очень понравился праздник, он санкт-петербургский, родился в Питере, как и президентская библиотека. Ну и, в принципе, очень отвечает тому посылу, который президентская задает. Есть очень простые вещи, типа просмотра фильмов с портала, то, что организовывать вообще не надо. То есть вы фактически просто приглашаете людей, включаете им фильм, и добро, если обсуждаете после него. Вот. Есть более такие замудренные вещи, как встреча-презентация, которую мы делали. Приглашали волонтеров, ребят из различных общественных молодежных организаций, движений. Коллега-библиограф делала для них обзор ресурсов президентской библиотеки, но обзор своеобразный. Она рассказывала о каких-нибудь отдельных традициях, допустим, о сестрах милосердия, показывала источники, показывала
документы из фонда президентского, а потом спрашивала, обращалась к аудитории, как им кажется, те традиции, которые она озвучила, актуальны ли они сегодня, современны ли они, можно ли что-то транслировать, заимствовать. И оказалось, что, например, у нас были участники из православной службы милосердия, которые, в принципе, хранят и придерживаются всех тех же направлений, да, традиций, что их предшественницы многие-многие годы назад. Все это вызывало очень живую дискуссию, обсуждение, диалог, который строился изначально от отправной точки фонда. Ну, так тоже можно. Мы становимся площадкой для проведения мероприятий. Я должна сразу проговорить, что у библиотеки Белинского, у самой нашей, да, ну, так скажем, площадки, частью которой мы являемся, очень четкая установка, все мероприятия должны быть так или иначе завязаны на книге, на фонде. То есть мы очень мало проводим мероприятий, ну, сугубо развлекательного характера, скажем так. Это какие-то исключения, всегда это культурная повестка, это издательство, книги, поэты, писатели, то есть что-то, что действительно библиотека, но я уже проговорила, что у нас, ну, такая тональность. Абсолютная классика. Площадка регионального центра считается очень представительской, очень выгодной. Мы действительно отдаем ее под презентации, ну, каких-то особо интересных изданий, да, вот, Гомер, да, в переводах Шуйского, великолепная книга. Не так давно у нас была презентована книга о русских в Сербии, которая, кстати, прошла у нас, господи, как правильно называется, ну, в общем, одобрена для передачи в электронный фонд президентской библиотеки. Мы надеемся, что в скорейшем времени она появится в фонде, в электронном. Проходят встречи, есть проекты, которые коллеги делали для души, делают. В первые годы их было очень много, потому что мы пробовали действительно все. Мы больше привязывали фонд к тому, что нам хочется, чем делали то, чего требует фонд. Ну, если так уж очень попросту объяснять, соответственно, если коллегам интересна тема народного творчества, они приглашали мастеров, мастера проводили лекции, ну и, соответственно, под это искались уже какие-то материалы на портале и в электронном читальном зале. Сейчас у нас обратная установка, сейчас мы больше в контексте самой президентской, поэтому, ну, как стартовый этап вполне может быть. Идет у нас цикл геральдический, лекции по геральдике, это очень редкое направление. В Екатеринбурге живет один из буквально немногих мастеров этого дела, Александр Герфенштейн, собственно, вот рассказывает. Огромное количество традиционных уроков, экскурсий, обзоров. Экскурсии мы обычно вводим по всей библиотеке Белинского с региональным центром, то есть соединяем возможность познакомиться и с тем, что предлагает большая библиотека, и минут 40 посвящаем уже сугубо нашим ресурсам. То есть это опять же к вопросу об интеграции. Экскурсии разные, но направления, да, тоже совершенно разные могут быть. Всегда стараемся адаптировать под аудиторию. Это тоже важно, когда к вам приходят. Знать, кто именно, какой запрос, какие источники, какие материалы показать, подобрать. В принципе, ну, я думаю, такие сейчас очевидные вещи проговариваю, поэтому останавливаться не будем. Вот теперь интереснее, то, что мы говорили про осознанный патриотизм, да, про личную историю. Что очень часто мы говорим о важных вещах казенными словами и сами превращаем темы тех же государственных праздников, символов России, да, президентской власти, в общем-то, сами превращаем их в канцелярщину, потому что не можем проникнуться, не можем найти тот разворот, который позволит взглянуть на эти базовые, казалось бы, со школы, там, да, понятные вещи другими глазами. А искать его нужно, потому что мы понимаем, что современные дети, они, ну, не воспримут вот этот декларативный текст со сцены. Им нужна включенность, нужна возможность пропустить через себя то, что проживается. Конкурс эссе среди читателей мы проводили, по-моему, в первый год работы центра. Суть очень простая. Необходимо было написать эссе, сочинение о том, как история вашей семьи, ваша личная, сплелась с историческими событиями. Потрясающие были совершенно работы от
каких-то очень глубоко личных детских переживаний, росших детей, которые росли в сложные времена, и описывали, как это происходило. Была одна библиотечная работа поразительная про то, как коллега приехала на библиотечную конференцию в Москву во время путча и убегала с заседаний, чтобы стать свидетельницей этих событий, но выиграла огромное генеалогическое исследование. Ну, так получилось. Девушка, на самом деле, ее писала, конечно, задолго до конкурса, эту работу про своего отца. И ну, его работу на заводе, его жизнь, да, тоже вот с переплетением именно с историей Союза и России. Она писала долго, но увидев конкурс, у нее появилась мотивация закончить. Вот, собственно, такая вещь, так тоже можно. Крым глазами библиотекаря, ссылочка у вас есть, да, ну я понимаю, что сложно смотреть сразу везде, поэтому хотите открывайте, хотите нет. Крым глазами библиотекарей — это интерактивная виртуальная выставка. Мы собрали, ну, естественно, да, годовщине воссоединения полуострова и России. Мы собрали личные истории наших коллег, библиотекарей со всей страны, в которых они делятся своими воспоминаниями о поездках. Участвовал активно очень региональный центр Симферополя, и было очень много историй от жителей, от самих крымчан, что значит в их жизни, их родина малая. Кроме того, необходимо было сопроводить свою историю какими-то фотографиями, видео, и очень хотелось, чтобы с библиографическим списком, вот, но со списком получилось не у всех наших коллег, но тем не менее интересная там вещь тоже есть, и если в личные истории зайти, вы увидите, какие они разные. Ну и, разумеется, большой блок, да, президентская библиотека, те коллекции, которые нас возвращают к электронному фонду, они есть, и есть бумажные книги из фонда Белинки, которые, собственно, также репрезентацию фонда позволяют сделать. Глубоко личный и очень дорогой на самом деле нам видеообзор, чтобы помнили 80 книг, к годовщине в прошлом году, да, годовщине начала Великой Отечественной войны, 80 лет было, мы с сотрудниками собрали 80 книг из бумажного и электронного фонда, но я ставила задачу так: все книги, нас 5 человек, то есть 80 делим на 5, сколько каждый должен представить, все эти книги, документы, там не только книги, издания, они должны быть пропущены через себя. То есть это должно быть то издание, те материалы, которые действительно задели. Коллеги очень много с фондом работали, очень много чего подняли, достали. Да. Когда у нас список из 80 источников сформировался, мы подготовили видеообзор, но, в общем-то, коллектив делегировал его мне на самом деле. По алфавиту, насколько я помню, мы подошли к этому вопросу, вытащила из списка по изданию, по источнику на каждую букву, прокомментировала, и там поразительные вещи. Вы, когда начнете работу с фондом президентской библиотеки, ну, меня очень задевают, например, фронтовые газеты, рукописные журналы «Красный сапер», которые издавались бойцами на фронте. Они удивительной красоты, но они реально рукописные, иллюстрации карандашные, очень пронзительно совершенно смотреть, видеть. Вот, когда практику начнем, я скажу, где они есть. И есть, например, в электронном фонде президентской библиотеки перевязочная косынка. Это скан реальной тканевой косынки, ну, обычно треугольный кусок ткани, на котором изображены схемы перевязки бойца этой самой косынкой. Вот тоже такой, ну, материал, да, из электронного фонда, который, ну, тоже всегда вызывает очень эмоциональную реакцию наших читателей. Россия без границ. Вот на самом деле могу рассказывать, как есть, несмотря, да, на то, что по трансляцию ко Дню России в прошлом году, собственно, спрашиваю коллег, что будем делать. Ну, предлагаю на выбор. Или кто-то делает, библиограф, скорее всего, традиционный обзор по источникам президентской библиотеки, или печатаем открытки, и все идем на уличную акцию разговаривать с людьми. Ну вот как-то под настроение у меня было. Сразу скажу, что коллектив ну мы уже проговорили, что массовка у нас такая специфическая, я коллектив очень берегу. Сама уличные акции не переношу со времен волонтерской деятельности, я боюсь подходить на улице к незнакомым людям. Вот. Но как-то неожиданно идея вдруг проросла.
И мы напечатали открытки. Открытки у вас будут. Ольга Васильевна сказала, на столы разложит. Да? Вот у меня одна есть показать. Это репринты из фонда президентской библиотеки. Обратная сторона оборот сделан нашим редакционно-издательским отделом, ну, чтобы их можно было отправить. Тут строки для печати, для марки. Естественно, QR-код, который ведет нас на портал. Естественно, полные выходные данные. Что это за открытка? Лицевая сторона. Открытки забирайте себе, подарок вам. А лицевая сторона — это реальная открытка из фонда президентской библиотеки. Вот. Ну, собственно, коллеги выбирали на свой вкус. Я тут вообще не вмешивалась никак. Там был такой немножко своеобразный выбор. Там было 6 очень красивых и одна изба башкиров. Так что, если кому попадется, вот, насчет этой избы мы долго очень спорили. Работали как? Держали в руках открытки, подходили к людям. Здоровались, предлагали, ну это было, по-моему, не 12 июня, а накануне, предлагали взять в подарок в тот момент, когда человек брал, разговаривали. Давно ли были в Белинке? Знаете ли, что есть такой региональный центр президентской библиотеки? Открытка из нашего электронного фонда. Заходили через всякие шутки, типа вытащите, давали наугад, вытащите открытку, что вытащите туда и поедете. Ну вот, собственно, на избу башкира там всегда была очень эмоциональная реакция про то, что хочется в глушь, вот, и отдохнуть от этого всего. И в этот момент мы начинали заговаривать, что открытка из президентской библиотеки, президентская электронная, это вот вам сюда, давно ли были в Белинке, а чем вообще занимаетесь, а знаете ли, что завтра День России, а где были. И вы знаете, это были совершенно удивительные 2 часа. Мы получили такое удовольствие. Вот. Но я уже сказала, что боюсь разговаривать с незнакомыми людьми. Вот, по-моему, это страх мы тогда победили, потому что были какие-то поразительные истории. Была женщина, которая вытащила Питер и очень обрадовалась, потому что у нее в Санкт-Петербурге сын, и он танцует в Мариинке, вот, и она его очень редко видит и очень хочет навестить, но ему там, естественно, и про балет, и про все. Вот, было очень много молодежи, были постоянные наши читатели. Была девушка, которая ходила к моему сотруднику на лекции и куда-то пропала, и вдруг совершенно удивительным образом прошла мимо рядом. Ну и, соответственно, были люди, которые занимаются посткроссингом, и специально, увидев наше объявление, прибежали за уникальными открытками, чтобы их потом по стране отправить. В общем, очень простая идея и очень хорошо сработала. Мы их поэтому вот до сих пор постоянно везде дарим. Надеюсь, вас они тоже радовать будут. И выставка по образованию тоже, почему сюда добавила, образование в России тема. Коллега ставила, заместитель моя Анастасия Станиславовна, она очень много добавила туда личного. Она попросила каждого из нас принести что-то, что связывает со школой. Коллектив достаточно разновозрастной, нас 5, от 26 до 56. С родителей, соответственно, у нас появились и аттестаты самого разного образца, и фотографии наши все детские висели. И когда читатели приходили, ну, более-менее постоянные, кто людей знает, им было очень приятно на эти фотки смотреть, нас угадывать. И, естественно, книги, QR-код на президентскую и тому подобные вещи. Собственно, подытоживая этот блок, я хочу показать, что о патриотизме можно и нужно говорить действительно не казенно, а от души, от того, что задевает лично тебя и, соответственно, так или иначе заденет и другого человека. По видеоконтенту здесь прокомментирую очень кратко, кое-что я вынесла, и один вариант мы сейчас посмотрим. Я не боюсь говорить об ошибках. Мне кажется, это важнейший этап развития любой организации, любого дела. Так сложилось, что у нас очень своеобразный коллектив в плане образования. Но у меня этот слайд самый последний, поэтому, опережая события, я проговорю. Я по первому образованию журналист, магистратура пиарщик, заместитель по первому программист, по второму журналист, коллега архитектор, еще одна педагог-психолог, и сейчас я взяла еще одного журналиста, очень взрослого, классической школы Уральского журфака, тех времен, когда их было еще 3 в России, и она попала туда учиться из 17 человек на место. То есть чувствуете вот этот поворот на медиа, который есть, и при этом они, ну вот все, кроме, да, последние, соответствуют квалификации, потому что у нас у всех получен диплом о переподготовке установленного образца, ну и педагог-психолог, она как педагог соответствует. И она библиограф очень долгие годы, ну больше 20 лет, поэтому это тоже определенную базу дает. Вот эта синергия разного рода, разного типа бэкграунда, который был у сотрудников до, она приводит, соответственно, к реализации, ну,
тех идей, да, которые, может быть, просто ближе. А что касается видео, ну вот структуру вы видите на слайде, в первую очередь это видеообзоры. Вообще видео мы стали заниматься только в пандемию, до этого у нас не было какой-то особой мотивации, кроме трансляции методических мероприятий. Ну, это понятно, их просто нужно делать. Видеоэкскурсии по выставкам стали пробовать снимать, пробовали делать отдельные проекты. Вот здесь короткой строкой проговорю. Есть вещи, которые мы делали, которые не были связаны с президентской никак. Вот сейчас я очень жестко за это взялась. Наверное, на настоящий момент нет ни одного действия, которое бы делал кто-то из моих сотрудников, и оно не было бы четко целевым. Но естественно, что на этапе становления, на этапе проживания своего начала пути с областной библиотекой ты копируешь многие методы работы, которые были приняты в тех отделах, где ты был до. Библиотека «Мужская версия» очень забавный проект. Мне на самом деле искренне жаль, что мы его не завершили, да, как-то подзабросили. В библиотеке, в принципе, работают преимущественно женщины. Всегда было интересно понять, как на библиотеку смотрит сильный пол. Мы первую программу, которую снимали, ее вела я с нашим меценатом Анатолием Дмитриевичем Кирилловым, человеком, который подарил ту коллекцию книг, которая составила фонд регионального центра 6500. Он собирал их всю жизнь. Мы спрашивали, не жалко ли дарить. Он сказал, что, естественно, жалко. Если бы ответил нет, то, получается, отдал то, что было неважно и не нужно. Это, разумеется, не так. Она ему была очень дорога. Но, к сожалению, год назад его не стало. Коллекция очень быстро стала мемориальной. И это вот к слову о том, да, о традиционных формах библиотечной работы. По-хорошему, ее, конечно, надо описывать. Она требует как минимум ряда публикаций, потому что материал действительно удивительный. Что-то из нее, возможно, можно и цифровать. Не знаю, не рассматривала на этот предмет. Но вот просто выдаем. В программе Анатолий Дмитриевич отвечал нам на вопросы именно по этим книгам. Дальше мы ушли совсем в сторону, мы приглашали людей разных, разговаривали о библиотеках, роли библиотек в жизни. Было забавно, но с президентской не связано вообще. Тем не менее, почему я на этом останавливаюсь? Потому что чуть дальше я покажу, как можно связать те вещи, которые интересны вам, опять же, с электронным фондом. Собственно, записываем те лекции, которые у нас идут. Пытались снимать что-то такое атмосферно иллюстрирующее нашу работу, но сказать, что здесь есть что-то выдающееся, что я бы хотела вам в обязательном порядке показать, чтобы вы сделали точно так же, я не могу, потому что это направление не стало для нас ни приоритетным, ни, так скажем, развиваемым. В этом году я попробовала сделать еще одну попытку, сейчас я покажу. Это ролики, видеообзоры по коллекциям. Мы сделали два, покажу вам первый. Мне интересно, будет ваша точка зрения, я буду рада, если вы поделитесь своим мнением, потому что я его сейчас показываю как пример, требующий очень большой работы и доработки. Он фактически сыроват, у меня к нему много замечаний, коллеги об этом знают, но тем не менее, может быть, как отправная точка и имеет место быть. Давайте второй ролик посмотрим. В конце февраля отмечается Международный день родного языка. Языки считаются самым сильным инструментом сохранения и развития материального и духовного наследия человечества. По данным ЮНЕСКО, половина из 6000 мировых языков в ближайшее время могут потерять последних носителей. Каждые 2 недели в мире исчезает один язык и уносит с собой в небытие целое культурное и интеллектуальное наследие. Хотим обратить ваше внимание на ряд книг и различных документов, представленных в коллекциях президентской библиотеки, посвященную нашему родному русскому языку. Особой гордостью раздела являются рукописные книги, летописи, списки и документы, которым мы обязаны сохранить спецлюди известные, образованные в самых различных сферах – науке, литературе. Историк и поборник развития отечественного просвещения Михаил Васильевич Ломоносов стал поэтический дар великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Он трепетно и тщательно относился к родному языку во всех своих произведениях и стал основоположником современного русского языка.
жителей России была буквально... Спасибо, да, согласна. Да, совершенно верно, ценно. Что-то еще может быть? Чуть-чуть на секундочки, Да, может быть, помедленнее, да, потому что даже мы вот не успеваем прочитать, а если у широкой публики, кто-то ведь и медленно читает. То есть, ну, все равно на среднего читателя она должна быть рассчитана, мне кажется. Спасибо. Да. Сама идея интересная, да, очень интересная. Спасибо большое. Ну вот, коллеги слышали, они смотрят. Будем работать, на самом деле, развивать, потому что направление, с одной стороны, интересное, с другой тоже всегда возникает вопрос о количестве затраченного времени, да, и ценности результата, то, что с этим продуктом можно делать потом. Ну, собственно, тоже вот сейчас с этим работаем и об этом думаем. Сразу скажу, что по видеоформатам у нас были и космические совершенно вещи, как, например, «Библионочь» пандемийная, первая, 2020 год, я была ее ведущей. Собственно, делали с подрядчиками. И эта трансляция, конечно, совершенно другого уровня. Очень мы забавно отыграли президентскую в том плане, что поскольку я вела, это был прямой эфир, классический прямой эфир, 6 часов, со вставками, с прямыми подключениями, с созвонами, ну, через Zoom, то есть, соответственно, кого-то выводили, с кем-то общались. Естественно, что были заминки, кто-то не мог подключиться, в этот момент не могла трансляция провисать. Ну, как вы представляете, да, на телевидении, если вдруг что-то идет не так, ну, как-то это надо закрывать. Вот. И, собственно, фраза, которую мы потом очень долго вспоминали, там как раз мы работали с рацией, с наушником в ухе, то есть, соответственно, слышали режиссера. Мне режиссер говорит, что следующий спикер задерживается там на 2 минуты, мы о чем-то поговорили, еще на 5 минут. Вот. И я в этот момент вот прямо чувствую, что повисает пауза с соведущим. Я говорю: а ты ничего не хочешь спросить меня про президентскую библиотеку? Вот. И вот это вот долго мимо было. Собственно, вот в течение всего вечера, так или иначе, ресурс звучал. И мероприятие региональное осмотрело огромное количество людей, и потом с этими же подрядчиками мы делали не конференцию, но о ней чуть позже расскажу. Выставки любят все библиотекари. Это самое такое, мне кажется, универсальное наше направление, всем понятно. Как презентовать фонд президентской библиотеки на выставках? Ну, за 4 года мы придумали только 2 вещи. Это QR-коды и это непосредственно мультимедийное что-то. Компьютер, если есть возможность рядом разместить, да, любые другие электронные вещи, распечатывают очень часто наши коллеги из области, да, но распечатка, она должна быть как минимум красивой, цветной, хорошо оформленный, понятный. Вот, ну, никак не черно-белый листок А4. Мы как бы к распечаткам, ну так, достаточно сложно. Под любую выставку, под любую тему что-то можно найти в фонде президентской библиотеки всегда. Вот, собственно, «Мамин сибиряк», да, левый верхний угол, здание Нижнетагильского драматического театра, который носит его имя, открытка из фонда президентской. Различные мини-выставки ставим, ну, как и все, да, как и все обыгрываем. И карточки, QR-коды, которые вводят на фонд президентской библиотеки. Бывает разное, бывает, что одна книга есть у вас и в бумажном виде, и есть и в электронном на портале. Тогда вот так вот ставим. Ну, единственное, что на электронный читальный зал, как бы, наверное, нет смысла здесь ставить, потому что не открыть книгу. Но списки какие-то возможности, да, компьютерного оборудованного места, которое рядом, дополнительное, все это, конечно, есть, это очень понятно. Кейс 1 самый веселый взяла. Это «Библионочь». Вообще, на самом деле, «Библионочью» не люблю отчитываться, потому что есть такое ощущение, что мы все интересные практики запихиваем в «Библионочь». Вот. Мы, кстати, 2-й год в «Библионочь» не играем отделом, так что такой вот подход. Но это как раз первый. Фотозона в региональном центре. Какое-то оно прям лирическое название носило, я уже не нашла. Суть была в том, что по всей библиотеке сейчас шумно, весело что-то происходит. У нас есть тихий уголочек, где можно просто посидеть, поговорить о чем-то важном, сокровенном, сказать друг другу какие-нибудь главные слова. А если у вас своих слов не находится, то можно воспользоваться цитатами, стихами известных авторов отечественных. И каждая карточка со стихами, со словами, с цитатами сопровождалась QR-кодом на фонд президентской. Либо на именную коллекцию об ее авторе,
авторе, либо на, если вот там как в левом нижнем углу распечаточка прямо из фонда, прямо на этот источник. Вот они на прищепках висели, видно, их можно было снимать и забирать с собой. Вот интерактивчик, продвижение фонда, легкий, понятный и, в общем-то, достаточно привлекательный, интересный кейс. Ну и партнерка. Мы тесно дружим с Банком России. Они у нас ставят свои выставки планшетные, да, пенокартон, вот, собственно, Сахаров, и художественные, вот, в правом нижнем углу, там очень удачный пример художественной выставки. Автора нашла на одном мероприятии, не автора, дочь его, очень понравились работы, драгоценные совершенно, вот у нас стояли. По виртуальным выставкам, что бы я хотела сказать, проговорить, да. Во-первых, формат. За время пандемии те из вас, кто, может быть, пробовал какие-то виртуальные выставки создавать, все мы пробовали очень разные вещи, ресурсы. Вот мы тоже, если изначально мы начинали с PDF-ок, то попробовали все конструкторы сайтов, которые попадались под руку, пробовали 3D-форматы делать, максимально энергозатратные, и в конце концов все-таки вернулись к обычным традиционным PDF. Почему? Ну вот справа внизу пример до пандемии и вообще задолго до. То есть пример однозначно не очень удачный. Не знаю, зачем мы виртуальную выставку ставили QR-код. Видимо, думали, что человек с экрана будет вторым экраном считывать и смотреть на телефоне. Вот логика мне самой уже спустя годы не ясна. Но тем не менее какая-то первая попытка была. Остальные три примера — это то, что мы делаем сейчас. Это то, что, ну, мне кажется, можно показывать как вариант удачный. Слева внизу список библиографически иллюстрированный. Ссылочки все активны. То есть у вас PDF-ка, вы ее можете отправить кому-нибудь, партнерам, учителям, родителям, педагогам, читателям. Можете выложить ее в социальные сети или куда удобно. Она легкая, ее можно брать на флешке. Это не 3D-тур, да, который требует подключения к интернету. И просто проще пользоваться, и все ссылочки активны. Левый верхний угол показывает активные также ссылки на коллекции, не на отдельные документы. Ну и справа конкретный документ, выставочка о мамине сибиряке. Книга есть, к сожалению, только, ну нет, почему, к сожалению, это вообще-то, к счастью для нас, только в электронном читальном зале. Сказка очень редкая, вот, знают ее мало, но, собственно, мы рассказываем о том, что ее можно у нас найти, увидеть. К 3D-тур просто как пример. Вот на самом деле тоже, знаете, столько было. Вот президентская делает 3D-туры, и нам тоже надо. Специалист у меня обучился полностью самостоятельно, сделал 3D-тур по основному зданию библиотеки Белинского. После этого говорю, ну все, давай делать выставки. Но вот у вас есть ссылочки на 3D-тур, кстати, вы можете его открыть, вы поймете, я не смогла это предугадать до. Он же круглый, он захватывает весь зал. То есть, если мы снимаем выставку, тут кусок с выставкой, то вот вы сейчас откроете, у вас в 3D-туре есть все остальное. Во-первых, там должен быть идеальный порядок, там хотя бы стулья должны стоять ровно. Во-вторых, человеку, который пошел смотреть 3D-выставку в президентской библиотеке, где она вокруг, там понятно, ты ее смотришь всю вокруг. А если у нас выставка фактически в одной проекции, а все остальное — это пустой зал, ну вот покрутите его, да, я вот вижу, что открыли, то, в общем-то, возникает вопрос, зачем. Поэтому мы сделали 2 3D-тура, и я тоже как-то вот сказала, что, наверное, не соответствует количество затраченных сил тому эффекту, который от выставки достигается. Там, естественно, вот эти все штучки, которые мерцают, они активные, они открываются, там информация о книгах, там ссылочки на электронный фонд, безусловно, то есть это все интерактивно, все работает. Это классные примеры, но, опять же, вот вопрос, да, насколько энергозатратные. Но, может быть, кому-то из вас захочется, дерзайте, можем научить. Wix — отдельный конструктор для сайтов. Увлеклись мы. Первый был наш отдел, да, как раз я коллегу взяла, Анастасию Станиславовну, на работу, она это все принесла. Быстро распространилась на всю Белинку, был отдельный аккаунт для всей библиотеки, каждый отдел себе выставки делал. Это сайт, который позволяет собирать мини-сайт по шаблону. Берете готовый, вставляете свой контент, ну, собственно, результат у вас получается. Вот, собственно, по ссылочкам походите, часть у вас тоже есть.
есть. Здесь важно отметить тоже неформальный подход моих коллег. Вот они там тоже не боятся шутить шутки, ну вот как с Достоевским, да. И очень, конечно, важно подчеркнуть, я что-то как-то сразу не проговорила этот момент, мы используем много скриншотов, да, то есть мы показываем фонд президентской. Вот этот вопрос у нас проговорен был Санкт-Петербургом, ну, на берегу. По соглашению о сотрудничестве мы работаем на паритетных началах, мы имеем право использовать фонд в формате репрезентации с обязательным указанием ссылки на источник. Поэтому картинка может быть, но она всегда должна сопровождаться прямой ссылкой на портал президентской библиотеки, туда, откуда она была взята. Вот, ну или фильм. Ну, то есть вот так вот это работает. И второй конструктор — это Тильда. Мне лично он нравится гораздо больше, он может быть эстетичнее, но он в плане технических своих характеристик сложнее. Там меньше возможностей в бесплатной версии, но тем не менее что-то мы сделали на нем тоже. И вот на примере с химией остановлюсь, вы можете ее тоже открыть. Химическую, она интересная. Студенты-химики Уральского федерального университета попросили для них что-нибудь сделать ко Дню химика онлайновое. Тогда еще пандемия была, все были по домам. Но как бы президентская библиотека и химия, да, казалось бы, далеко, но тем не менее коллеги провели прекрасный, такой очень разумный аналитический разбор. Очень много нашли по Менделееву того, что можно было показать, в том числе вот, да, Менделеев и Урал, связали там со спиритизмом, с чем только не могли, и получилась очень интересная история. В наших выставках вообще обычно важны тексты, и вот это тот случай, когда там действительно все скомпоновано достаточно хорошо, логично, интересно. Вот смотрите, открывайте. Ну, про Крым я вам уже рассказала. Вот эту историю тоже чуть-чуть подробнее остановлюсь. Минут 10-15 мы с вами к практике перейдем. Фильм «Библиотечный фронт», который был подготовлен президентской библиотекой, произвел на нас совершенно неизгладимое впечатление. Если вы его не видели, вдруг обязательно посмотрите. Это то, что надо видеть, надо знать. Фильм идет где-то час, рассказывает о судьбе национальных библиотек союзных республик в годы Великой Отечественной войны. Совершенно пронзительный. Вот, мы были потрясены. Дальше абсолютно личная история. Мне стало интересно, это национальные библиотеки, большие библиотеки, да, республиканские. Как жили наши, региональные. Я перебрала весь архив библиотеки Белинского за 41-45 год руками, по листу. Перечитала все, что-то отфотографировала, что-то отсняла. Сделали мы что-то вроде выставки. Ну да, скорее выставка, может быть, ресурс библиотечная передовая, верстала на Тильде. Вот она у вас тоже есть. Ссылочка. История Белинки действительно поразительна. Это тот, ну, там просто все. Там и письма, и люди, и истории. Конечно, многое было уже описано до, поэтому там огромное количество ссылок на книги, на те источники, которые коллеги мои создавали там 10, 20, 30 лет назад. Но две истории мне на самом деле удалось почерпнуть, новых, которых еще никто не описывал. То есть, в принципе, я из архива смогла вытащить из отчетов что-то свое. Вот. Какие две истории я вам не скажу, можете в выставке прочитать, собственно, у вас ссылка есть, можете приехать, расскажу. И под это стало, соответственно, ну, важно, да, ценно понять, что было у других регионов. Это абсолютное сообщение в общий чат, не более того. Я просто спросила коллег, региональные центры, кому было бы интересно поделиться историей своей библиотеки. У нас собрался 3-часовой вебинар, 13 докладов. Его открывал Санкт-Петербург с рассказом о самом фильме, о том, как создавался фильм «Библиотечный фронт». И затем руководители региональных центров 13 регионов рассказывали о судьбе библиотек в годы войны. Вот. Под конец я уже там ничего не модерировала, я сидела и плакала, когда Рязань, когда Крым выступали, там действительно было невозможно слушать без слез. Ссылочка на запись у вас тоже есть, тоже к ней можно всегда обратиться. Это на самом деле тоже одна из тех тем, которые нам хотелось бы продолжать. Текстовые форматы также пробовали в пандемию. Очень простая история. 5 вечеров с президентской на протяжении 7 недель, когда мы были на удаленке. Недолго наш регион, быстро достаточно вышли уже в июне. Каждый понедельник на сайте библиотеки Белинского появлялась новость, в которой предлагалось 5 занятий, так или иначе связанных с фондом президентской библиотеки, которые можно сделать. Посмотреть выставку, посмотреть фильм, ознакомиться с каким-то изданием,
Что-то мы там мудрили, брали, например, проекты наших региональных центров других, про них рассказывали, не только напрямую, да, про фонд. И вот такие вот 7 обзоров, они у нас прошли. Была тогда же проведена онлайн-олимпиада. Это тоже очень простой и малоэнергозатратный формат, когда вы составляете вопросы, подгружаете, да, их на сайт, объявляете, соответственно, о начале. Мы давали 6 часов. Это тоже была библионочь, кстати, как сейчас помню. То есть в 6 вечера библионочи вопросы, задания появлялись на сайте, ответы надо было отправить на почту до полуночи. Ну, там что-то больше 20 человек приняло участие, студенты в основном. Она была очень сложная. На самом деле коллеги что очень постарались. Там было 3 блока по типу ЕГЭ, вплоть до сочинения эссе. Вот. Ну, некоторые вопросы есть. И здесь я прямо остановлюсь на том, как формулировать вопросы. То есть мы там тоже все упражнялись, там и мои есть, и коллег всех. Справа внизу реальный вариант, когда есть готовое, когда вы в издании в президентской библиотеке нашли уже готовую задачу, ее и дали. Что-то прочитали, на основе этого написали, создали вопрос, то есть подобрали по иллюстрациям, по левый вот пример, да, как раз Тюмень, Талица, все вместе. То есть фотография, ну, правильный ответ, да, Кузнецов, она тоже с портала, она есть на портале. То есть разные могут быть варианты, все это можно пробовать. Ну и формат текстовый, когда мы пишем полноценный обзор по ресурсам, когда мы разбираем какую-то тему достаточно глубоко и пишем скорее по теме, отталкиваясь от источника, опираясь на них. Ну, такая задача у меня была для одной из моих параллельных подработок. Это журнал «Ямальский меридиан», это бортовой журнал авиакомпании «Ямал», который летает у них в самолетах. Ну и, собственно, рассказать надо было о президентской библиотеке для него. Вот что я сделала, посмотрела все, что могла найти по «Ямалу», какие-то вещи, дореволюционные истории, они прям поразительные. То есть их читаешь, и интересно. И вот тут я выделила крупно историю про малицу, про традиционную одежду. Видите, исследователь пожил и делает на эмали и делает вывод о том, что вообще-то такая одежда гораздо лучше, чем тот цивилизованный условно костюм европейский, который носят дети в столичных городах. И почему бы нам, ну, эту традицию не распространить и на Санкт-Петербург? Ну, там много таких вещей, например, там сравнение северных оленей с верблюдами вот, в другом кусочке. Все это, то, что задело лично вас, вы потом собираете в один текст, и он у вас есть. И прежде чем мы перейдем к практике, я быстренько прокомментирую нашу группу. Поднимите руки, кто создает какой-то контент, ведет соцсети. Ага, ну не так много. Вот. Но тем не менее, это все равно никого не минует, потому что рано или поздно. Кроме того, это те форматы, которые, в общем-то, могут и на какую-то другую свою мысль навести. Про группу я сказала, можете ее, кстати, открыть. Вот справа начну. Самый простой формат репрезентации фонда. Прокудин-Горский. Ну, всем известно, красиво, хочется, да, поделиться, репостнуть. Вот рассказали чуть-чуть о самом фотографе, там интересный факт про поезд, показали фотографии. Когда фотографию открываешь, под каждой есть прямая ссылка на портал, туда, откуда она взята. Вот, можете проверить. Если вдруг найдете, что мы где-то источник не поставили, обязательно нам об этом напишите. Мы очень жестко к этому относимся. Слева история. Девочка у нас пришла работать, недолго поработала, маленькая, вот, увлеченная идеями женскими, феминизмом, феминитивами и всем прочим. И, в общем, она копала тему женского образования по мотиву, ну, по ресурсам президентской библиотеки. И обзор про Смольный, такой небольшой, со ссылочкой на вебинар. Вот, собственно, подготовила. То есть тоже попадание в интерес сотрудника, который писал. Цикл фильмов «Россия из окна поезда». То есть он просто есть, цикл фильмов, вы про него пишете, выкладываете. Привязка того контента, про интеграцию говорю, который есть, которым хочется поделиться. Супруг у меня записывал аудиосказки, собственно, ну, хотелось, да, чтобы их послушало больше людей. Под них посмотрели, что есть по сказкам в фонде президентской библиотеки, ну, собственно, собрали в единый пост. То, что вот прямо свое, люблю фотографировать, города люблю разные, Питер люблю, вот фотки выложила, подобрать под них цитату. Подобрать цитату на портале президентской библиотеки, ну, проще некуда, тем более про Петербург, сами понимаете, там огромное количество великолепных совершенно изданий, ну и вот, да,
Санкт-Петербург есть мир в уменьшенном виде и так далее. Очень красивые слова, но вот оно, собственно, так вот соединяется. «Правая история» вышел, когда фильм «Ход королевы». Я очень редко снимаю в последнее время. В принципе, фотографии одно время увлекалась достаточно серьезно. А вот сейчас практически камеру в руки не беру, но прямо вот захотелось сделать что-то подобное. Взяли девочку худо-бедно, похожую на главную героиню. Это одна из наших коллег. Попытались создать такую атмосферную съемку. Ну и в тексте я, конечно, там развернулась. Там есть и президентская, и отсылочка на текст нашего заместителя директора по социокультурной деятельности, которая пишет как раз про книгу про «Ход королевы» для другого портала. Для «Культуры Урала». «Культура Урала» — это наш основной информационный партнер. Вот, это министерский проект. То есть тут просто всем. И партнеры, и президентская, и сами порадовались. Ну, такие вещи действительно очень вдохновляют. Но это, конечно, более энергозатратно, чем просто про какой-то документ написать, рассказать. Вот. Мы иногда делаем посты, которые целенаправленно под репосты. А вот слева про патриотизм, такой прям классический выверенный текст, несколько презентаций коллекций. После того, как он появляется в группе, мы пишем и партнерам, и не партнерам, находим группы целевые. У меня вот для тех 2 человек, которые ярче всего себя покажут на практике, есть бумажный вариант методички по поиску партнерских групп. Вот, и подарю обязательно, буду на вас смотреть внимательно. А есть она в электронном виде, у вас тоже ссылка есть. То есть мы находим всех, кто в Свердловской области занимается патриотическим воспитанием, пишем администраторам, просим репостнуть, лайкнуть, что-нибудь с этим сделать. Очень хорошо расходится, очень хороший охват. Когда у нас есть что-то, ну, типа обязательно, да, тот же NEP-свет, и важно сделать пост, очень важно подойти, опять же, к нему неформально, потому что можно взять тот релиз, который предложил учредитель, поставить его до буквы, и он будет нечитаемым. Можно вот, собственно, пройти с приложением, поставить его как минимум самому, посмотреть, разобраться и отфоткать действительно хорошо. Вот. Мы, кстати, до сих пор, ну, мы сами в NEP-свет читаем, правда, удобно. Вот, собственно, то же самое по путеводителям. Есть путеводители в бумажном фонде, есть в электронном, показали. По добавлению своего контента рассказываем о конкурсе президентской библиотеки про Петра, фотки свои, выставка параллельно стоит. Вот чуть более сложные такие интеграционные вещи. Несколько лет назад у нас было мероприятие для библиотекарей приходских библиотек. Мне очень интересна тема тех библиотек, которые не в Минкульте. Это и библиотеки воинских частей, это и приходские библиотеки. Вот, коллеги приходили, мы для них делали презентацию. Вот она справа, слайды. Ну, собственно, она как бы и лежала потом годы, да. И когда-то я тоже писала обзор, в пандемию летом по святым местам России на материалах президентской. Очень подробно, там, кстати, действительно потрясающе, там столько о монастырях и настолько живые тексты, ну, революционку очень интересно читать. Ну и, собственно, на Рождество мы просто в один пост поздравительный добавили все, что у нас было. И те материалы, которые там несколько лет назад были актуальны, они, ну, актуальны вечно, поэтому тоже не стесняйтесь о них напоминать. Совместно с библиографическим нашим отделом, справочно-библиографическим, был разработан методический указатель. Там была идея в том, что справочным библиографам надо было сделать список по волонтерству. Они сделали огромный, очень хороший список бумажных изданий из фонда библиотеки Белинского. Мы это добавили президентской, но не ссылками, а таким, ну, инструкции для тех, кто работает с детьми, для тех наших партнеров, волонтеров, кто работает в летнем лагере. Собрали просто из фонда разные задачки, игры, какие-то забытые, ушедшие варианты, чем занять детей в дождь, чем занять на улице, по детским журналам. Их очень много там. Вот, собственно, тут 2 слайда. Презентация очень большая. Вот, ссылочка у вас тоже есть. И тоже получается штука, которая всегда активна. То есть ты ее в день волонтера подцепляй, еще когда-нибудь про нее напоминай, ну и так далее. Вот. Собственно, да, ставим выставку по прокуратуре, тут же подбираем что-то с портала ситуативно. То же самое по Конституции. Праздник, да, есть то, что показать свое. Чисто как развлекательные, конечно, вещи, как открытки. Всегда интересно на них смотреть, разглядывать. Коллегам у меня вот еще интересно их читать. И правый пост, он как раз попытка разобраться в этой истории, зацепившие лично. Вот, собственно, вариант
варианты оформления нестандартного, когда, ну, как 5 вечеров, про которые я говорила, чем заняться, то же самое чек-лист по театру в президентской библиотеке, карточки, когда книгу читает коллега и разбирает ее на цитаты, именно эти цитаты предлагает, показывает. Игровой вариант кабинета писателей с портала президентской библиотеки. Там каждую неделю выкладывали кабинет, спрашивали, чей, в комментариях там что-то отвечали, угадывали, не угадывали. Вот такие вещи. Ну и возвращаясь, да, к космосу, заканчивая, всегда цепляет что-то личное. Ну, собственно, я, например, не знала, что есть книги, написанные Гагарином, не совсем им, конечно, под запись журналистами, но тем не менее очень интересная история. Его очень интересно, эти воспоминания очень интересно читать. Они у нас в закрытой части, они в книжной полке, но он настолько разбирается на цитаты, нас это поразило. Ну вот мы разобрали и карточки сделали. Вот. Так что, там, правда, очень глубокие, интересные вещи. Ну и так уже завершая этот блок, да, развлекательные какие-то моменты. Слева фрагмент кулинарной книги из фонда президентской. Вызвала огромный у нас спор бушующий. Я просила, чтобы они написали про суп из вина, который там есть. Коллектив мне сказал, что это аморально, и про суп из вина они писать не будут. Поэтому мне пришлось в своей же группе писать комментарий. Вот. Ну, взяли невинный суп с кудрями, тоже интересно. Там, правда, такие своеобразные рецепты неожиданные. Правы — это любимый пример моего заместителя. Она нашла эту картинку в журнале «Мурзилка», и у нее это все вызвало ассоциации не со школой, а с пандемией, когда мы за компьютером сидели сверху такие нарядные в костюме, а внизу в штанах домашних, и, в общем, все это актуалочка совершенная. Вот такой вот постик Анастасия Станиславовна у меня сделала. Ну и завершая, да, красотой, эстетикой. Чехов есть. Так получилось, что я за год была в 3 домах, где он жил. Фотографии были. В день рождения Чехова собираем по коллекции, да. Ссылочка на коллекцию стоит. Ну и фотографии. Вот. И тут тот же подход совершенно. Фотки лежат из разных городов. Открыли рубрику, которая продвигает коллекции по регионам. Ссылочка на регионоведческую коллекцию и фотографии. Фотографии, ну вот, собственно, Тюмень. Что же еще вам показывать? И в завершении, перед тем, как мы начнем практику, практику перерыв, да, сейчас объясню, как будем делать, несколько читательских историй. Ну, часто спрашивают, всегда же всем интересно, кто приходит, кто читает, зачем читают. Вот, есть несколько любимых совершенно вещей. Первое. Комплекс «Вторая мировая». То, что рассказывала Ольга Викторовна. Приходит женщина, говорит, что увидела по телевизору телесюжет про комплекс о Второй мировой войне мультимедийный, что ей очень нужно его посмотреть. Вот. Ну, собственно, мы ее садим, работаем, задаем логичный вопрос. На наш взгляд, вы, наверное, историк, вам поэтому интересно? А она говорит, нет, я вообще-то математик, но мне не нравится то, что изданий очень много, книг много разных, они противоречат друг другу, многим я прямо понимаю, что не верю, что это абсолютная фейк, фальсификация. Меня в математике учили, что должен быть единственно верный факт. Этот же факт я хочу видеть и в истории, мне кажется, это про вас. Вот, ну, это действительно про нас. Вторая история, ну вот, наверное, про заместителя как раз расскажу. Это работа с архивными делами. Значительная часть нашего фонда — это архивные дела. Она не владеет никакими навыками генеалогического поиска. Она, ну, в принципе, в родословии как бы не в теме. Ну, ей просто хотелось очень найти своих родных, и она нашла. Вот, перебирала дела и нашла информацию о своих прадедах. Знала она только фамилию и знала, где они жили и как звали людей, которые жили рядом. Ну и вот, собственно, по делам каким-то земельным, я, честно говоря, тут сама не вполне сильна, она, конечно, объясняла, но я уж как довезла. Ну, в общем, главное, нашла. Вот, абсолютно сама. То есть это может каждый. И третье, тоже очень люблю эту историю. Пришли студентка с преподавателем в юридический университет, хотят участвовать в конкурсе про Достоевского. Вот, но как бы юристы и Достоевский говорят, помогите нам. Ну, как помогите? Мы садимся в электронно-читальный зал, начинаем искать. Находим номер юридического вестника, в котором опубликован некролог по смерти Достоевского. И этот некролог начинается с фразы, что Достоевский был первым писателем, который показал преступника как человека, который раскрыл его душу.
студентка говорит, все, это научное открытие, они пишут статью, выигрывают свой конкурс, по-моему, выигрывают еще один. Вот, собственно, как-то вот так вот это работает. Вот, давайте теперь передам инициативу вам. У нас, ну, как я понимаю, мы на команды с вами делимся, наверное, на 6, да? Тут мне будет нужна где-то помощь моих коллег. Ну, то есть я бы, наверное, вас поделила по полстола. Вот как-то сейчас столы поделитесь, наверное, пополам, да? Можно на 7. Коллеги, вот прямо как-то, да, соединитесь, чтобы я видела, как вы командами выглядите. Ну и у кого из вас счастливая рука, попробуйте чего-нибудь вытянуть. Сразу скажу, что темы легкие. Я работаю тот семинар, который мы проводим в области. Их мы своих не жалеем. Да-да-да. Там мы берем всякие темы типа Международный женский день. Да-да. Так-то. Если кому-то очень не нравится тема, то можно поменять. Есть еще 2. Кстати, обе прикольные. Поменять хотите? Давай. Вы разделились. Я думала, вы одна команда. Нет, пожалуйста, пожалуйста. Да, делитесь дробно. Может, кто-то еще хочет отделиться? Нет? Еще одну могу. Эти хорошая тема осталась. Нет, все? Коллеги? Итак, у вас есть теперь тема, ну и, собственно, логичное первое задание. Я думаю, что мы с вами можем поработать в течение минут 15. Если кому-то нужно выйти, пусть эти же 15 минут будут у нас и перерывом. Мне кажется, это будет честно. Тема у вас уже есть. Ваша задача сейчас поискать на портале документы по этой теме. Найдите, пожалуйста, не менее 5 документов, и я бы очень просила, чтобы это были разные виды. Например, одно книга, другое открытка, третье какой-нибудь видеоролик, видеолекция. И я очень вас прошу, не закрывайте эти вкладки, либо скопируйте ссылочки куда-нибудь в Word, потому что во второй части задания, в конце семинара, они вам пригодятся. Находим 5 разных документов и не закрываем их, не теряем. Вот. Кто понял задание, хлопните, пожалуйста, в ладошки 1 раз. Так, очень сейчас неуверенно было. Коллеги, находим 5 разных документов и оставляем их где-то у себя на виду. Кто понял, руки поднимите. Ну, да, это были разные люди. Сейчас я по всем подойду. Нас с Ольгой Васильевной можно звать. Борис, да, отчество не помню, помогает нам. Так что, если вдруг какие-то затруднения будут, то мы рядышком. Коллеги, по структуре портала у нас есть вариант поиска по каталогу. Сверху традиционный библиотечный каталог. Я буду так просто вокруг вас ходить и рассказывать. Вы заходите в темы. Можете зайти в коллекции. Прямо на главной страничке у вас активное слово коллекции. Слева, если вы туда перейдете, а потом перейдете во все коллекции, то у вас возникнет набор всех коллекций. Возможно, среди них окажется нужное вам. Еще есть страшный способ. Вы можете написать нужное вам слово и добавить к нему президентская библиотека, и все это в Google. Например, космос, президентская библиотека, и в Google такие Enter жмем. Вот. И тоже, может быть, что-то получится.
Так, коллеги, вижу, да, что есть затруднения. А попробуйте кто-нибудь через поисковик какое-нибудь, ну вот слово, да, вот, да, через Яндекс пробуйте, да, там блокада Ленинграда, президентская библиотека, и на первый документ перейти. Вообще портал не загружается, да? Не прогружается? У нас просто последние дни идут технические работы, и действительно возможны проблемы. Мы просто сейчас одновременно одним IP-адресом на него бросились, поэтому, правда, не исключено. Как любая техническая система, конечно, не все совершенно, вот, но мы же родных людей любим, хотя они тоже не идеальны, поэтому... Вот, кстати, хорошая идея. С телефонов можно поискать. И если с мобильного интернета грузится, ну, разумеется, 5 документов с телефона уже не надо. Хватит там одного-двух, чтобы была хотя бы репрезентация. Да, кстати, да, вот действительно, каждый с телефоном что-то свое. Такой вариант. Ну, или можно еще сходить на перерыв. Вот. И где-нибудь минут через 7-8 снова встретиться. Да, коллеги, я приношу глубочайшие извинения. Конечно, это действительно такая имиджевая вещь, но будем надеяться, что технические работы к лучшему. Почему еще даже до него не дошло? Да? Не заходит? Встает, все. Пробуй тоже. У меня грустно. Да. Какой браузер? Через Google? Да, через Google грустно. А может быть, правда, да, попробовать браузер поменять. А получается, что это прогружается? Нашли? Ой, молодцы, герои. Ага.
Вот здорово, да, молодцы. Коллеги, в принципе, да, по существующим обстоятельствам достаточно вот как команда понять, что есть, что это примерно по вашей теме. Если у вас получилось, здорово. Если нет, ну, собственно, не беда. Вот. Вот логично, да, дома попробуем. Ну, собственно, сейчас по моим часам 33 минуты. Вот, я предлагаю тут как коллеги вернуться, мы продолжим буквально там минут через 5. Ну что, коллеги, я предлагаю пару минут и продолжить. Те, кто вышли, просто присоединяться к нам позднее. Вот, мне это слово давать нельзя, я могу бесконечно.
Ну что, коллеги, я думаю, что мы можем продолжать. Те, кому, да, нужно выйти, ну, просто тихонечко вернуться, возвращаются. А мы с вами едем дальше. А на самом деле блок, может быть, даже такой своеобразный. Опять чуть-чуть потеоретизируем. Ну, я понимаю, конечно, что, может быть, не все для вас покажется актуальным, нужным прямо сейчас, но будьте знать, что такое есть. Мы всегда очень открыты к коллегам из других городов, регионов и будем рады вас всегда видеть. Что собой представляет региональная сеть центров удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки в Свердловской области? У нас 107 удаленных электронных читальных залов. Вот здесь есть и библиотекари школ, и муниципальных библиотек. Точно так же у нас примерно такое же, наверное, и численное совпадение, 50 на 50 примерно. Действует система опорных библиотек. На базе муниципальных библиотек, библиотек системы Министерства культуры созданы так называемые опорные площадки. Это те центры удаленного доступа, которые достаточно активно работают, ведут какие-то уже свои проекты, уверенно владеют работой и поиском в электронном читальном зале и способны консультировать своих коллег из школ, помогать им, подсказывать, обучать. Поэтому, когда у нас подключается школа какая-нибудь, она вполне может не ехать в Екатеринбург, чтобы учиться работе с ресурсом, а пройти стажировочку на базе своей муниципальной библиотеки. Это также вполне возможно и реально. На данный момент вот у нас с прошлого лета шла вторая волна подключения школ, была первая. Это чуть менее насыщенная, но такая более осмысленная. На самом деле подключаться нужно с пониманием четкого алгоритма своей дальнейшей работы, что ты будешь с электронным читальным залом делать, как этот миллион единиц хранения использовать. И мы ведем достаточно большое количество мероприятий для коллег из региона. Открываем новые точки доступа. В этом году буквально у нас такое торжественное событие. Случилась серия «Верная» открытий, 3 открытия в преддверии регионального совещания. Вот о совещаниях наших Олег Леонидович говорил уже. Мы открыли 2 центра удаленного доступа к ресурсам президентской на базе модельных библиотек. Модельные, как мы знаем, в приоритетном порядке они все должны иметь президентскую, как иначе. И одна библиотека пока не модельная, но очень хочет участвовать в конкурсе текущем. Сейчас все 3 библиотеки так или иначе уже вели свои проекты. Вот та, которая не модельная, но очень хочет, Татьяна. Это первый и единственный пока в нашем регионе случай, когда коллеги из небольшого центра удаленного доступа, из маленькой библиотеки города Дегтярска приняли участие в международном мероприятии. И это была арктическая викторина, которую проводили вы, да, вот хозяев смотрю, наши коллеги из Республики Коми. Это вот ваше событие. Мы стали 6-ми из 20, но тем не менее все равно очень рады, потому что это первый случай, когда центр удаленного доступа небольшой вышел вот уже на всероссийский уровень. Такие возможности есть, и это очень радует, потому что представить, да, что команда ребят из Дегтярска соревнуется со всей страной, но это правда космос. Про Березовский. Березовский вот слева внизу, да, такие мы счастливые стоим с Вороновичем, с Алексеем Владимировичем. Березовский развивает проект «Богатыри земли русской». В рамках одного из наших мероприятий они придумали такую концепцию, что будут обучать школьников истории русских богатырей, рассказывать о богатырях на основе материалов президентской библиотеки, подготовили списки, уроки и добавили к этому встречи с людьми, которые занимаются рукопашным боем, стрельбой из лука, боем на мечах. И таким образом, с одной стороны, на занятии, ну, так скажем, теорию по президентской изучаем, с другой стороны, сами пробуем, да, берем в руки какое-то настоящее оружие, смотрим. Вот такая вот у них идея. Собственно, они открывались уже, реализуя эту историю. И Талица, наша, да, очень яркая, уникальная точка. Вот в Талице как раз нам Олег Леонидович вручает первый информационный стенд в нашем регионе. Его получила эта модельная библиотека. Удивительный город, связанный с именем династии Поклевских-Козел, пивной король Урала, у которого была сеть винокуренных заводов и много чего еще. И кончилось это тем, что он железную дорогу провел через свой город. И вот вся модельная библиотека создана именно на основе его истории, истории семьи. Там
поразительные, очень красивые интерьеры. И, собственно, все это было обыграно, тоже электронный читальный зал теперь есть. 100-й читальный зал мы открывали в прошлом году в удаленном режиме. Это город Нижний Тагил, это педагогический колледж. Ну, даже в удаленном, в принципе, достаточно тепло. Вот совещания. Совещания у нас открытые, они всегда транслируются, и вы можете присоединяться и слушать ведущих спикеров из президентской библиотеки онлайн, или приехать, если хотите, в Екатеринбург, мы будем вам рады. В 2019 году первое совещание прошло по инициативе Тюменского филиала, был собран весь Уральский федеральный округ у нас, это был первый день рождения, и после этого традицию нам захотелось укрепить и оставить. И мы ежегодно их проводим, ежегодно приезжают гости из Санкт-Петербурга, из Тюмени, Москвы, вот участвуют. Ну, естественно, пандемия — это такой полиформатный режим. В этом году мы вернулись уже к живому. У нас был и полный зал, и гости. Вот как раз заместитель Олега Леонидовича, Ольга Викторовна Кутерлова, сегодня видели. Ну, Вороновича, я думаю, многие из вас знают. Это как раз комплекс «Вторая мировая война». Мария Витальевна Стегаева. И были, собственно, живые такие вот встречи, такое живое теплое общение. Самый важный блок здесь для меня — это деловая игра, стратегическая дискуссия, когда коллеги, вот, ну, да, это фактически что с вами мы сейчас сыграли, коллеги определяли, как они хотят, чтобы развивалась сеть региональной президентской библиотеки в нашем регионе, что они бы хотели делать, как ее менять, в том числе называли ценности фонда для них, то, что это действительно уникальный массив, то, что это возможность работы с первоисточником, достоверная информация, верифицированная, легкая встраиваемость в образовательный процесс. Ну и, собственно, что хотят, да, там тоже очень много разных моментов от ежедневного захода в читальный зал или такой простейшей идеи, как перед каждым вашим мероприятием, классным часом, встречей в библиотеке, начинать встречу с 3 минут напоминания о президентской библиотеке. Например, по разделу «День в истории» на портале. Берем, смотрим какой-то документ, рассказываем про президентскую, напоминаем, почему нет. И вот от таких простых идей коллеги называли уже и глобальные совершенно вещи, там вплоть до создания проектного офиса. В общем, такая история. Проводим конкурсы. Конкурс у нас был по эпохе Некрасова и Достоевского. Выявляли, да, лучшие работы. Это проекты. Нас поразило на самом деле жанровое разнообразие. Там предлагали просто все. Вот тут вот на слайд вынесено. Победителем проекта, конкурса стала... Так, сейчас... Ой, я не в ту сторону. Сейчас, секундочку, простите. Ага, у нас про победителя, видимо, чуть позже. Ладно, к победителю вернусь, нам слайд в другом месте расскажу. Про победителя работы достаточно интересные. Это и сценарии, это и виртуальные выставки. По итогам стало понятно, что конкурсные механизмы действительно нам очень помогают развиваться, и появилась система координат. Это целое лето, когда мы с кураторами электронных читальных залов буквально вместе жили, раз в неделю встречались в Zoom, общались, и они писали проекты по предложенной форме, направленные на развитие их центров удаленного доступа в их населенном пункте. Зашло изначально у нас участвовать порядка 40 команд, до финала дошло 17 учреждений. Мы не предполагали, что это будет конкурс, мы хотели, чтобы по итогам просто появились проекты, которые так глубоко и хорошо прописаны, но они оказались столько хорошо прописаны, что мы 10 человек из 17 защитившихся поощрили сертификатами на книги. И что для меня особенно ценно, это поддержка Министерства культуры Свердловской области. В прошлый раз это был, ну, вот такой пробный формат. В этом году система координат у нас грантовый конкурс на реальные живые деньги. Мы вот в мае ее объявляем, вот такая возможность у нас в регионе есть. Вот. Ну, я на хозяев, собственно, смотрю, может быть, вам тоже имеет смысл такую инициативу проявить, вот, и для ваших коллег, кто сейчас учится, что-то такое создать. Собственно, семинар, который я сейчас веду, это адаптация нашего семинара выездного, который мы проводим в муниципалитетах Свердловской области. Там обязательно условия должны участвовать, вот как у нас сегодня, и образование, и культура, чтобы была интеграция, обмен опытом. В течение 3-4 часов мы рассказываем про портал президентской библиотеки «Электронный читальный зал» прямо с азов, прямо разбираем, где какой раздел, где какие возможности, и делаем практику, ну вот примерно такую же, как сегодня.
Вот, собственно, те города, где мы уже побывали, стремимся вот еще в несколько. У меня есть небольшое условие, да, от нашего замдиректора по хозчасти, не больше 200 километров от Екатеринбурга. Но пока вот мы этот круг в 200 километров весь объедем, я думаю, много чего еще можно будет интересного сделать, провести. Ну, собственно, вот так вот какие-то фотографии с семинаров у нас появляются, выкладываются в левом нижнем углу. Команда моя прекрасная, он делится на 3. То есть вот сегодня убрана вся часть, которая рассказывает, что из себя представляет портал, поиск на нем, какие есть разделы. Но я уверена, что ваши коллеги в Национальной библиотеке, они очень много таких обучений проводили, и проводят, и будут проводить. Поэтому, если вдруг кто-то еще не знает, то все впереди есть. Завтраки, безусловно, один из таких самых любимых наших проектов. Это то пространство, где в режиме онлайн встречаются кураторы электронных читальных залов и даже те, кто ими не является, но хотел бы быть и его занимает эта тема, те, кто около, и представители головного учреждения Тюменского филиала президентской библиотеки. То пространство, где они могут поговорить, обменяться идеями, вопросами, сомнениями. Изначально завтраки появились как формат разговорный, онлайновый. Мы просто встречались в пандемию и обсуждали какую-то тему, там, проведения онлайн-квестов или что-нибудь такое. Вот затем они переросли в формат лекций внезапно, обучающих мероприятий. Сейчас обратно мы надеемся, что идут к таким более теплым, живым вещам. У вас в ваших документах со ссылочками есть в первом блоке ссылка на сайт конференции и семинары библиотеки Белинского. Это наш раздел с методическими событиями. Вся информация о такого рода мероприятиях, она там выкладывается во всех наших вебинарах, может принимать участие любой человек из любого населенного пункта, поэтому, если вам интересно, очень много обучений там проводят и методисты наши, всевозможные виртуальные выставки, создание контента. Регистрируйтесь, пожалуйста, приходите, слушайте, мы будем всегда рады вам. И вот, собственно говоря, к библиотечной тематике сейчас уйду и немножко все-таки позволю себе потеоретизировать. Поскольку меня в анонсе объявили как девушку с обложки, спасибо, конечно, большое, я решила не миновать историю про неконференцию библиотечных блогеров. Поднимите руки, кто знает, что такое неконференция библиотечных блогеров в теме. Ага, тогда чуть подробнее расскажу. На протяжении уже 10, в этом году будет 11, да, лет, не, 12 уже будет, это была 11. Библиотека Белинского реализует такой крупный международный проект, событие, как неконференция библиотечных блогеров. Название, конечно, уже в определенной степени устарело, поэтому с этого года мы переименовываемся, мы теперь конфа, не конфа, с прошлого даже. Если совсем в историю вдаваться, в 2009 году появились первые библиотечные блоги, их вели и школьные библиотекари, очень многие, там Любовь Брюхова, Новоуральск, вот, ну, я сейчас даже называть имена не буду. Появилось активное вот это движение библиотечных блогов, и в какой-то момент назрела необходимость, наверное, их обсудить. Движение это было в некотором роде протестное. Руководство на местах практически, ну, далеко не всегда поддерживало такие вещи. Это еще не было никакой обязательной частью работы, как сейчас соцсети. Вот. И фактически такое подпольное партизанское движение, люди решили собраться. Первая встреча прошла в Екатеринбурге, потому что там именно у нас сконцентрировалось много людей, которые в этой теме были изначально. Прошло 2 встречи в 2009 и 2010 году, таких вот еще не совсем не конференции, но уже. И зародилась неконференция как площадка, где обсуждаются проблемы библиотек. Сначала в блогах, потом добавились соцсети. Теперь мы доросли до медиапространства в целом. Собственно, как я оказалась во всей этой истории? В 2013 году пришла работать в библиотеку в Кургане, и меня отправили в Белинку в командировку. Вот, собственно, это событие. С 2013 года я наблюдаю, как она развивается и растет. С 2016 руковожу, возглавляю вот это вот дело сама.
События очень меняются. То есть изначально это была реально площадка обсуждения общих проблем, задач. После того, как соцсети стали плавно втекать в нашу жизнь, документироваться, появились в библиотеках пресс-службы, группы стали странички библиотечные уже таким обязательным направлением. Конечно, менялась структура обсуждения, конечно, менялись особенности, и очень менялось само событие. Вот сейчас я бы охарактеризовала это как площадку обсуждения библиотечного продвижения в медиапространстве вообще. То есть берем шире, берем и средства массовой информации, и пиар-аспекты. Это событие носит международный характер. Всегда участвуют коллеги Беларусь, Украина, очень много регионов, и вживую приезжают, и удаленно. Событие большое, событие ежегодно посещает кто-нибудь из ведущих экспертов, спикеров. Сейчас покажу, кто был в прошлом году. Ну и, собственно, интерактивчик, да. У меня остался один блокнотик с прошлого года. Вот, я подарю тому, кто сможет объяснить концептуально наше название. Каждый год мы даем какую-то тему, долго ее обсуждаем, спорим, стараемся зашить туда какую-то сверхидею. Конфа не конфа 2021 называлась «Соседи по площадке». Вот что вы видите в этом названии «Соседи по площадке»? Ну вот у него два смысла. Вот. Да, второй. Ну, регион, да, у нас конференция о соцсетях. Общение, площадка, то есть соседи по площадке по лестничной клетке и соседи по площадке, которая, да, которая ВКонтакте, Фейсбук и все прочее. Вот, не знаю, как вы будете делить. Вот, спасибо большое. В этом журнале, как раз в том номере, который обложка, там очень подробно рассказано про Никонфу прошлого года. А фишка в чем? Почему? Она с президентской тоже вопрос, да, как связана. 2 года была абсолютно. У нас 2 года была площадка президентской библиотеки, отдельная президентская библиотека в соцсетях. В прошлом году мы ее проводить не стали. Но это то пространство, где мы полностью обкатываем те механизмы, которые потом можем внедрять по линии президентской, а можем и не внедрять. Ну, то есть у нас на неконференции, например, была музыкальная разминка. Во время кофе-брейка, когда люди только-только собирались, приезжали, многие едут издалека, мы предложили в музыкально-нотном отделе, поучаствовали в всевозможных играх. У нас есть такой активный сотрудник, она может играть на фортепиано даже с тем, кто никогда в жизни за ним не сидел. Вот, какие-то там активности, музыкальные инструменты, все это дают. Ну и, собственно, коллеги зарядились такой энергии, вот, пели там «Выйду ночью в поле» с конем хором, и, собственно, после этого радостно шли на программу. Рабочий формат. В этом году мы перед серьезным совещанием по линии президентской сделали то же самое. Но чуть помягче, учитывая как бы ситуацию, да, то есть там был такой достаточно сдержанный, красивый музыкальный флешмоб, но тоже был. Почему нет? И, собственно, на конференции мы обкатываем все те механизмы, которые потом решаем, использовать или нет. И вот мы сейчас подступаем к самому главному, наверное, в моем семинаре, к той теоретической части, которую мне бы очень хотелось проговорить, озвучить. То, что касается поиска своей интонации, того действительно, как мы говорим о президентской и не только. Вот наши спикеры серьезные, как вы видите, действительно уровневые. И вот наш телеграм-канал «Конфы не конфы», поскольку мы соседи по площадке, мы обыгрывали тему жилищного комплекса, он у нас назывался ЖК «Хамелеон», и, собственно, все были жителями. Вот, и такие вот мемчики в этом чате у нас появлялись. Радовались безумно наши спикеры. Это то вот пространство, действительно, где можно и пошутить, и побыть собой, и проявить какую-то капельку иронии. Почему нет? Вот такой вот иллюстративный примерчик. И, собственно, это нас приводит к определению тех основных коммуникационных посылов регионального центра, которые сформировали за эти 4 года.
Это в первую очередь построение повестки на основе проблемной дискуссии интеллектуальной игры. Это то постоянное вот внутреннее, идущее от коллектива рефлексивное настроение, желание все время рассматривать ситуацию с разных сторон, которое не дает нам просто делать какие-то спокойные мероприятия, обзоры понятные, и каждый раз куда-то уводит в какие-то дебри. Это безусловная книжная база, это фонд как первоисточник. У нас сейчас действительно назрел вот момент, мне несложно говорить об этом со сцены. Первое, что мы должны знать, это фонд. Вот тот прекрасный миллион единиц хранения, который у нас есть, мы должны в нем разбираться, плавать, да, как рыба в воде. Не могу пока сказать, что мы на достаточном уровне плывем. Вот есть куда стремиться, есть куда развиваться, и в эту сторону, в первую очередь, мы работаем. Именно от этого идет все остальное. Площадка диалога, то, о чем я вам говорила, это поиск той личной истории, которая зацепит, ляжет в основу. Это формирование, то, что касается методической работы профессионала новой формации. У нас есть в регионе такой глубокий дискуссионный момент, особенно школы очень хотят готовых материалов. Готовых методических пособий, готовых подборок, библиографических списков. Вот у нас классный час про День флага, нам, пожалуйста, все по Дню флага предоставьте. Вот мы с коллегами все-таки держимся такой позиции, что мы, конечно, можем, и мы делаем. То есть вы видели и выставки виртуальные, и списки есть. Но, согласитесь, очень сложно выходить по чужому материалу, который ты сам не прочувствовал, не оценил. И совсем другое, когда ты сам эти источники находил, пропускал через себя. Долгое время меня не отпускало, то есть, с одной стороны, мы как бы вот стоим на такой уверенной позиции, что мы проводим достаточно много обучений и вкладываемся в них эмоционально, чтобы вы делали это сами, но, может быть, все-таки надо. Но все решило на самом деле совещание последнее. Была очень показательная ситуация. Во время деловой игры снова прозвучало, что нам нужны готовые методические разработки, методическая копилка. Я попросила поднять руки тех, кто готов пользоваться чужими наработками. Кому вот дадут чужой сценарий, он пойдет проводить. Весь зал поднял руки. Я говорю, хорошо, а теперь поднимите руки те, кому не жалко отдать свой сценарий, вот кто сделал какую-то классную штуку и сейчас готов ее всем раздать, и чтобы все проводили. И в зале из 40-50 человек поднялось 2 или 3 руки. Вот. Но мне кажется, это очень иллюстративно, поэтому вопрос с методической копилкой, он остается открытым. Вот. Но то, что людям надо давать удочку, а не рыбу, я все равно абсолютно убеждена. И Урал в основе есть контекстуальные вещи. Урал — это особое место, это место силы, это удивительный регион. Вот. Что ни возьми, опорный край державы, тыл военный, Уральская поэтическая школа, характер, заводы — это действительно особая среда, и мы очень за это держимся. Вот, собственно, мне было лет 12, когда папа протянул мне книгу сказов Бажова, сказал, прочитай про Данилу Мастера, это о мастерстве, это то, что ложится в характер, это то, что тебя потом определяет. И в работе с той же президентской библиотекой, вот мы действительно такие вольные в каком-то моменте, да, вещи, может быть, себе позволяем, допускаем, потому что характер. Вот Олег Леонидович-то слышал бы меня, сейчас бы спорил, наверное, со мной. Вот. На самом деле подход наш и тюменский, вот как вы видите по этим 2 частям семинара, он действительно, возвращаясь к началу, да, что в споре рождается истина, это действительно так. Найти свой путь можно только оценив, рассмотрев, увидев пути другие. С тюменским филиалом президентской библиотеки нас связывает очень сильно такая и человеческая связь, мы действительно дружим домами, и профессиональная, мы очень растем и развиваемся. И вот тот семинар, который Олег Леонидович вел в первой части дня, он существует в онлайн-режиме, он подлиннее, он действительно перезагружал наш регион, перезагрузил, позволил посмотреть на фонд президентской библиотеки под совершенно новым ключом. Вот. Но очень важно, слушая других, все-таки искать свое и искать тот путь, который для вашего учреждения именно подходит. Как пиарщик я хочу остановиться на нескольких вещах, которые мне кажутся важными. Это понятие tone of voice, интонация, то, как говорит бренд. О президентской библиотеке можно говорить по-разному, но вы сами, когда прочувствуете ресурс, поймете, что не все уместно, не все красиво, не все ложится. Есть какие-то ценностные, качественные вещи, которые задают тон. И у вас у всех очень разные учреждения. Библиотеки, школы, я, конечно, больше по библиотекам
Библиотеки все очень классные. А вот очень часто приезжаю, начинаю что-то хвалить, и коллеги прям расцветают и говорят, ну вот, а нам казалось, у нас тут все вот так вот скромно. Но на самом деле в каждой библиотеке есть та изюминка, которую нужно чувствовать, раскрывать, то, что только ваше, то, что принадлежит только вам, ваша уникальность. И очень важно именно вот это в себе взращивать, вот, и говорить с той интонацией, которая это передает. Точки контакта — это все, что так или иначе соприкасается с пользователем. Вы можете сделать у себя какой-то классный проект, мероприятие, но, например, на входе гардеробщик нагрубит читателю, и ему уже не в радость будет, даже если что-то его замечательно ждет впереди. Точки входа — это все, с чем соприкасается читатель, пользователь, приходя в библиотеку. Объявления, афиши, внешний вид сотрудника, то, как он общается, то, как выложены книги, даже, не знаю, элементарно, там проветрено, чисто ли. Вот. Все это очень-очень важно. Нет мелочей, нет на самом деле неважных вещей, и про это тоже очень важно помнить. Есть ценностный подход. У меня разработана схема по определению пути для библиотеки с формулировкой миссии, УТП, там через все этапы проходит. Если кому-то интересно, это просто у нас вводит в другую сторону семинар, в другую сторону вообще от президентской библиотеки. Но если кому-то интересно, я, конечно, готова поделиться. Вот. Очень важно, чтобы команда разделяла это общее направление. И, конечно, вот тут о модельной говоря, я говорила, что некая уникальная идея, местный компонент, то, что вас отличает, очень важно это чувствовать. И верность своей дороге. И вот тогда любой ресурс, и президентская библиотека в первую очередь, органично ляжет в вашу работу. У вас не будет ощущения инородности и непонимания, что делать с этим ресурсом, потому что вы четко будете понимать, чего вы хотите и как с ним жить. Я не стала выводить вам там все наши миссии, уникальное торговое предложение и все прочее, потому что это долго, это действительно другой совершенно семинар, вот когда-нибудь в другой раз. Но ценности центра мы формулировали коллективом. Тоже у меня есть несколько таких коммуникационных построений, которые я внутри провожу, чтобы определять дальнейшую дорогу подразделения. Ну и вот, собственно, ценности отдела выглядят так. И все, что делается, оно так или иначе должно в них укладываться. От внешнего вида сотрудников на мероприятии до интонации, с которой написан пост в соцсетях. Вот поэтому они спорят про суп из вина. Вот. Ну, я говорила, что вино — это культура и вдохновляющая эстетика. И опять же, заканчивая вот эту тему, также важно понимать, что ты существуешь все равно не в отрыве от своей организации. Совершенно про другое. Я недавно давала интервью Россотрудничеству о той части жизни, которая не библиотека. Я пишу стихи. И, естественно, они спросили, кем я работаю. И целый абзац, он про президентскую библиотеку. Не бывает такого, что ты вот на работе, ты вот так вот все про президентскую, а выходишь за дверь и живешь какой-то другой жизнью. Все равно это разделение тех общих ценностей, которые нами движут, в нас живут, проживаются. И чуть-чуть буквально кейсов. Все-таки наши были такие, региональный центр отдела областной библиотеки. Что делают вот прямо на местах? Что можете вы прям прийти и завтра себя сделать? Во-первых, информационные стенды, конечно же. У кого есть электронные читальные залы, оформляют. Вот внизу как раз сталица, сверху в левом верхнем углу вариант оформления выставки. С QR-кодом небольшая библиотека городская. А справа, где ретро-Новый год, это вообще библиотека сельская. Им понравились открытки в фонде президентской библиотеки, новогодние картинки. Вот они спросили, как ссылочку указать. Ну и, собственно, с указанием ссылки все это разместили, показали. Вот тоже вполне рабочий, живой, такой жизнеспособный формат. Вот наша победительница конкурса абсолютно. Есть у вас ссылочка на ее лонгрид, на ее виртуальную выставку. Лучшая работа по Достоевскому, 19 источников, очень хорошо осмысленно, обыграно. Есть мастер-класс, в котором Ирина рассказывает о создании ресурса. Удивительно то, что человек не библиотекарь. По образованию она экономист, пришла не так давно, библиографом переучилась, молодая, библиотека модельная, и, как у многих из нас, у нее огромное количество обязанностей, кроме президентской библиотеки тоже есть. То есть, когда говорят, что нет времени, вот у Ирины на какой-то степени это опровергает.
Вот эту историю очень люблю. Это Галина Петровна Гурбич, это наше Суворовское военное училище. Она написала проект на нашем обучении и подала его на конкурс, который проводила НЭП «Свет». Заняла второе место в номинации «Лучшая интеграция», престижнейший всероссийский конкурс. И вот, собственно, президентская библиотека у нее внедрена как? У нее проект про газету для Суворовского военного училища, виртуальную газету, которую делают сами ребята-суворовцы, и там отдельные рубрики, связанные с президентской библиотекой, есть. Арамиль, город, коллеги вышли работать на педагогов. Это у нас такой единственный случай. У них 3 школы всего в городе, во все 3 сходили, провели обучение для педагогов по работе с ресурсами президентской, с порталом и предложили конкурс на лучшую работу, презентующую портал президентской библиотеки, возможности портала для педагогов. Вот, там какое-то энное количество работ у них было, работа победительница выбрана, видеозапись, видеоролик, он тоже есть. Причем они заручились поддержкой, меня что потрясло, это обычная муниципальная библиотека, никаких связей у них не было. Они думают, нужны подарки, пошли к депутатам, как раз выборы были, попросили подарки, те дали. Ну, учителей же надо как-то мотивировать. Ну, допустим, те, кто победили подарки, а те, кто поучаствовали, пошли в управление образования, попросили, чтобы были дополнительные баллы по эффективному контракту. Управление образования пошло им навстречу. Так что смелость действительно города берет. А вот про Березовский, собственно, вам рассказала, про богатырей. Это наш Первоуральский инновационно-культурный центр, ну, такое особое учреждение, конечно, их всего несколько в стране. Огромное количество уроков по ресурсам президентской проводит, образцовая наша площадка, самая высокая статистика. Вот, у них прямо организованная группа школьников в каком-то определенном возрасте приходят, занимаются. Вот, собственно, интерактивные мультимедийные продукты муниципального объединения библиотек. Городская система подключилась у нас раньше, чем появился региональный центр. У них 14 филиалов. Они ведут очень активную работу. Вот этой ссылки нет в вордовских файликах, которые вам потом пришлют, но она есть в группе ВКонтакте. В Космосе вы, когда подпишетесь, не так давно этот пост был, там по рубрику «Копилка» все методически выпадают. Тоже какое-то огромное количество виртуальных выставок, всевозможных построений. Ну и под завершение нашего семинара за оставшиеся 20 минут, вот, собственно, у нас получается, что у одной группы более-менее они понимают, что по их теме в фондах есть, а у остальных как? Ну что-то нашли, да? Что-то нашли. Ну то есть вот. Ну смотрите, коллеги, давайте попробуем тогда те, кто сможет. Вспоминайте, что вы нашли, и я хочу, чтобы вы предложили идею от своей команды какого-то мини-проекта, который вы могли бы организовать, провести, ну, в теории. Это может быть урок, может быть классный час, выставка, реальная или виртуальная, какая-то серия постов в соцсети, что-то, что бы вы могли сделать, и как бы вы эти документы использовали. Вот такая история. Задание понятно? Ага. Вот, обсуждайте. Ну, те, у кого ничего не нашлось, как бы на теории, конечно, сложно, но я могу каждому сейчас подойти и просто по памяти что-то рассказать, что по темам есть. Знаете, что еще можно сделать? В группу ВКонтакте самое президентское зайти, наверное. Вот, может быть, там на какие-то документы посмотреть.
Ну, очень жаль, конечно. Ну, да. Мгм. Да. Мгм. Ну, это очень главное. Я думаю, минут 5 тогда. Коллеги, минут 5, наверное, дам, потому что я понимаю, что такой действительно сложный формат сейчас. Готовы, да? Коллеги, все согласны, готовы начать? Ну все, отлично. Давайте тогда. Так, наверное, надо в микрофон, я думаю, чтобы, если трансляция идет, чтобы слышно было. У нас тема Петр I и несколько вариантов. Первый вариант – это, так как в этом году 350 лет со дня рождения Петра I, можно будет выложить пост в группе, ну, у кого там в библиотеке, у кого в школьной, да, группе, с использованием ресурсов президентской библиотеки. То есть что мы нашли вот за это время? То есть мы нашли портреты Петра I, да, то есть небольшой пост написать, да, то есть правление Петра I, вообще что там, какие реформы, да, были, выложить портреты, затем ссылки на книги, вот несколько книг мы нашли, также мы нашли документ печатный «Последние дни жизни Петра I», то есть вот все это можно выложить в группу, это первый вариант. Второй вариант, если эта школьная библиотека проводит декады, да, то есть декада русского языка и литературы, декада истории. И вот когда будет декада истории, каждый день, то есть проводить мероприятия с использованием, да, то есть вот также ресурсов библиотеки и выкладывать разные задания. То есть найти то-то, найти это, найти это. То есть, ну, каждый день. Вот так вот. И еще есть у нас. Еще есть? Ничего себе. Почти то же самое, да. Но вспоминая Арктику, мероприятие, да, это было бы очень неплохо также сделать и про Петра Первого, так как у нас в библиотеках практикуются такие декады тоже и недели, да. Можно, конечно, не декаду, можно даже день информации, один день. То есть взять один день и только о Петре Первом говорить. И итоговым сделать уже такой квиз, как раз с использованием сайта президентской библиотеки и поиск. Как раз нам-то важен, что чтобы дети, ну или старшие, чтобы они сами заходили в президентскую, да, и искали информацию сами.
Не библиотекари, а именно они. Вот это могло бы быть как бы итоговым заданием, занятием. Вот. Да, здорово. Коллеги, давайте поаплодируем, кто внимательно слушал. Действительно потрясающие проекты, все 3 идеи настолько работоспособные, живые. Вот прямо хоть сейчас бери и проводи. Да. А ну давайте, да, за этим же столом. Готовы. Значит, нам выпала тема «Добро и милосердие» нашей группе. И вот по запросу милосердия в библиотеке, на сайте библиотеки нам было найдено 99 материалов по данному запросу. И мы тут, посовещавшись, решили, что мы проведем 28 ноября, это Всемирный день милосердия, мы можем провести очень много мероприятий, и в рамках школьных библиотек мы можем провести внеклассные мероприятия, можем провести в рамках школы также классный час, и можем сделать выставку, да, какую-то тематическую. Так, что мы можем там осветить? Значит, тут мы нашли песенный сборник, называется «Сестры милосердия» 1914 года. Да, мы можем им воспользоваться. Нашли автореферат «Феномен милосердия». Это можно нами использоваться при подготовке к мероприятиям. И ну вот больше тут по сестрам милосердия все. Надо вдаваться. Да, конечно, здорово, потрясающе. И тема такая действительно очень живая, актуальная. Коллеги, ваши аплодисменты. Делали невозможное, конечно, с телефонов. Кто еще хочет и может выступить? Коллеги, первый стол. Да. У нас тема «Культурное наследие народов России» актуальная в этом году. Мы не нашли информацию, ну так, с телефона немножко посмотрели, а потом с телефона тоже почему-то президентская библиотека не стала отвечать. Мы так думаем, что можно провести цикл уроков, вот исходя из того, что мы живем в Республике Коми, цикл уроков какое-то «Культурное наследие финно-угорских народов». То есть каждый урок посвящен отдельному Республике Коми, Республика Мариэл, а потом это объединить в какой-то итоговый урок, вот, посвященный всем финно-уграм. Какой-то, может быть, не урок, а может, что? Какой-то, какой-то фестиваль, где и будут и блюда этих народов, и костюмы этих народов, что-нибудь в этом роде. Слушайте, потрясающе. Там действительно есть материалы, вы как-то вот интуитивно проникли в портал, да. Аплодисменты, коллеги. Очень здорово, что вот эта связка своего регионального родного компонента есть. Кто-то еще готов? Получилось? За 3-м столом? Нет. Не будете. Ну, в смысле, да, я как бы не настаиваю, потому что я понимаю, что ситуация действительно, забирайте домой, вот, это будет ваше домашнее задание. А я буквально пару слов и, наверное, будем завершать, даже чуть раньше получается. Действительно, большая гордость всегда эта команда, это вот те мои бесценные совершенно коллеги, добрые, дорогие друзья, которые всегда рядом. И все, что мы сегодня, все, что я показывала и рассказывала, это все сделано их огромным трудом. Действительно, те люди, на которых вся эта работа стоит и держится. И завершая, есть у меня традиция, всегда завершаю цитаты, все доклады, и цитата всегда либо адресована кому-то конкретному в зале, либо с мероприятием связана, либо то, что внутри. Вот почему-то, когда готовилась, вот именно эти слова. Действительно, президентская библиотека — это не все, что есть в мире, я это прекрасно понимаю. Это не все, что есть в библиотечном деле. Вот. Это действительно только одно из направлений, но оно настолько многогранное, бесценное, интересное и столько всего к себе привязывает, подтягивает, настолько поднимает действительно
отрывает от границ, разрушает совершенно границы времени, расстояний, потому что те люди, которых ты видел только по видеоконференц-связи, они вдруг оказываются тебе родными. Те документы, которые лежали где-то в архивах, и ты, в принципе, не мог представить, что их когда-то увидишь, они вдруг оказываются, ну, фактически у тебя в руках. И ты школьник из какого-нибудь крошечного уральского города, я не знаю, из Ивделя, северного, и выигрывая Олимпиаду, попадаешь в крупный вуз. Это все действительно реальность. Это все очень вдохновляет, очень мотивирует работать. Президентская библиотека — это семья. Я верю, искренне верю, что в каждом из вас тоже маленький такой огонечек, вот эта частичка зародится, и откроются у вас электронные читальные залы, будете ли вы сами каждый день пользоваться ресурсом, использовать на мероприятиях. Все это приведет вас к чему-то большому, к каким-то новым победам и открытиям. И завершить мне бы хотелось видеороликом, который 4 финал. Вот, спасибо. Этот ролик рассказывает о нашей команде. Он больше не про центр, наверное, про нас самих, но это то, что хотелось бы вам прям подарить, отдать. Мы любим непередаваемую атмосферу Белинки. Светлые залы, воздушные анфилады. Синтез ретро и современных технологий. Академизм и неизменная приверженность ценностям, на которые опирается российская культура. Книги на стеллажах, наши артефакты, подсказки, ориентиры, друзья, сокровища. Мы любим создавать события, которые объединяют людей. Любим узнавать новое. Любим процесс погружения в дело, в череду совещаний, разговоров, встреч, идей, которые превращаются в проекты. Бесконечная цепочка планов, действий и результатов приносит невероятную радость. Мы чувствуем себя счастливыми, когда достигаем очередной цели. Вдохновляемся, когда находим отклик в сердцах читателей. Когда коллеги улыбаются нам в ответ. Когда счастливы люди, окружающие нас. И если перед нами возникает задача, которая кажется невозможной, мы выдыхаем, даем друг другу время, преодолеваем себя, учимся, погружаемся с головой. И все постепенно получается. Мы живем на Урале. Здесь пульс современного мегаполиса сплетается с локальной мифологией. Трудолюбие и смелость героев Павла Бажова оживают в современных мастеровых людях. Бьется сердце горнозаводской промышленности, воспетой Дмитрием Маминым сибиряком. В произведениях уральских фронтовиков память о войне и проникновенная любовь к родине. Надежный тыл, опорный край державы. Свободный ритм уральской поэзии узнаваем с первых тактов. Над городским прудом по сей день парят белые паруса крапивинских мальчишек. 120 лет библиотека Белинского шаг за шагом разделяет судьбу Екатеринбурга и России. С коллегами из всех регионов страны нас связывает общее дело. Ниточки социальных сетей, буквы в электронных письмах. Звонки сквозь часовые пояса. Творческие начинания. Желание развивать библиотечную систему. Любовь к нашей стране, культуре и людям. Наши ошибки и наши победы нужны для уверенности, для опыта, для сплочения. Ведь только так мы понимаем, что мы одна команда, содружество единомышленников. Президентская библиотека — это бесконечные знания и возможности. Сочетание классики и стабильности с технологиями и мультизадачностью. Сохранение русской самобытности, погружение в отечественную историю и культуру. Знания вне времени. Информация без границ. Немного полезной, я буду очень рада. Я не понимаю, кому дарить методички, все такие молодцы. Я прям даже не знаю, как их вот прям отдать-то. Вот. Я, наверное, с вашего позволения все-таки передам их тогда в фонд библиотеки. Вот, забирайте. Да. Экземпляр. Анастасия Васильевна, огромное вам спасибо. У меня появилось несколько идей. Во-первых, я подумала, что было бы неплохо в каждой библиотеке иметь журналиста-пиарщика, а может быть даже несколько. В каждом отделе было бы неплохо иметь своего журналиста-пиарщика. Во-вторых, мы хотели поблагодарить вас за то, что даже не за то содержание, не за те вот как бы идеи, которые мы писали, пока вы очень много идей фонтанировали этими идеями. Мы себе их, конечно же, записали.
и будем внедрять. Но еще за то, с какой вы чувствительностью, с какой вот, как вы это все преподносили, эту информацию, это, мне кажется, очень дорогого стоит и очень приятно, и этот уровень эмпатии, он совсем как-то по-другому воспринимается, когда человек это все, ну, сразу чувствуется, что журналист хороший. Вот, и наши дни президентской библиотеки сегодня не заканчиваются, у нас еще завтра состоится телемост Сыктывкар-Сахалин. Ну, наши гости некоторые сегодня уже уезжают. Анастасия Васильевна нас сегодня покидает. Ольга Владимировна тоже покидает нас сегодня. Завтра уезжают наши гости из Питера, из Тюмени. Но я думаю, что те мосты, которые мы сегодня наладили, то, как мы сегодня познакомились, пообщались, это будет таким неплохим заделом для того, чтобы мы и дальше хорошо с вами общались. Тем более, что вот онлайн-технологии нам сейчас позволяют. Я, с вашего разрешения, вас бы еще мы ежеквартально стараемся проводить Google-трансляции для наших муниципальных библиотек. Мы бы вас попросили бы тоже в них поучаствовать, какие-то иногда темы нам рассказывать. Вот, я думаю, что муниципальные библиотеки нас в этом вопросе поддержат. Будет очень интересно послушать. Большое спасибо всем нашим гостям, всем нашим участникам, вам за то, что вы активно поработали. Надеюсь, что вы очень многого сегодня узнали, закрепили даже на практике. И в завершении предлагаю сделать общее фото.